Күрмим, аның шундай бер идеясы бар. Менә, мәсәлән, Җир шарында ниндидер галактикалар алышына һәм цифровизация вакыт инде исән булып калырга тиеш безнең фаразлар буенча. Һәм 200, 300, 500 елдан соң ниндидер робот уянса, татар телендә информация, татар телендә шундый бәхәсләр булуы мөһим һәм шуңа күрә без һәрберебез дә шушы бүгенге әйткән һәрбер информацияны югалтмый, уйлап сөйләгән чыннан да бу алдагы буыннарга да безнең калдырасы уйларыбыз, фикерләребез. Без 100 ел элек Садыр Максудова, Әсис Хакилар кайда нинди регионнарда, илләрдә йөргәнен бит инде чакнык тота. Һәм чыннан да минем үз тормышымда татар дөньясы, татар мәдәнияте, татар мәгарифе белән бәйле иде. Һәм шул вакытка кердем. Һәм тәмамлаганнан соң мин филология һәм журналистика специализациясе укуны тәмамлап бүгенге көндә шөгыльләнгән эшем белән туры килә. Шуны әйтеп, бүгенге көндә башкарган һәрбер эшем ул минем тормыш халәтем, рәвешем. Җибәреп торалар һәм без инде аларга җавап бирергә тырышабыз. Хәерле көннәр, минем исемем Альбина. Бүгенге очрашуда булуыма мин бик шатмын. Гомумән, татар телендә шушындай яшьләр белән, сәләтле, кызыклы шәхесләр белән бергә шундый проектта катнашу мине әлбәттә бик илһамландыра. Бик шәп идея. Линария, кызлар, сезгә уңышларны теләп калам. Һәм әлбәттә өметләнәм, безне тыңлаучы тамашачылар елдан-ел арта барыр дигән теләктә калам. Мин үзем Казан кызы, Шамил Усманов урамында урнашкан икенче татар гимназиясын тәмамладым. Мәктәптә укыганда мин эшли башладым һәм шуңа күрә мин ничек дип әйтәм, кечкенә яшьтә мәктәптә укыганда максатны куюы җиңел түгел. Шуңа күрә миңа калса кечкенә яшьтән сайлап алу мөмкинлеге булырга тиеш һәм эшләп карарга кирәк. Булдырып карарга кирәк. Шуңа күрә мәктәптә укыганда мин телевидениедә эшләдем, ялкын журналларында мәкаләләр яздым, журналистика һөнәре белән якын таныштым. Аннан соң инде филология факультетында укыдым һәм менә миңа калса мәктәптә укыганда кызлар күбесе хыяллана, актриса булырга, шулай булып, сезнең юкмы белмим. Мин кечкенә яшьтән актриса булырга хыялланып йөргән идем. Һәм мин шундый бик бәхетле бала булдым, гаиләдә тудым, чөнки миңа әни дә, әти дә, әти дә барысы да нәрсә теләгәнеңне шуны эшлә, кая телисең шунда укы дигән уйлар белән яшәдем мин һәм шуңа күрә миңа сайлап алу мөмкинлеген бирделәр. Һәм мин шуннан да менә 1 ел театр училищесында укыдым, аннан соң инде үз кирип менә шушы сферага күргәч, барысын да тыеп карагач, мин аңладым, бу минем хыялым, ләкин чынлыкта мин актриса буласым килми. 1 ел укыдым һәм киттем филология факультетына, укытучы булырга хыяллана башладым һәм чыннан да беләсезме, мин нәрсә әйтәсем килә, кая гына укысагыз да, кая гына белем алсагыз да, нинди проектларда катнашсагыз да, алар барысы да киләчәктә тормышта кирәге чыгар. Бүгенге көндә безнең Бала Сити дип аталган балалар бакчалары эшләп килә, мәктәбебез эшли. Һәм мин үзем укытучылар гаиләсеннән булгангамы, әни булгангамы, мине тормыш менә шушы мәгариф өлкәсенә алып китте. Һәм чыннан да мин бик шатмын, ләкин шул вакытта телевидениедә эшләгән минем проектларым бүгенге көндә шул хәтле кирәк чыкты һәм мин аларны мәктәптә булдырам, безнең Бала Ситидә шулай бит. Театрда эшләвем, мәхәббәтем театрга карата, мәдәнияткә, әдәбияткә калды. Шул вакытта бу проектларда безнең менә дигән Бала Сити балалар бакчаларыннан башлап эшләп килә. Шуңа күрә төп фикерем, курыкмагыз, кая телисез шунда барыгыз, эшләп карагыз, укып карагыз һәм менә ул белемнәр барысы да сезгә киләчәктә кирәге чыгачак. Мин менә 100% шундый фикердә. Минем исемем Зөһрә, мин шулай ук Бөтен дөнья татар эшләре форумында эшлим, төрле проектлар алып барам һәм КФУда татар филологиясе бүлегендә укыдым. Әлеге белемнәр кирәк булдымы дигәндә, монда мин менә уйлыйм, гуманитар юнәлешләр бар һәм техник. Бәлки техник юнәлешләрнең алардан башкачадыр. Гуманитар юнәлешләрдә ничектер
ул белемнәрнең кирәклеге кругозор белән бәйле. Мәсәлән, ниндидер кругозорны арттыра һәм бәлки кулга тотып карый торган эш булмыйдыр да. Мәсәлән, филолог кайда эшкә урнаша ала дигән сораулар белән күп кеше борчыла. Күп кенә мәктәп балалары укырга кергәндә. Ләкин мин үзем татар темасында эшләгәч, татар теле проектлар алып баргач, миңа татар филологиясендә укуның файдасы булды. Һәм шулай ук мин ярты ел укып алдым Венгриядә, халыкара мөнәсәбәтләр дигән юнәлеш буенча. Анда ул бакалавр юнәлеше иде. Ул вакытта мин беренче курс бакалавр студентлары белән укып карадым, ягъни ярты ел. Һәм алга таба алар укуын дәвам итеп калдылар, кире кайтып киттем. Һәм нәрсә әйтәсе килә, аерма буенча анда электр практика күбрәк иде кебек. Ягъни халыкара мөнәсәбәтләр шулай ук гуманитар юнәлеш, ләкин анда практиканы кертеп җибәрәләр иде кебек. Хәзер инде төп сорауларга күчик. Безнең беренче сорау буенча ул гомумән югары уку йортлары турында сөйләшү. Сезнеңчә хәзерге система яхшымы, ниндидер минуслары бармы? Минуслары булса нинди бар һәм аларны чишү өчен нәрсә эшләргә кирәк? Әйдәгез менә бу сорауга җавап биреп карыйк. Безнең була микрофон. Минуслар эзләп утырсаң инде һәрвакыт табырга була. Минемчә, без шундый әйтик практик заманада чыннан да яшибез, чөнки любой социаль челтәрне ачып, син үзеңә кирәк информацияны таба аласың һәм синең хәзер күпчелек үзеңнән тора дип уйлыйм. Югары уку йортыннан да түгел, әгәр дә ничәдер 20-30 еллык университетларга бик төп басым ясаган булсак, хәзер безнең тренд ул күбрәк шәхескә бит инде басым ясау. Бу эмпатиялар, төрле адаптацияга өйрәнү һәм башка скилларны үстерү ягыннан хәзер күбрәк моднарак дип әйтик. Шуңа күрә һәрбер кеше үз юнәлешен сайлаган. Минемчә, бүгенге көндә үзенә кирәкле информацияны тагын да күбрәк җентекләп өйрәнергә мөмкинлекләр күбрәк. Һәм без шуның өчен дә менә шулай университет проектын алып барабыз татар телендә һәм аның һәрбер курсы ниндидер актуаль проблемалар белән бәйле, актуаль мәсьәләләр белән шул гадәттә татар белеме дигәндә нишләптер күбрәк шигырь, иҗат ягына таба борылалар. Безнең, мәсәлән, финанс грамоталары буенча да шулай курслар бар. IT өлкәсендә дә гомумән татар телен үстерик дигәндә, аны бит инде кулланырга кирәк. Һәм төрле темага татар телендә сөйләшеп, экологияга да утыру һәм ниндидер анализлар, фокус группалар ясау җитә дип уйлыйм. Татарча концерт һәм татарча шигъриятне генә үстерү, ул татар телен үстерү түгел. Мин бераз шул якка барып җибәрәсем килеп китте эшләптер. Рәхмәт. Миңа калса, иң зур проблема гомумән укыту системасында ул менә дөнья белән тоташмавы. Менә бар 11 класс, 11 сыйныф, һәм шуннан ничектер син үз факультетыңны сайлайсың, югары уку йортыңны сайлайсың, бәлки туганнарың ничектер булыша, бәлки үзең менә ниндидер театр белән гашыйк аркасында сайлайсың. Ләкин гомумән профориентация дигән төшенчә безнең укыту системасында бик үк яхшы игътибар ителми миңа калса. Һәм ничек итеп шул проблеманы шишәргә һәм тагын әйтермен югары уку йортларыннан соңда студентларның шундый бик мөһим соравы була. Хәзер нишлим? Хәзер нинди эшне табыйм? Ничек итеп специальность буенча эшли башлыйм? Һәм безнең бик кызганыч статистика ул 80 яки 75%-ка да җитәрлек студентлар алар үз специальность буенча
эшләми, кызганычка каршы. Ничек иттереп шул проблеманы чишәргә? Бәлки кечкенә инициативалардан башларгадыр. Мәсәлән, менә минем җанлы китаплар, безнең җанлы китаплар проекты шуңа юнәлгән нәрсә ул. Менә мин укыган вакытта шикелле анда күрдем шундый системаны. Күп кенә кеше безләр сыман утыралар һәм җанлы китаплар сыман. Менә мин җанлы Айдар Фаритович җанлы китап һәм безнең мәсәлән бер студент сайлый да һәм безнең белән one-on-one һәр кеше ничектер җанлы китапны укый шикелле ниндидер сорауларга җавап бирә ала. Миңа калса, шул ниндидер кечкенә инициативалар белән, шәхси инициативалардан башлап, шуннан аларны системага да кертергә буладыр. Именно дәвам итеп эзлисем килә. Чыннан да менә бу сорау университетны тәмамлагач, хәзер мин кая эшлим? Бу шул хәтле менә мин аптырыйм инде. Бу сорауны мәктәптә бирә башларга кирәк. Чөнки бүгенге көндә миңа калса, мәктәп вакытыннан алып инде эшләү мөмкинчелекләре бар. Һәм мин бик яхшы беләм, 10нчы сыйныфта укыган бер малай, ул үзенең бренды уйлап тапкан шундый матур свитшотлар сата. Һәм инде ул эшли. Шушы опытны мәктәптән башлап ала башларга мөмкин. Ә инде университетта 5 ел буе укып эшләмичә, бу бөтенләй дөрес хәл. Филология ул нинди генә факультет булмасын, 5 ел буе укып кына калмаска эшләргә кирәк. Һәм менә бу хакта без онытырга тиешбез. Безгә нинди университет тәмамлагач кая эшләргә барырга икән? Бу дөрес фикер йөртү түгел. Шуңа күрә менә бүген тыңлаучы яшьләр гомумән мин менә әйтим һәм әйтәсем килә. Барлык эшләргә теләгән кеше микрофонны башканы алып килегез кызлар. Эшләргә теләгән кеше әлбәттә эшне таба ала. Шуңа күрә монда кешеләр тора. Мин мәсәлән Финляндиядә минем дусларым яши һәм аларның укучылары менә аларның балалары хәзер шул 10нчы классларда укыйлар һәм аларда нинди практика шуның турында сөйләп үтәсем килә. Мәктәптә соңгы 2 ел эчендә балалар төп 3 предметны сайлап алалар һәм бу предметларны тирән иттереп укыйлар һәм инде үзенең булачак профессиялары хакында бик актив уйлый башлыйлар һәм менә практика турында. 2 ел рәттән алар мәсәлән ул табиб буласы килә. 2 ел рәттән ул прям менә шушы больницаларга барып ярдәм итә. Медсестралар белән бергә эшли. Хәтта улайта операцион бүлмәләргә дә кертәләр. Идәннәр җуып йөри. Мәктәп баласы волонтер кебек, әлбәттә аңа түләмиләр, ләкин ул менә шушы дөньяны үз күзе белән күрә. Ул менә кыялланырга була, табиб буласын килә икән. Менә бит кирип каралысын ул дөньяны. Нәрсә анда, нинди булырга кирәк, нинди кешеләр анда эшли, нәрсә сине көтә. Бу хакта без бит китаплар аша гына белә алмыйбыз. Шуңа күрә менә бу бик практика ориентированный проектлар алар безгә бик кирәк мәктәптән башлап. Университетта һичшиксез практика булырга тиеш. Һәм менә ул бала 2нчы елында шушы больницада эшләп, шундый фикергә килгән. Юк, мин анда эшләй алмаячакмын һәм миңа тиз генә үз фикеремне хәзер башка юнәлешкә күчерергә кирәк. Һәм ул башка юнәлешне сайлады. Шулай медицина белән бәйле, ул IT-технологиялар белән мауга, егет кеше. Шуңа күрә ул хәзер шундый бик кызыклы специалитет, яңа специалитет, органнарны 3D принтерлар аша эшләү турында менә шушы проектка бик кызыксынып мавыгып китте һәм шулай медицина өлкәсендә кала, шулай халыкларның, кешеләрнең тормышы турында кайгыртып яшәячәк шундый профессия. Ләкин шул вакытта менә миңа калса үз вакытында дөрес фикергә килде. Шуңа күрә менә практика күбрәк булырга тиеш. Һәм әлбәттә кешенең үзеннән тора, без инде яшьләр белән сөйләшкәндә мөмкинчелек бирергә тиеш. Без килегез бизнесменнар белән эшләргә. Шулай бит менә
Biz özümüzün məktəbimizdə şunday proyektqa kildik. Birinci sınıfını tamamlagach, her bir o'quvchi nimadir biznes proyekt bilan shug'ullanishga tiyilish. Ham bu mumkin, chunki shunday aktiv yoshlar, bolalar shulay deb ham ularga endi maktabda finans gрамотность, marketing kabi temalarni o'qitirga kerak shulay deb ham endi nimadir shunday kuratorlar bilan shunday biznesmenlar bilan ishlab qarab mumkinchiligini tug'dirga kerak. Shunga ko'ra, men qalsa sizning davomda xayolingiz, tilagingiz bor ekan, siz uyalmisha men qalsa televideniyada ishlasangiz kerak ekan, borib so'rashga kerak. Bo'ladimi, yo'qmi? Men bunda sizning bilan boshda bushqa ishlab qaraysiz kerak shulay deb analizingda o'zingizni topib, men qalsa professiyada topib o'zingiz bo'lacak. Ham mana u 5 yil, 4 yil effektiv uzashadi. İkinci sorular nechikdir boshima keldi. Demak, shaxs o'zi qiziqsinirga kerak ko'proq. Alla bizning ma'rifat sistemasida o'qituvchilar, bizning gibi sotsial institutlar bilan yaxshi tig'izroq ishlarga tegishmi? Bu bit mana bolalar o'quvchilar hozir maktabda skучно deydi. Men o'zimni o'shalar 11 sinfda o'qigan singlim ortidan kuzatam. Bayda men ko'proq informatsiya olaman, internetda bir soat o'tirsam, bir saat tamam tutuşumu. Lekin var bir shunday professiyalar, shundan da men so'rab bo'lgan edi sizning. Shu tabib ana bit onlayn o'qib, u hunarga yetib bo'lmay, shulay deb. Shu o'qituvchilar onlayn o'qib, sen balani ko'rmisha, praktika uzmisha, sen u hunarni anglamayapsan. Hatto men bilan shunday misollar, 5 yil pedagogika o'qib chiqqan o'qituvchilar keladilar ishga, ham anglaylar, men bit qo'rqqan boladan. 5 yıl o'qidim, bizning siyrakgina praktikalar bo'ldi. Endi 20-30 bolalar klasslarga kirgach, o'tib qoladilar, hammalar yo'q, men qo'rqqan bolalardan menga bek avval. Shunga ko'ra, bu haqda bizga bir o'ylanirga kerak. Universitetga da ko'proq praktikani kiritilgan. Ham shu vaqtda men hech shaksiz ishonaman, universitetlar bo'lishib kerak. Akademические знания deb aytadilar, shulay deb akademik bilim, ilm baribir kerak bo'lishadi. Nechikgina bugun современно bo'lmasin, 4K kompetensiyalar turida ko'p so'zlaydi. Shulay deb agarda sen kritik fikr yurita olasan, keyin komandada ishlay olasan, sen borisida pudirasan. Lekin sening ilming bo'lmasa, akademik biliming bo'lmasa, nendagina kreativ qiziq shaxs bo'lmasang, sen shaxs bo'larak o'sa olmaysan. Shunga ko'ra bilim olishga kerak, teran bilim olishga kerak. Ham bilim bilan qolmisha praktika osha birga to'llantirib, mana shu shaxtagina effektiv ham mana kuchli shaxs bo'larak o'sa olasiz. Akademik bilim uchun endi bizga Universitetga kelamiz. Universitetga kelamiz. Universitetda ko'proq pogружаться etir oldidan bizga tag'in bola maktablar bilan ishlay olmaydi. Aytasiz. Türlü oylananlar, birinçiden qarab oturam da indi, tamlab oturam da indi, oylananlar birinçiden bizning yoshlar nishlatdir. Bugungi kungi yoshlar yuqori o'quv yurtidan kelib, o'zlarining akademiyalarining o'ylarini ham akademiyalari bitilar bitiladi. Mening bolam qiyin ham yuqori o'quv yurti bo'lsin, boshqa o'quv yurti bo'lsin ham uni bitirgach, onlar tillarni biladi deb ham bu to'g'risincha kishi bo'lib ishlab o'zini yoshata oladi, oyoqqa bostira oladi. Shu kutuv, biz bitini kutamiz, nishlabdir akademiyalar bitiradi. Bolalar shuni bitiradi. Men shuni o'xshab turaman. Chunki o'quv yurti bo'lishi o'zida bu yoshlar bo'lishi chunki baribir yuqori o'quv yurti bu mumkinliklar birinchidan mening uchun ham bu mumkinliklar har bir o'qib kirgan bola uchun tegis. Ham kim nechigrak shu mumkinliklar bilan qo'llaniladi, uning kelajagi shundan endi ortda.
Рахмет, хәзер киләсе сорауга күчеп дип уйлыйм, чөнки бүген без нинди ситуация күрәбез. Безнең 10нчы, 11нче сыйныфта укыган яшьләр, алар укырга барыймы, юкмы дип уйлыйлар. Һәм инде төрле уйлар белән кемдер укырга керә, кемдер укырга кермичә gap year ала. Һәм менә сезнеңчә gap year турында гомумән уйларыгыз кирәкме, кирәк түгелме, яшь кешегә gap year вакытында нәрсә белән шөгыльләнергә? Һәм икенче сорау менә күбрәк кеше югары уку йортларына керсен өчен нәрсә эшләргә кирәк? Аларны моңа ничек мотивация итләп була? Минемчә, gap year мин аңа уңай карыйм, чөнки хәзерге заманда балалар алар 11нче сыйныфта инде күбәйберне үзләре хәл итә башлар, үзләре уйлыйлар. Әгәр дә инде алар үз көченә ышаналар һәм ниндидер төрле эштә эшләп карыйсылары килә икән, бәлки алар ниндидер курс үтеп белем алырга тели икән, мин уйлыйм, бер ел вакыт ул бик яхшы. Ләкин инде соңыннан монда бер фактор бар, ул да психологик фактор. Ул инде балаларның һәм әти-әниләрендә тора. Ул бала бер ел инде укырга керми икән, икенче елга инде кире үз көчен җыеп, мотивация табып, ул егылар тапшырыпмы, ул инде укырга кергәннең инде мотивациясе кимергә мөмкин. Бәлки һәм инде икенче яктан әти-әниләр, бәлки баланың бер ел пауза аласы киләдер, әмма әти-әниләр, әлбәттә безнең әти-әниләр кайгыралар, алар башкачарак уйлыйлар һәм шулай ук монда каршылыклар килеп чыгарга мөмкин дип уйлыйм. Зөһрә, син белән бик тә килешәм бер моментта. Ул ата-аналарның давление шунысында әйе, чөнки икенче менә gap year'ымда. Ләкин икенче бер фикеремдә минем капма-каршы ситуация, чөнки миңа калса 11нче сыйныфны бетереп, синең әле мин әйткәнчә ниятең юк. Син белмисең нәрсәгә шул университетка керүең инде. Менә әзрәк эшләп, карап, менә мин дә икенче татар гимназиясендә укыттым. Шунда ниндидер шулай, укытучылар шулай эшли, яши икән. Шуннан сабыйлар мәркәзендә дә эшләгән. Хәзер менә ягъни икенче бер эшкә күнегән. Уже нидер управление образования. Һәм мин күрәм ниндирәк навыклар миңа кирәк бу дөньяда. Мин беләм, миңа ярар, миңа бик матур иттереп язарга кирәк. Миңа яхшы иттереп публикада сөйләргә кирәк. Менә хәзер сезнең белән утырып, мин практика алам, беләсең. Менә һәм минем ниятем хәзер түгел. Нишләп мин университетка керергә телим. Миңа менә психология бик кызык, миңа нейросайенс бик кызык. 2 ел элек мин белмәгән идем. Менә миңа ата-аналарым, әбием, татар әбием әйткән иде. Менә корочка аласың да сукканлар. Менә шул система белән мин әзрәк ризалашмадым, чөнки ният кирәк миңа калса. Һәм бу ният арта бара. Gap year in continuation. Gap year Өстәп әйтәсем килә, беләсезме нинди фикерне? Белем алу ул бит гомер буе. Менә без сезнең белән бер югары уку йортын тәмамладык, ләкин моның белән бит тәмамланмады һәм уку алу дәвам итә һәм мин моңа шиксез ышанам. Менә елдан-ел без барыбыз да аңлыйбыз, чөнки тормыш үзгәрә, яшьләр үзгәрә, мәгариф системасы үзгәрә. Син әгәр дә көчле һәм актив булып каласың килә икән бу дөньяда, шушы өлкәдә, әлбәттә сиңа укырга кирәк. Мин киләсе атна Финляндиягә барам, андагы уку йортлары белән танышам. Инде икенче тапкыр. Чөнки мин беләм, ишетәм, алар бик көчле, кызыклы проектлар белән шөгыльләнәләр. Үз казанында гына кайнап яту дөрес түгел. Шулай уку, шулай ук белем алу. Һәм менә бу ковид елы безнең барыбызны да нәрсәгә өйрәтте? Безгә бик
шундай ничек дип әйтик, гибкий булырга тиеш, ачык булырга тиешбез яңа темаларга, яңа проектларга. Һәм шуңа күрә менә бу хакта онытмагыз. Менә хәзер мин сайлыйм, 5 ел укыйм, шуннан соң башлана тормыш. Юк, без гомер буе укыячакбыз сезнең белән. Шуңа күрә бу хакта онытмыйча, курыкмыйча, була ул хәлләр шулай бит. Университетка керәсең, 2 ел укыйсың, аңлыйсың, минеке түгел. Курыкмагыз, күчәсез, икенче проектларга катнашасыз. Шуңа күрә бу бит тормыш, барысы да киләчәктә, барысы да безнең кулда. Шуңа күрә теге бик куркытасы килми яшьләрне, менә хәзер уйлагыз, максатыгызны куегыз. Шуңа күрә кая барсагыз да, бу сезнең тормышыгыз барысы да сездән тора. Мин шул хакта әйтеп үтәсем килә. Психологиягә кергәндә, Зөһрәнең идеясын дәвам итеп, чыннан да әти-әниләр һәм без бик аерыла торган булып, чыннан да. Аларга менә стабиль яктан, аңлашылсын, нинди синең специальность, менә мондый теге системаларны аңламый да тотып карарга булмаганны аңламыйлар чыннан да. Һәм яшьләрдә чыннан да бар курку. Ул бик теге кем ничә әйтеләр әле, самодостаточный кешеләр генә бәлки үзенең тормышын шулай үзгәртә аладыр 17-18 яшь. Бер яктан максимализм да күп. Икенче яктан шулай ук чыннан да әти-әниләрнең сиңа җаваплы һәм син ничектер аларны теге не разочаровать, шундыйрак форсаттан кулланасың. Безнең дә бар үзебезнең форум комьюнитисында әйтик, Амин Нуруллин, мин әйтеп үтәргә тиеш аны. Казан егете, ничек факультетка кергәндә ул халыкара мөнәсәбәтләргә керде, 2 курс укыды һәм аңлады, фикерләрен башка төрле юнәлештә укыйсың килә икән, бик үк кызык түгел. Хәзер менә академик белемгә, халыкара мөнәсәбәткә кереп китү. Һәм чыннан да ул курыкмыйча документларын алып, бүгенге көндә ул Нидерландыда, Гага шәһәрендә урбанистика юнәлеше буенча укып йөри. Менә без августта аны узаттык, ул безнең ачык университетның шулай уңышларының берсе. Хәзер без удаленкада дип әйтик, шулай ул проектларны алып бара. Чыннан да монда курыкмау, әниләр бит инде чыннан да 2 курс укыган. Хәзер ничек булган, язмыштан 2 курс укырга тагын берәр кая барам дип әйтер. Шуңа күрә чыннан да безгә монда психологиядә да эшләү кирәктер. Курыкмау. Мин дә университетта академ алган вакытларым булды чыннан да. Чөнки мин ул вакытта киттем чит илгә. Шуннан мин аңладым, кайттым, нәрсә кирәк чыннан да. Миңа ул 1 ел кирәк иде, һичшиксез. Башта аны гаиләдә шундый шок белән информация ничек инде бетермисең, бетте, шуның белән дип. Бу бик мораль, шундый безнең гаиләдә авыр ситуация булды. Ну, үзенең балага доверие беренче чиратта, ул тоемлы, шәхесләр белән аралаша, димәк, үз юлын эзләүдә, монда инде поддержать остается. Мин әле шул gap year турында иң мөһиме ул gap yearны эшләп уздырырга, тик утырмаска иде һәм теге онлайн кинолар карап ятып. Бу бит инде Шулай тора. шулай эшләп тора, моны әйтеп үтәсем килә. Gap year ул нәрсә өчен? Эшләп карау өчен. Әгәр дә сез аны эшләп уздырасыз икән, бик шәп, инде барыбер 1 ел узамы, 2 ел узамы, барыбер сез белем кирәк булачак. Нәрсә әйтсәгез дә, нинди эшләсәгез дә сез аңлаячаксыз. Юк, миңа белем кирәк икән. Университетме ул, Рәсәйдәме, чит илдәме, барыбер белемсез генә бер кайда эшләп үсеп булмый. Алайса, тагын бер яшьләрдә булган проблеманы алып, алар әйтәләр. Нигә мин бүгенге көндә уку йортына керергә тиеш? Бүген безнең курслар бар, барында Skillbox, Nitology, Ачык университет һәм башка курслар. Нигә мин хәзер һәр көн уку йортына барып белем алырга тиеш? Нигә мин ул белемнәрне онлайн да ала алмыйм? Беренче чиратта белем алу, без хәзер академик белем турында сөйләдек. Бу бит шулай ук кешенең дисциплинасы ягыннан да.
Mesela sen anda okuyup, зачетларını, курсларını тапшырып, җиренә җиткереп, bu трудоустройство эшкә урнашканда, мин уйлыйм, хәзер юнәлешне дипломга караганда шундый караш та бардыр. Бу кеше 5 ел буе нәфесен тыеп, үзен кулга алып, диплом ниндидер юнәлеш буенча белем ала алган һәм димәк ул усидчивость ягыннан да бит инде чыннан да яшьләр бит ул бик тиз үзгәрүчән. 5 ел буе син әгәр дә чыннан да үз ихтыярыңа тәвәккәлләнеп моны башкара алгансың икән, мин шул ягында университетны онытмас идем. Чыннан да монда сиңа күпме ул стресс укыганда, укытучылар алдында шулай ук чыгыш ясаганда, бу чыннан да синең дисциплина ягыннан үзеңне шымарту һәм ничектер төгәлләү шәхес була. Белемне китеп әйтсәк. Belki gelecekte onday mümkünlük gerek olmaz. Mesela böyle 15-20 yıldan sonra örneğin KUP bilimler mesela hazırda цифровизация olmazsız. Belki şunda mümkünlük borç olmaz. Konseyin olayı için ama özünde bulunan eğitimlerinin kompetansiyalarını, bilimini подтверждать это решение, барлық получилась сертификация, да, еще mesela. Benim ikinci bir parçadan keleydi, arkasının teması ile okul hayatında bilim almak gerek mi? Kim için gerek mi? Mesela, bir düşünler için bu gerekmez kalmamak için elbette indi hünerine para. Medicine içinde, tüzüğün içinde de bize gerek mi? Mesela IT и, может быть, belki гуманитар yazılardan, analitik yapılarından tüplü yukarı okul yurtlarının diplomu gerekmezse, eğer de sin, eğer de olan bir işini konkret misalda çizse, neticeni getirse, kampanyaya belki senin yukarı okul yurtlarının diplomu gerekmez. Kişi için, genç kişi için, olay için, niçin bu gerek? Benim şeyimde kapatılan şu kişilerle paylaşıp dostlarına bu videolar bir günlerinden dostlar paralelden gibi şu 4 yıl içinde okup türlü hallerden birlikte yaşayıp bilmiyorum bir okul yurtu bir tuğ tabi okul bilenden beylen onda klub, sosyal yaktan, sport yaktan, medeniyet yaktan türlü projeler her bir misal başkanlarıyla şu yaşlar yazayım anda birinci kurs okuyuculara gönderişim türlü şunday intellektual yaktan da yarışlar onlar şu turmuş vakıtın okul yurtunda bozdur her bir kişi üzerine gelecekte dostlarına mesela. Ama istesin bilgiler, çünkü fikirler bir de kilişe. Мен olmasa biz anlatığımız bir mühim düşünceli. Расширить образование – это главный уравнитель возможностей. Менә бик күп кешеләр белән мин дә таныш, хәзерге көндә алар миңа әйтәләр, менә яшьләр мин синең кебек мәсәлән эшли башламыйм һәм һөнәремне шуннан төзим инде. Менә Билл Гейтс, Марк Цукербергны өчесен. Марк Цукерберг, Билл Гейтс һәм Стив Джобс эш мисалны миңа китерә. Контекстны гомумән игнорировать итәләр. Алар бик бай Америкада гаиләләрдә тудылар. Алар безнең акчаларга моны кушсак, ул по сути долларовый миллионер булыр. Яки пусть даже рублевый миллионер. Мин мәсәлән Түбән Камада тудым, бик гади бер гаиләдә, миңа диплом кирәк. Нишләп ул миңа кирәк? Чөнки минем өчен диплом ул корочка гына түгел, ул работодательга гына түгел, шундый галочка. Ул тагын кешеләр белән тоташу, ул тагын ниндидер мөмкинлекләрне ачу. Чөнки мин Түбән Камада калсам, мин барлык миңа ачылган мөмкинлекләрне куллана алмас идем.
Менә югары уку йорты нишләп? Менә сез Марк Цукерберг кебек бай булсагыз, бәлки, сезгә университет кирәкми. Ләкин башка очракларда уйлагыз. Әлбәттә, һөнәрдән тора дип әйтеп үтәсем килә. Ниндидер һөнәрне чыннан да онлайн укып, җиңел генә аңларга буладыр. Ул шул вакытта маркетинг, шундый мисал китерәсем килә, андый профессияләрне. Һәм мин шул вакытта сезгә шулай өстәп, шундый мәгълүмат әйтәсем килә. Россия күләмендәге генә университетларны карамагыз. Менә бүгенге көндә, менә бу ковидтан соң аның уңайлыклары нәрсәдә? Dünya aşırı kümük şulay bit. Eğer de siz İngiliz тілін білесiniz екен, бүгінгі күнде Кембридж, Гарвард, MIT кебек университетлар турында біз оқығанда, бұл біздің үшін космос. Анда оқырға кіру мөмкин түгел булып саналды шулай бит. Бүгінгі күндә сіз бик бәхетле, мин дә, біз дә бик бәхетле, чөнки андый мөмкинчелек бар, онлайн. Һәм монда моның турында онытмаска кирәк. Чөнки, мәсәлән, сез мин ничектер димәр идем. Бакалавриатны, бәлки, монда тәмамлыйсыз университетны, онлайн түгел, офлайн укыйсыз, дуслар белән аралашасыз, очрашасыз, шул вакытта эшли башлыйсыз, үзегезнең профессиягызны табу өлкәсендә эшлисез, һәм инде аннарсы, мәсәлән, магистратурага керү мөмкинчелеге юк. Менә онлайн, шәп. Чыннан да сез инде анда яшегез буенча да әзер булачаксыз, шулай бит, ул белемнәрне алырга. Һәм шул вакытта телегезне менә бу 4 ел эчендә күтәрергә була, шулай бит. Һәм инде аны онлайн алырга була. Магистратура булмаса да, бүгенге көндә менә шушы Кембридж, Гарвард университетларының сайтын ачып карасагыз, бүгенге көндә хәтта түләүсез дә вебинарлар, курслар бик күп. Монда инде теләктән тора. Әгәр дә теләгегез була икән, сез ул катнаша аласыз, ул вебинарларны тыңлый аласыз. Ул бит менә шушы иң яхшы университетларның профессорлары үз язмаларын видеога салып күчерәләр. Һәм сез без аны тыңлый алабыз. Шуңа күрә дөнья ачык, дөнья киң. Һәм менә бу онлайн мөмкинчелекләр, бу бик зур бонус. Моның турында онытмыйча, һәм менә үзегезгә шикләр куймыйча, менә шулай уйланырга кирәк. Шуңа күрә менә кем тел белән бәйле, инглиз телен яхшы белә, карап алыгыз, бик кызыклы проектлар бар менә шул Гарвард университеты сайтларында. Мин сезгә тәкъдим итәм аларны узырга. Һәм алар хәтта сертификатлар җибәрәләр. Әгәр дә сез менә үзегезнең портфолиогызны тутырасыз икән, кайдыр эшкә керсәгез, сез Гарвардта мин шушы онлайн курсны укыдым, белдем дигән сертификат белән килсәгез, миңа килсәгез, мәсәлән, мин әйтер идем, бик шәп, бу яшь кеше, яшьлеге, бик актив, һәм менә шикләнми. Шуңа күрә бу хакта уйланыгыз, кызыксыныгыз, инглиз телен өйрәнегез. Чит илләр турында әйтеп китәм. Безнең 14:30-да Дилбәр Садыйкова булачак, ул безгә чит илләргә ничек кереп булу турында сөйләячәк. Моннан кала безнең дә гомумән икенче илләргә кергән кешеләр үзләренең тәҗрибәсе турында да сөйләп китәчәк. Курслар турында тагын да әйтеп китәсем килә. Мәсәлән, Coursera дигән платформа бар. Анда күп кенә университетлар үзләренең курсларын чыгаралар. Кайберләре бушлай, кайберләре түләүле, ләкин анда да бик күп мәгълүмат алып була, шулай сертификатын да алып була. Әзрәк өстәмәме, әзрәк бу системаны әйбәтрәк беләм, шуңа күрә әйтергә теләгән идем менә магистратура турында. Ул бик тә әйбәт фикер, чөнки бакалавриатка гомумән анда бик авыр керүе, чөнки анда бөтенесе русча завязано на деньгах. Чөнки анда бер елы ялгышмасам $50,000 тора в среднем. Һәм ул 4 елда 200-гә җыела. Һәм магистратурага анда грантлар шактый, һәм PhD-га, докторантура, аспирантурада анда да грантлар күп. Сез менә әйткәнсез онлайн уку турында, мин сезгә менә хәзер офлайн турында да әйтәм. Магистратура һәм PhD гораздо реальнее, чем бакалавриат. Һәм тагын онлайн курсларга килгәч, инде бу темага күчкәч, менә сезнеңчә аңладым, магистратурага күп кенә
кеше керә ала онлайнга һәм монда инде кеше әзер мондый форматта белемне ала. Ләкин без бакалавриат турында әйтсәк, кайсы юнәлешләр сезнеңчә онлайнда алу яхшырак? Более прикладные. Күбрәк сүз юкмы? Ярар. Залда утыручылар, сезнең сорауларыгыз бармы? Siz bilirsin Muhammed. Менә Алина яхшысын сез бит. Минем әзгенә сезгә өстәп китәсем бар. Сез баштарак әйткән идегез, менә бала укыган вакытта эшләргә тиеш ди. Әлбәттә ул әзрәк ул навыкларны алырга тиеш. Ләкин бу һәр вакытта да мөмкин түгел. Безнең бит уку программалары хәзер бик авыр. Университетларда да, мәктәпләрдә дә бик катлауланды. Баланың физик вакыты җитми. Кайткач ишләре дә бик күп. Һәм аның уку икенче уку көненә әзерләнергә дә кайвак вакыты җитеп бетми. Шунлыктан бала ул эшне эшләп карый алмый. Шуннан соң авыл җирендә дә безнең бит менә уку бар, безнең районда бар техникум, авыл хуҗалыгы техникумы, ләкин ул районның үзендә түгел, районнан 30 чакрым ераклыкта авылда урнашкан. Анда көй көндә 300-дән артыграк студент. Менә андыйларга эшләп карарга эш мөмкинлекләре бик җитеп бетми бу көндә. Шуңа күрә менә шуны әзрәк тотып китәсем килде. Шуннан соң университетларда сүздә авыр укырга, ләкин укыйм дигән теләкләре булган кешеләр бар. Бу алар рахатлы экзамендә көнгә 1 балл, көнгә 2 балл менә шулайрак керә алмыйлар шуңа аркасында җитеп бетмичә. Минемчә нәрсә ясап була? Университетка җиңел генә экзамен белән алырга 1 ел укып барасын ул кеше һәм ул дальше укый аламы, юкмы, анысы күренәчәк. Ул кешенең теләге булса укыячак, утырышачак, булмаса юк. Рәхмәт. Тәкъдимнәр бик кызыклы, яхшы. Әлбәттә, ләкин мин барыбер үз фикеремдән калам. Теләгән кеше нинди генә бездә укыдык мәктәптә, бездә эшләр эшләдек. Һәм атнада бит 7 көн, 5 көн түгел, шуңа күрә ял көннәре дә бар. Теләгән кеше эшне таба, шул вакытта онлайн һәр эшләр бик күп. Мин үз фикеремдән калам. Әмма ләкин менә районнарда, авылларда яшәүче яшьләр турында әлбәттә безгә уйланырга кирәк. Нинди проектларда аларны катнашырга, монда инде менә онлайн турында сөйләшәбез икән. Бу юнәлештә эзләргә кирәктер дип уйлыйм кешеләрне. Хәзер мин сүзне Тимур абый Сөлеймановка бирергә теләйдем. Ул безнең яшьләр министрлыгыннан килде. Hayırlı gün. Bilmem. Biraz sunardım, adı sunardım bir şeyden beri. Да, давайте посадим сюда и несколько слов на сестру, чтобы было эйдичен. Lekin bari bir rahmat chaqirgan uchun qo'shlarga eng zo'r tilagim bor edi. Desert deganday. Meni qolsa baribir biz bir to'lqinda, chunki tema bek aktual. Hatto shu temani formatı da nechik yozilgani da ko'pgina menimcha o'z ishimda turli shu tema turida turlicha angamani olib borib bo'ladi. Chunki bunda bir necha konsept 21-asrda yuqori o'quv yurtida bilim olish kerakmi? 21-asr o'quv yurti u narsa. Chunki bugungi o'quv yurti konsepti u menimcha ko'proq shunday traditsion konsept. Ham hozir biz o'zgarish prosesida turamiz, ham biz uni o'zgartiramiz, ham shunday bir vaqtni shu fikrga kelib o'zgartirish boshlanmadi.
ул үзгәртү процессы кешеләр белән бәйле, чөнки яңа буын кешеләре, яңа буын студентлары йортларына килеп, алар да бер икенчерәк форматта таләпләр белән киләләр йортларына. Без анда вакыт уздырырга түгел, без конкрет запрос белән, таләп белән киләбез һәм шул безгә кирәкле мәгълүмат, безгә кирәкле мөмкинлек алырга телибез дигән фикер белән килүчеләр. Хәзер шактый бер яктан, икенче яктан дөнья үзгәрә һәм biz күрәбез хәзерге заманча көчле компанияләр, алар көтмиләр уку йортларының үзгәртүләрен, алар үзләре компания кысаларында университетларны булдыралар. Яндекс, Сбербанк һәм андый мисаллар бик күп. Һәм алар хәтта югары уку йорты түгел, алар хәтта мәктәпкә кереп, мәктәп яшеннән башлап, яшьләрне үзләренә әзерли башлыйлар. Чөнки уку йортының функциясе ул белем генә түгел, ул бит кыйммәтләр мәсьәләсе. Һәм менә шундый корпоратив культураны алар менә шулай иттереп булдыралар, миңа калса. Шуңа күрә бу бер юнәлеш һәм шул юнәлеш әлбәттә һәрберебезнең үз фикере бардыр дип уйлыйм. Әйтик, Альбинаның тәҗрибәсе бик күп. Инде студент әни төрле өлкәләрдә эшли торган остасына түгел, хәзер инде турыдан-туры син шул өлкәдә эшлисең, синең үз фикерең. Менә монда бар студентлар, сезнең үз фикерегез бар. Бәлки компанияда эшли торган кешеләр бар, бизнестан да бәлки кешеләр бар. Аннары, ләкин бер концепт монда бар, белем алу кирәк, әлбәттә кирәк. Ләкин бөтенләй икенче дөнья һәм тизлек. Бар шундай концепция 2023 елда ялгышмасам, без булырбыз бер шул елда точка сингулярности. Мы пройдем точку сингулярности. Нәрсә ул шул сингулярность ноктасы? Мгновенное устаревание нового знания. Аны просто моментально нәрсәдер яңа барлыкка килде һәм шул вакытта ул искерде. Менә һәм әлбәттә менә шундый дөньяда вука дөнья дип әйтәләр аны шулай, вука мир, вука дөнья һәр вакыт даими рәвештә үзгәрештә бик динамик дөнья. Менә нинди бүгенге көнне ничек менә шул һәр вакыт даими рәвештә үзгәрә торган дөньяда үз-үзеңне табып бер яктан, үзеңне бәхетле итеп хис итү һәм шәхсән яктан да, профессиональ яктан да табу, ул миңа калса иң зур мәсьәләләрнең берсе. Шуңа күрә әлбәттә аның шул сорауга җавап гел уку процессында булу һәм укудан ләззәт табу. Максим Горькийның бар китабы «Мой университет» дигән китап шулай. Минемчә, менә шул подход базовый шул. Менә хәзердә бу да университет, бу да уку йорты, уку тормышы. Рәхмәт. Бик зур безнең бәхәстә катнашуыбызга, без бик шатбыз моңа. Һәм без нәрсә турында сөйләштек. Без гомумән уку системасын нинди плюслар бар, нинди минуслар бар. Хәзерге вакытта нигә безнең яшьләр алар университетка бармый дип уйлыйлар. Аларның ниндидә кемдер гәпир алырга уйлый, кемдер уйлый онлайн курслар белән, кемдер укырга бара. Ләкин һәрбер кешенең ниятләре төрле. Кемдер үзе максатын куеп шунда керә, кемдер дә әти-әни әйтте дип керә. Һәм шуның белән сөйләшеп бардык инде. Җавап бик гади.
яшьләр алар бик төрле. Һәм хәзер мөмкинлекләр алар бик күп төрле. Күп мөмкинлекләр булгач, һәр кеше үз эшен үз юлын таба ала. Шуңа күрә менә хәзерге вакыт, хәзерге заманда яшьләрне алар шундый дип әйтергә минемчә дөрес булмас. Чөнки алар төрле. Һәм мөмкинлекләр күп булгач, әлбәттә, аларның үз сүзләрен күрсәтү мөмкинлекләре дә бар. Алайса хәзер үземә башка килгән сорау. Менә без әзрәк эшкә алу турында әйтеп бардык. Менә сезгә эшкә кеше килгәндә сез нәрсәгә карыйсыз? Һәм мәсәлән, анда кирәк булган әйберләр арасында югары уку белемне алу дигән пункт булса, кеше барыбер килә аламы сезгә эшкә? Килә алмыймы? Һәм менә ул югары уку йортына кермим дип уйласа, аның барыбер эшләү мөмкинлеге бармы, юкмы? Менә сезнеңчә, сез моңа ничек карыйсыз? Сезгә югары уку белемсез кеше килсә, ләкин аның тәҗрибәсе бар, аның компетенциялары бар. Сез менә бу сорауны ничек чишәсез? Мин җавап бирә башлыйм, чөнки безнең балалар бакчалары, мәктәп 200-гә якын кеше эшли бездә һәм нәрсә дип әйтәсем килә. Бу инде тора әлбәттә позициядан. Укытучыны алабыз икән без, әлбәттә монда профессионализм беренче булып тора. Һәм гадәттә профессиональ укытучы булу өчен белем кирәк. Белемсез мин монда ала алмыйм һәм без аңлыйбыз, белемсез беркем дә укыта алмаячак. Икенче чиратта профессиональ булу гына җитми, заманча сәләтле укытучы нинди булырга тиеш? Ул әлбәттә илһамландыра алучы. Ул үз профессиясын юка гына сайламаган, дөрестән дә үзенең профессиясеннән ләззәт алып эшләүче кеше. Бик актив. Һәр вакытта да белем алучы, мин без әйтеп киттек, шулай бит дөнья үзгәрә һәм чыннан да белемнәр үзгәрә, безгә дә укытучыларга да заман укытучысы һәр вакыт үз өстендә эшләргә тиеш, яңа белем алырга тиеш. Әлбәттә, балалар белән бер дулкында булырга тиеш. Чөнки миңа калса, менә безнең заман укытучылары башкалардан нәрсәсе белән аерыла. Бала ул шәхес, личность ребенка. Шуңа күрә аңа ихтирам белән карарга тиешбез. Һәм укытучы, замана укытучысы, ул менә бер дулкында бергә булырга тиеш. Һәм менә без бит сөйләшкән идек сезнең белән. Хәзерге яшьләр, балалар еш кына сорау бирәләр. Бу миңа тормышта ни өчен кирәк булачак бу белем? Менә укытучы да бу сорауны үзенә бирергә тиеш. Мин хәзер математиканы аңлатачакмын. Менә бу фән, бу тема балаларга нәрсәсе белән тормышларында кирәге чыгачак. Һәм әгәр дә менә шушы призма аша белем бирә икән укытучы, ул шәп укытучы булачак. Аны балалар яратачак, аның дәресләренә йөгереп киләчәкләр һәм шуңа күрә менә бу хакта уйланып, үзе укытучы шәхес, кызыклы шәхес булса, әлбәттә ул иң шәп укытучы булачак мәктәптә. Шуңа күрә әгәр дә булачак укытучылар бармы биредә, кулларыгызны күтәрегез әле, аңлыйм әле кем белән без аралашабыз. Шулай. Сез әлегә сезнең белемегез юк икән, сез мәктәптә укыйсыз икән. Сез дә килә аласыз безгә. Ләкин сез башлый аласыз әйдәманнар булып, шулай бит лагерьларда эшләргә, тьюторлар булып, шул укытучының ярдәмчесе, teacher assistant. Әгәр дә сез инглиз телен беләсез икән, безнең чит илдән килгән укытучылар укыта һәм аларга ярдәмчеләр кирәк. Инглиз телен яхшы белүче, ләкин ул ярдәмче булып эшли. Бу шулай ук сезгә дә яңа белем, яңа практикаларны күрәчәксез һәм шул вакытта эшләп алу мөмкинчелеге. Шуңа күрә монда без ачык, нинди позициягә киләсез икән, моннан карарга кирәк. Беренчедән без кешенең теләге булса, эшкә килсә безгә безнең юнәлешнең һәм балалар белән шул ук яктан остазлар белән, эш бирүчеләр, эшмәкәрләр белән эшләргә кызыгы булса һәм яңа белемгә ачык булса кеше, бик күбесен эш рәвешендә аңлатып, өйрәтеп эшләтә алабыз. Шуның өчен теләкләре булса, эшне курыкмаган кеше беренче адым ник бар дигән сүз. Шуңа күрә без
Қалабыз эшләргә, корбан эшләргә. Айдар килешәм, искә төште бер мисал, безгә бер кыз килгән иде эшләргә. Ул биолог профессиясе буенча, ләкин укытучы булып беркайчан да эшләмәгән. Ләкин мин күреп торам, шул хәтле актив, яна, үз темасын ярата, шундый кызык прическа белән хипстер инде. Миңа калса андый укытучылар мәктәпләрдә кирәк, чөнки балалар тартыла андый укытучылар. Һәм әйтәм, бик шәп кеше килде, ләкин укытучы булып эшләмәгән. Аптекада эшләгән фармацевт. Әйтәм, шулай нәрсәләр әйтә аласың укучыларга ничек? Менә ул эшләп китте, беләсезме? Иң креатив, иң кызыклы укучыларның берсе. Һәм аның научный кружок тагын алып бара, биологиядән кала. Иң зур список безнең шул научный кружокка. Гаҗәп искиткеч. Һәм ул да әйтә, шундый шәп, мин сезнең белән монда баласитига килдем, мин монда үсәм сезнең белән, һәм шул вакытта мин үз эшемне таптым. Мин аңладым, аптекада мин гомеремне юктырганмын икән, минем эшем балалар белән бергә булуда. Һәм тиз генә ул педагогик дипломын да булдырды, шунда эшләгән чакта. Ләкин монда нәрсә дип әйтәм, үз вакытында дөрес җиргә эләкте һәм белемен дәвам иттерде. Бу шулай шәп мисал. Миңа калса, менә безгә дә эшләрне эшкә сайлаганда, интервью вакытында үзебезгә дә ничектер ачык булырга кирәк. Чөнки еш кына син интервьюга кеше кирәк, һәм син беләсең, сиңа фәлән кеше кирәк дип. Бар конкрет бер критерийлар исемләргә. Ну, синең бар ике юлы. Бер юлы менә шушы критерийларга карап, син шул кешедә яшәрсең, туры килә икән, аласың, туры килми икән, димәк, еш кына чын бриллиант булган кеше, ул күренмәскә дә мөмкин. Ул конкрет критерийларга туры килмәскә дә мөмкин иде, әлбәттә, think out of the box. Туры килми. Ләкин менә шул кеше коллективка, командага кергәннән соң, ничектер ул яңа дулкын, яңа сулыш итеп керә, һәм команда өчен дә ниндидер яңарыш белән килә. Миңа калса, Альбинаның мисалы шуларның берсе. Аның өчен бер-беребезгә без кирәк. Шундый сәләтле кешеләр өчен дә шундый компанияләр, уйышмалар кирәк, һәм уйышмалар өчен дә шундый ординар булмаган, кызыклы, яңаша, заманча уйларга кешеләрне дә кабул итәргә. Чөнки бик сәләтле кешеләр, алар белән авыррак. Ләкин дөрес мөхит булдыра алсаң, менә шул вакытта алар чын үсеш, алгарыш бирә ала командалар. Исемсез, мин Нәфисә, мин беренче сыйныфта укыйм һәм менә Альбина әйткәнчә, хәзерге вакытта яшьләр бик яшьли вакыттан олы тәҗрибә ала башлар. Һәм шул олы тәҗрибәне алар мәсәлән бер ел, 2 ел бизнес белән шөгыльләнәләр һәм алар тагын башка әйберләр белән шөгыльләнәләр. Һәм хәзерге вакытта яшьләр текстәп итеп алар теге шул 20 ел бер эштә эшләү алар өчен ниндидер акт кебек генә. Мин үзем бер ел волонтер буларак эшлим һәм мин инде хәзер аңлыйм, что мин әзрәк арый башладым эшне. Әмма әле безгә күп яшисе, озак яшисе. 18 яшьтән шул 60 яшькә кадәр эшләргә кирәк. Ничек үзеңне эзләүдән арымаска, ничек шушы процесстан кайфланырга? Әгәр дә сиңа укырга ошый икән, ул уңышның бик зур өлеше. Чөнки уңышка ирешә бүген укырга яраткан кешеләр генә уңышка ирешә ала. Чөнки дөнья бик тиз үзгәрә. Һәм бүген менә шул юнәлештә, шул өлкәдә мин белем алдым дип, син гел
актуаль білгіш буласыз бүгін. Her vakit işleme, hatta bilgilerini sorasanlar da повышение квалификации, переподготовка деген әйберләр бар. Чөнки күп кенә яңарышлар була. Булай, менә хәзерге замана тенденциясе бул бар. Икенче профессия, өченче профессия дигән әйберләр бар. Менә әгәр дә безнең бик үзенчәлекле илебез, чөнки 60%-тан артык кеше безнең я музыкаль белем ала, я рәсем, арт юнәлешендә белем бар. Менә кемнең музыкалкасы бар, музыкальный школа, художник. Күрәсезме? Менә бу специфика, безнең илебезнең спецификасы. Һәм шуңа күрә әйтик, креатив индустрияләр өлкәсендә кешеләр яңа профессия алалар 30 яшьтән соң. Һәм ул нормаль. Шуңа күрә ул бик гадәти, нормаль әйбер. 1 ел волонтер булып эштә аны инде булмый. Әйе, бик күп вакыт бирелә. Ләкин бу тәҗрибә. Әйе, арттырды. Икенче юнәлештә эшләп бара. Менә шул юнәлештә миңа калса, 23-25 яшькә хәтле төп шундай принцип, ул никадәр күп төрле өлкәдә син үзеңне сынап карыйсың, шул кадәр әйбәт. Һәм сынагач кына син үзеңә туры килгән юнәлешне сайлый аласың. Бу бер. Ләкин бар тагын бер две стороны медали. Не уйти в поверхностный подход. Чөнки бу балалар да Olabilirse bağlarız bulgaç, bala bulgaç, ana bir taptar bir aşarga birersin, sıyır aydı, birer frukt, yeşilşe, mumarşı aşamadan. Bu kovkari da yok aşamadı gibi. Başında bir, надо распробовать. Попробуй еще раз. Үзебездә, попробуй сыр с плесенью, тәмсез. Bir күпме вакытта аның тәмен син таба аласың. Шуңа күрә менә эштә дә, юнәлештә дә, һәр гамәлдә ул шулай. Эшләп карарга бирелер. Bir күпме эшләгәч, икенче юнәлештә дә эшләп карарга. Минем фикерем шундый. Мин бик килешәм Тимур белән шундый фикердә, һәм шул вакытта өстәп әйтәсем килә, миңа калса бу шаблон. Без күп тапкыр төрле профессияләр сайлашабыз. 2 ел сайын яңа эш, бу шаблонсызлыгыннан аның турында бик тыгыз уйламагыз. Чөнки бу бит кешедән тора. Шул вакытта профессиядан тора. Менә мин үземне таптым. Миңа калса, әлбәттә, елдан-ел үзгәрә, безнең проектлар өстәлә, ләкин темасы проект бер, һәм мин моннан бу теманы кызыксынып, күп еллар буе дәвамында эшләргә җыенам. Шуңа күрә монда шулай димәк, сез әле үз эшегезне, үзегезгә якын проектларны әле күрмәгәнсез, тапмагансыз, ләкин Тимур әйтмешле, эшләп карарга, эзләнергә кирәк һәм нихәтле күбрәк. Нитеп карыйсыз, сайлап карыйсыз, шул вакытта яхшы әйбет тапкач, еллар дәвамында эшләргә була. Шуңа күрә бердә борчылмагыз дип әйтәсем килә. Рәхмәт. Хәзер мин сүзне Айрат Абуфермановка бирергә телим. Ул тарихчы, телевизист, Ачык университет проектының авторы. Безнең залда да сорау бар. Бездән түгәрәкли без булды. Залда сорау бар иде. Тегез шуңа җавап бирик тизгә. Сансыз, Мусин Данил. Вот шундай сорау, бәлки укучылар беренче класстан соң куркалар, куркая барырга белмиләр. Мин шуны специальность эшләмәй. Мин үзем дә 5 ел укыдым. Күперләр төзүчегә һәм аспирантурага кирдем укырга. Команда миңа ошамый специалист. Вот, эшләмәй специалист буенча. Шуңа күрә бәлки шул опыт чит илләрдән алырга 1 ел
4 специалистта син өзүңүн сарбыйсың, сайлап карыйсың, иштеп карыйсың. Мәселен, үч ай мәселен син тестировщик болуп карыйсың ишчилерге. Сиңа берелер, шул жерде мындай поддержка бар. Шул жерде син рахаттанып иштеп карый аласың. И шундан соң уже син ЕГЭ баллар кулланып, алар эшлилер, югалмыйлар доклад. И син аны уже 1 жылдан соң кирип син керектүү киресиң. Ушундай программа бармы, жокму, булырмы, сиздин чыгыгыз эмнече керек бул? Менин үчүн 7 жылдык болса, шаг болор. Азыр кая таптыңыз? Кая өзүңүз таптыңыз? Пикирлер түзүңүз, нерсе эшлейсиз? Аспирлер издейсиз лекин кишилер менен. Аспирантурада окуйм, шунакай болуп иштерге тырышам. Ишни издейм һәм эшлейм башка иште. Түзүчү болуп. Рахмат, Данил, рахмат. Сұрағым үшін меніңше бик актуаль сұрау. Һәм әйткәнемчә, хәзерге вакытта безнең укучыларыбыз алар трансформацион этапта һәм алар кайбер укучыларында андый тәҗрибә хәзер дә бар. Мөмкинлек бирәләр. Үзем булган юнәлештә генә түгел, башка параларга да йөрү мөмкинлеге бар. Аның турында закладывался мәгълүмат бирүшә ала. Әйтермен, файданы була, белем була, шул Казан федераль университетында андый программалар бар. Ләкин бик актуаль мәсьәлә ул профориентация мәсьәләсе. Һәм ул минемчә әлегә системалы рәвештә эшләми кызганычка каршы. Чөнки ул эш мәктәптән как минимум башланырга тиеш. Һәм без еш кына мәктәптә профессия белән ниндидер теоретик белем алабыз, телевизордан беләбез, китаплардан беләбез, кемдер әти-әнидән белә, әгәр дә бер конкрет профессия булса. Ләкин практик яктан аны минемчә бик сирәк беләләр мәктәп укучылары. Бар берничә проект, шуларның берсе университет талантов проекты, аларның бар бер күп тәҗрибәләре, уңышлы практикалар, хәтта Россиядә аны күрсәтәләр, бик шундай алдынгы практика иде. Ләкин ул масштаблы бөтен барлык балалар өчен булдырылган системалы әлегә эш түгел. Ул системалы, ләкин инде үз сәләтләрен күрсәтергән балалар өчен система һәм балалар тартыла торган аларның шундай ниятләре, теләкләре бар икән, фәлән проектта катнашып, алар профессия белән таныша ала. Минемчә, ул масса күләме эш булырга тиеш, хәтта бәлки балалар бакчасында. Чөнки һәр яшь өчен профориентациянең бик мөһим бер этабы бар. Балалар бакчасында аларның сознаниесен ача торган мөмкинлекләр күп һәм ачык кеше дөньяга мөмкинлекләргә ачык булган кешене, шәхесне тәрбия торган мөхит булырга тиеш. Аннары мәктәпкә киләләр. Анда да профориентация бер 10 яшькә хәтле алар төрле юнәлешләрдә үзләре карап, сынап карарга тиеш. Кем гуманитарий күбрәк, кем күбрәк икътисадка тартыла, кем математик, кем физика белән. Аннары 10 яшьтән, 11 яшьтән 14 яшькә барып, инде конкрет юнәлештә күбрәк белем туплау. 14 яшьтән 17 яшькә алып, шул вакытта минемчә 2 кебек безнең мәйданчыклар булырга тиеш. Ләкин син 2-гә керәсең, анда лампа түгел, анда син тулайым картина күрәсең. Кухня менә шундай икән. Зал менә шундай икән булырга мөмкин. Шәп, менә шуны телим. Син бит лампаны гына түгел, син бит лампа менә фәлән бүлмәдә
аны күрәсең, шулай бит? Тулайым картина булыр. Һәм менә миңа калса, менә профориентациядә менә шул форматта аны оештырырга кирәк. Менә Kids Space бик шәп үрнәк. Бардың, аңладың, үз кулың белән эшләп карадың, синекеме түгелме икәнен белдең. Шуңа күрә менә шул юнәлештә без министрлык кысаларында күп хәзер уйлыйбыз һәм алайса булган уңышлы практикаларны бергә туплап, берәр яңа заманча проект, программа булып чыгарырбыз. Аннары дәүләт советындан япарбыз. Bu şunday program olur idi, şunaqda degende миңа калсам беренче сыйныфтан соң үзләргә мөмкинлек булырга тиештер һәм кеше югары уку йортына осознанно барыр дип уйлыйм. Бизнестан да гафу итегез. Бизнестан да мин үз парикмахерскийны ясарга телим икән. Нәрсә кирәк? Справа төшкән, экономический, профессионалистик. Ансы без өйрәнмәгән, фин грамотасы, правовая грамотность. Менә шул әйберләр алар менә шул концептка үтемсез Һәм шул вакытта безнең буынның бер җыры бар, кайда барырга җитсәң тузга, Рәдиф менә якында бозалда, хәзер аның киләсе елга 40 тула инде, һәм аның өчен бу җыр, аның өчен, минем өчен башка күп кенә 35 яшьтән инде тулган. Һаман да актуаль дип уйлыйм, кеше һаман эзләнә дип, һәм иҗади кеше бигрәк тә ул һаман эзләнә, ул һаман да канәгать түгел үз эше белән, үз эшләгән проектлары белән. Миңа калса, бүгенге тормышта ул нормаль күренеш. Канәгать булмау һәм эзләнү. Но шул вакытта минемчә, ул еш кына була, яшьләр килә, 2-3 ай эшли, бирелеп эшли. Аннарсын нәрсәдер ошамады, яки теге җитәкчесе нәрсәдер аңа, теге басым ясадымы, төрле нәрсәләр була. Һәм ул китә, 2-3 айдан соң китә, бирелеп эшләгәч. Миңа калса, андый чакта кеше эзләнсә дә, ул эшләгән эшендә ниндер логик ноктага барып җитәргә тиеш. Ниндер нәтиҗә, ниндер кичкенә булса да, результат булырга тиеш аның эшенә. Сиңа эшен ошамаса да, теге ярты ел син эшләдең, аңладың бу эшне сиңа ошамады. Бер логик ноктага җит, мин менә бу эшне эшләдем, шундый проект башкардым, һәм син аның белән берничә елдан соң да горурлана аласың икән, бу бик тә яхшы нәтиҗә булыр иде. Һәм син аннан тагын да барасың. Шуңа күрә аспирантурада укысаң да, ул эш ошамаса да бер яктан, ниндер логик ноктага җитеп, ниндер исследованиеда ясап бетереп, ниндер мәкалә бастырып, хотя бы шундый логик нәтиҗә булыр дип уйлыйм. Инде монда сорау булды, югары белем кирәкме, юкмы дигәндә. Минем менә мәсәлән бизнес-партнер бар иде, аның бик яхшы гына бизнесы бер күп кенә шәһәрләрдә видеокамералар белән бәйле, ул үзе югары белемне алмады. Шул вакытта ул һәрвакыт әйтә иде, миңа тормышында җитмәгән нәрсә, чынлап та ул югары белем, шуны бик сизә иде. Ул 18 яшеннән бизнес башкара башлады, югары укытуга кермәде. Мин аны белән дә аралашканда, мин аны сизәм, анда чынлап та шундый системалар белем җитмәде. Һәм хәзерге вакытта аның рәвештә 36 яшендә була торып, ул югары белем ала. Миңа системалы белем җитмәде дигән мәгънәдә бу югары белемне ала. Шуңа күрә нинди генә булса да югары белем алу дигән нәрсә бар иде, ул 20 ел, 15 ел корочка булырга тиеш. Ул корочка гына түгел, ул чынлап та ниндер өлкәдә системалы белем алу бик тә кирәк. Син ул өлкәдә эшләмәсәң. Бу инде шундый прописная истина булса да, бу менә шундый фикерем. Моның белән безнең бәхәсебез тәмам дип уйлыйм. Барыгызга да бик зур рәхмәт әйтергә телим. Безнең хәзер берәр кешенең сораулары бармы? Акча районунан, Яшьләр парламентыннан, менә сез белгечләр була торарак, сезгә
sizge şundayrak bir sorum var idi. Mine ilki zamanlarda bizim ebiler babalar okanda yuqarı bilim olgaç, alar algan bilim boyunca alardan problemi bilen işe jibergende. Şunduktan studentlarının yuqarı bilim algan soravlары çıkmay, kaya işleyip, kaya iştaban. Bugün künde kızılanışına karşı bilim alalar bir türlü profesiyadan, lakin ikinci türlü profesiyada işleyler. Mine bu bulmasın için, bugün künde de şunday metodika kitsek, ol faydalı olur miken? Hem ol metodikаны bugün künde kullanıp bulamiken? Распределение deyip atala yanlışmasam, rahmat. Part целевое обучение, şu bilimşe распределение'nin bir misalı rüyalı целевое обучение муниципалитетлар için, başan municipalitet kulüpler katnaşa, onları yıldan sonra bilgeç yurtun tamamlagaç, indi fayda 3 yıl işleyip algan bilimler. Menimçe ilkegi sistema kay bir yönelişler için ol aktual olurga mümkün. Lakin baribir anda bilim algandan soň uyuşma, kampanya öz üstüne baribir повышение квалификации degan ishni olirga tiyиш. Chunki bilim iskira, texnologiyalar olg'a taban borgaч, iskira. Anları onun var hukuki yağıda. Şulay kay bir yönelişler, eğer de şu yönelişte anda распределение системасын buldıralar iken, demek kişi anda bargandan ulanlarga diyer cevaplığı durumda. Çünkü onun için türüler hem bu öz üstüne falan cevaplıkla olurga diyer. Eğer de şu şartlarını buldurgandan şu yurduna konkret spesialistke studentlar kileyken, varayken şu şartta biz аны turmuşqa aşırgandan sonra bile alabız. Çünkü o zor көрсәткеч була. Konkurs yurtta çıkmazmı? Konkurs tamam olur mu? Mine şu yönelişte bilim alır işi. Mine hem şartlarga da doğru gider mine şu bilim algandan soň indi təqdimler bilen biz konkret bilgeçke biri alabız, indi işe alabız, indi təqdimler bilen. Innopolis'ta işlevde falan iş kapı işi, iş kapı bilen. Elde başka tübekke varıp, anda 5 yıl işler, şu 5 yıl devamında bulgan mümkünlüklerini yoğaltmaz iken degan fikir demişler şu bilmişler. Мен өстөп айтасың келе, бұл целевой турында, обучение турында, Тимур сөйлеп кетті, распределение турында сіздің сұрауыңыз болды. Шынында да мәғариф өлкәсіндегі распределениелар турында айтып кетесің келе. Олар 100% эшлей безнең. Мен сезгә мисал айтып кетесем келе. Мәсәлән, педучилищеда башлангыч сыйныф укытучыларын тәмамлаучы яшьләр, алар госэкзамен биргән көнне, беләсезме, ничә мәктәп директорлары утырганда. Һәм барысы да әйтә, кил минем яныма, зинһар өчен, миндә эшләргә кил дип сайлап утыралар. Һәм укучы, ул менә тәмамлаучы, абитуриент ул әйтә, шәп, аның алдында монда бер директор, монда бер мәктәп, чөнки менә 100% бүгенге көндә башлангыч сыйныф укучылары җитми. Тәрбиячеләр җитми. Һәм менә монда инде педучилище тәмамлыйсызмы, университет педагогик курсларын, факультетларын тәмамлыйсызмы, монда инде эш бирүче кешеләр бик күп булачак. Монда мәгариф министрлыгы да бик актив эшли. Шуңа күрә, әгәр дә сез педагогика мәгариф өлкәсендә икән, монда мөмкинчелекләр бик зур һәм әле сез үзегез дә хәтта сайлап алачаксыз. Бүтән сораулар булды. Сорау. Сіздерге бұл. Мен вот шел целевое направление білән кірдім.
алгашкы отырышты бір университеттен екінші университетке көшкәч Демир жылда оқушыларда университетте ең зор хыял шығарға шул целевое направлениедан, чөнки беркемдә 5 ел университетта укыгач, бөтенесе дә аңлый, что аларга ошамый Демир юлга барырга. Менә шул эштә, шулай эшләргә целевое направление ошамый. Шуңа күрә минемчә, хәзерге заманда ул эшләми кебек. Кешеләр күрә, что конкуренция күп, башка эшкә барсаң, ул күбрәк эшкә кызыграк анда условиялар. Шуңа күрә минемчә мотивация ягыннан карарга кирәк, а не вот такая обязанность, что син эшләргә тиеш. Ул бит обязаловка булмады, ул бит сезгә сайлау алу мөмкинчелеге булды бит ул слепой. Сез бит аңлап бардыгыз. Әгәр дә минем өчен дәүләт түли икән, димәк мин укып бетергәч 3 ел буе дәүләт сферасында эшләргә тиешмен һәм инде аның хезмәт хакларын сез белергә тиешсез. Шуңа күрә бу дөрес фикерегез. Бу хакта яшьләр белергә тиеш. Шатланып, ой, мин целевойны алам, аннан соң тормыш күрсәтер, кая эшләүне шулай. Сез аның турында договорга үзегезнең подписьле имзагызны куйганда аңларга тиешсез. Кайсы статистика буенча, 50%-тан соң зуррак минем вузлар алар чыктылар шул системадан. Кемдер түләде, кемдер кайдыр договариваться итте. Алар эшләмиләр шул система буенча. Шуңа күрә минемчә система biraz шаткая. Касаемо по распределению ОСВ плановой экономикой элементы, не надо, минем фикрим шеде, шул элемент менә хәзерге заманда сез әйткәнегезчә конкуренция заманында agility, lifelong learning дигән төшенчәләр булган заманда эшләми. Ләкин менә Альбина ханым әйткән иде, менә шул система ул сайлау мөмкинлеген бирсә, ләкин обязаловка булмаса, бәлки более feasible, осуществимо. Миндә сүзем килә, целевой буенча минемчә бу укырга теләгән кешеләр өчен яхшы инструмент, чөнки кемдер анда ягъни бик яхшы белмәсә, кемдер аннан соң мин эшкә урнашам дигән уй, ул аңа күбрәк көч бирә. Һәм минемчә бу целевойны әйткәнчә кеше үзе сайлый һәм ул үзе уйлый, миңа бу кирәкме, юкмы, һәм инде үзе аның белән анда булган шартлар буенча эшләргә әзерме, юкмы. Һәм бу целевой ул калган балаларга яңа мөмкинлекләр бирә, чөнки күп кенә балалар талантлы булсалар да, алар кайвакыт вузга керә алмыйлар. Әмма монда целевой момент булганда аларның яңа мөмкинлекләргә килә. Тагын өстәргә әйберләр юкмы. Яхшы, алайса мин барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бүген без бик мөһим әйберләрне сөйләштек, һәм инде онлайн турында да, офлайн белем алу турында да сөйләдек. Мин үзем өчен дә төрле сорауларга җавап бирдем, чөнки мин менә быел гына мәктәпне битердем һәм бу сораулар минем үземдә туган иде. Кирәкме? Онлайн булганда нәрсәгә кирәк? Һәм әйтәсем килә, хәзер менә минемчә 3 ай укыйм, һәм менә 1-нче сыйныфта булган һәм мондый сораулар килгән кешеләр булса, университетка килгәндә син чыннан да әзрәк икенче төрле уйлый башлыйсың, чөнки синең систематик уйлар килә, син барысында фундамент шикелле җыя башлыйсың. Шуңа күрә минемчә, мин мәсәлән, январь-февраль айларында чыннан да минем сорау бар иде, кирәкме, юкмы. Хәзер инде мин аңлыйм, әйе, чыннан да бу кирәк. Шуңа күрә мин барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Сұрау юк, тәкъдим бар. Менә Камилнең сорауында икенче төрле нәрсә бар иде. Ул да булса, кече шәһәрләр һәм авыл җирлеге проблемасы чыгып дигәндә, анда кешеләрнең килүе, анда яшәүләре, тормыш корулары һәм ян булса тәкъдим буларак, Зөһрә, бәлки алга таба, Тимур, бәлки алга таба без менә кече шәһәрләрнең һәм авыл җирлегенең гомумән киләчәге турында да
бәхәс алып барып, акыл фабрикасы белән берничә зонага Татарстанда чыксак, без шулай эшлидек үз вакытында чыксак, бик яхшы булыр. Чынлап та яшьләр андагы техникумнарда, колледжларда яшәүче яшьләр нәрсә уйлый, кая барып уйлый, күбесе Казанга, чынлап та зур шәһәргә чыгып китеп, монда бер дә яшисем килми дигән фикер белән яши. Әтәйләр дә шулай иде. Һәм бу безнең темага ничектер барып тоташа торган нәрсә һәм логик бер дәвамы булырга мөмкин. Кабул итсәгез, арчага киләбез. Һәм һәм бер яктан әйдәгез авылларга, әйдәгез кеше шәһәрләргә барып, анда менә шундый әңгәмәләр корыйк, сөйләшик, фикер алышыйк. Һәм шул вакытта Мәскәүдә, Питерда, башка илләрдә яшәгән, укыган безнең ватандашларыбызны да менә шул әңгәмәгә кушыйк. Һәм алар белән бергә мондый форматта, глобаль форматта бик актуаль локаль мәсьәләләрне сөйләшик. Минемчә, ул бик кызыклы булырга мөмкин. Аларда булган тәҗрибәне белеп һәм еш кына без каядыр рәхәт, әйдәгез, кая булса да моны башик дигән фикерне йөрткәндә, дигәннән инде башка җирдә укыган яшьләр белән фикер алышканда, ул бер күпме үзебезнең дә дөнья карашыбызны үзгәртергә мөмкин. Чөнки иң әйбәт урын ул без яшәгән урын һәм ләкин бездән тора булдырылган мөмкинлекләрне без ничек куллана беләбезме, алабызмы. Шул юнәлештә минемчә бик күп әле эш эшлисе бар. Чөнки дөнья глобаль, интернет алга шөкер безнең Татарстанда әйбәт һәм киләсе елга тагын да минемчә ул авылларга да бүген бәлки интернет булмаган авылларга да җитәчәк, киләсе цифрлаштыру елы һәм анда планнар зурдан тиздән бик глобаль була. Һәм ул бер яктан мөмкинчелек, икенче яктан вызов. Килешәм? Рәхмәт зур. Безнең хәзер программа буенча башлана 2 очрашу параллель рәвештә. Бу залда безнең чит илгә укырга керү турында булачак. Безнең монда Дилбәр Садыкова сөйләячәк һәм зул буенча безнең ватандашларыбыз инде үзләренең укырга керү тәҗрибәсе турында сөйләячәк. Һәм икенче катта икенче программа булачак. Анда без БДИга, ЕГЭга әзерләнү планын кору дигән мастер-класс булачак. Барыгыз да шунда көтәбез. Спикерлар белән бергә әйдәгез күмәк фото ясалыйк. Если возможно, то еще один прочитаю. Тогда точно все понятно. Отлично. Так, отлично. Внимание на меня. Фотографируем. Ага, отлично. Теперь пожалуйста.
Все, спасибо. Задержим дыхание. Так, отлично. Внимание меня. Фотографируем. Теперь на этот патрон. Спасибо. Уникальная особенность этого времени. Вас актив, вас. И еще и всегда.
ике телле спикер бүген булам. Ленара өчен бик зур рәхмәт, организация өчен бик зур рәхмәт. Бүген безнең ватандашлар да катнаша, аларга сүз бирәбез дә. Мин сезгә үзем турында сөйләшә алам һәм ничек чит илләрдә укырга акчасыз грантлар белән укырга мөмкин була. Сез рөхсәт буласызмы? Мин урысча әйтәм. Еще раз всем добрый день. Татарский язык мой родной язык, и, честно, к сожалению, нет у меня такой большой возможности выступать только на татарском, но обещаю публично, что буду исправляться. И сегодня все-таки большую часть буду говорить на русском языке, потому что есть такая информация более практичная. Мне очень хочется, чтобы мы сегодня с вами практично пообщались, и мое выступление было вам максимально полезно. Мы сегодня в такой камерной обстановке. Я знаю, что многие ребята в Zoom, наверное, многие могут, да, если что, задавать вопросы. Как я вижу сегодняшнее наше выступление, я понимаю, что у нас потом следующая лекция, у нас, наверное, где-то 35-40 минут есть. Я бы где-то около 20 минут рассказывала сама, 20 минут точно бы оставила ребятам, которые в том числе из других стран к нам подключаются, чтобы они поделились своим опытом обучения за рубежом, и буду рада, если я смогу ответить на ваши вопросы. Кратко о том, чем я занимаюсь. Клипер работает. Я являюсь руководителем Центра развития туризма. Это автономная некоммерческая организация, которая сама туристические услуги не предлагает, но работает со всем туристическим бизнесом в Татарстане. Это отели, рестораны, кафе, места отдыха, развлечения. Основная наша функция — мы являемся управляющей компанией бренда Visit Татарстан. И наша задача — продвигать туризм внутри Татарстана, как внутренний туризм, и внешний в том числе. Да? То есть у нас такая глобальная задача. Второе мое основное место работы в том числе. Я являюсь основателем и председателем Академии молодежной дипломатии. Это молодежная организация, которая отвечает за международное молодежное сотрудничество в Татарстане. Мы реализуем различные программы, в которых молодежь Татарстана может принять участие. И уникальный в чем фактор, так сказать, второй участник всех мероприятий — это всегда иностранцы, международные организации, и это возможность практики языка, работы в интернациональной среде, ну и возможности для такого международного проявления молодежи. Чуть подробнее, если нужно, позже отвечу. Я также вхожу в правление федеральной площадки лидера международного сотрудничества, которая тоже занимается международным как раз направлением. И на базе Казанского университета талантов, это Айдар Акмалов был до этого, он как раз на базе университета талантов мы работаем с отечественниками по принципу того, это ни в коем случае история там, не противоречащая, там, не конкурирующая Конгрессу татар, это наоборот такая, так сказать, дружественная организация. Мы работаем по принципу географической принадлежности ребят к Татарстану, то есть те, кто когда-то здесь жил, учился, был, может быть, проездом, но влюблен в Татарстан, вне зависимости от национальности, религии, какой-либо другой принадлежности, но до сих пор желающие работать и развивать проекты с Татарстаном. То есть среди нас это и иностранные студенты, это и те, кто в какое-то время, допустим, здесь отработал, уехал, но до сих пор, так сказать, часть их сердца находится в Татарстане. Вот с ними мы работаем. Вот так я эмоционально хотела представить это направление. В принципе, вся моя работа, которая сейчас, это работа, так, назад можно мне слайд вернуть, да? Работа моей мечты — это то, чему я училась, то, чем мне нравится заниматься, и это в том числе отражение моего международного опыта. Где я училась и почему, наверное, меня сюда пригласили? Я закончила Казанский федеральный университет, направление международные отношения. Скажите мне, пожалуйста, а кто в зале? Кто где? Есть ли студенты? Есть студенты? Отлично. Есть кто уже окончил, да? А есть те, кто хочет учиться за рубежом? Класс. А кто хочет учиться бесплатно за рубежом? Супер. Но мы все с вами единомышленники, и вот сегодня мне хочется как раз своим опытом поделиться. Я заканчивала Казанский федеральный университет по специальности международные отношения.
Закончила в 2011 году, сейчас можно посчитать, сколько мне лет. И на тот момент, честно скажу, международных контактов особо-то и не было. И основное место работы было как раз МИД, да, Министерство иностранных дел, и не было такой большой возможности работать в Татарстане по международному блоку. И я, честно скажу, я очень патриотична, и когда мне предлагали учиться в МГИМО, родители очень хотели, чтобы я училась в МГУ, в МГИМО, мне очень хотелось остаться в Татарстане, и для меня было очень важно, что я буду учиться в университете, в том самом, где учился знаменитый Ленин, Толстой и так далее. Вот это белое здание Казанского университета, оно мне настолько импонировало и привлекало тем, что я тоже могу быть частью вот этого большого альма-матер. И я до сих пор, вот меня спрашивают, если бы ты сейчас с нынешними мозгами вернулась в себя в 16-летнюю, которая принимала решение, где учиться, я бы пошла также в университет и пошла бы в международные отношения. Это мой личный выбор, потому что это образование сформировало во мне такое глобальное мышление, и мои родители, на секундочку, я всем рассказываю всегда, мама физик, папа инженер по образованию, оба кандидаты наук, мама физико-математических наук, папа технических. И они, конечно, всегда мечтали, чтобы я пошла на нефтяной, на физический факультет, химический университет. Есть кто-то физики, химики в зале? Здорово. А где вы учитесь? В университете? Энергетический, а вы? Я физическое направление, но физика. Ага, здорово. Ну вот, если вдруг вы будете в химическом институте Казанского федерального университета, там есть доска почета моему дедушке, Самитову Юсуфу Юнусовичу. Вот они у меня, так сказать, фундаментальные преподаватели и родители, в том числе, по этой стезе пошли. И мои родители мечтали, чтобы я была вот тоже технарем. И они говорят, что потому что это формирует там фундаментальные знания, структурирует и так далее. Но я выбрала международные отношения, и ну, так получилось, что спасибо родителям, они не противоречили, но, конечно, до победы мечтали, чтобы я вот куда-то туда ушла. И еще раз, возвращаясь, если меня спросили, я бы спросила с нынешними мозгами, куда бы я пошла бы также в университет. И, конечно, мне очень хотелось получить какое-либо образование за рубежом, но я прекрасно понимала, что, ну, честно, у меня нет таких больших средств учиться где-либо. И мне хотелось получить какой-то международный опыт. Я читала такое произведение Эрик Сигал «История любви». Она не очень известна в России, эта книга. Вообще, это книга 80-х. Это бестселлер, эта книга бестселлер, по ней сняли и фильм, и есть продолжение. Сам Эрик Сигал учился в Гарварде, и вот его строчки книги начинаются с того, что он рассказывает про героя, хоккеиста, который выходец из очень известной семьи в США и заканчивает Гарвард. И, конечно, моя мечта была, неужели я когда-нибудь могу дотронуться до Гарварда? Честно, пока я еще до него не дотронулась, но я искренне верю и знаю, что эта моя мечта тоже реализуется. И читая книги, изучая иностранные языки, мне очень хотелось поехать за рубеж. Я учила в университете французский и немецкий язык, и на 3-м курсе я узнала про гранты посольства Франции на обучение за рубеж, и выиграла один из грантов, и уехала во Францию на языковую стажировку для нелингвистических специальностей. То есть нас учили языку с точки зрения не переводчиков или будущих специалистов этого языка, а с точки зрения прикладного. Этот грант полностью покрыл мне перелеты и дал проживание, плюс дал стипендию на карманные расходы. После окончания университета, так, куда-то сюда, наверное, да? Поможете мне немножечко? Следующий слайд. После окончания университета я отправилась учиться в Канаду. Университет Торонто, тут грант Алгарыш, неправильно немножечко написала, уже мне хотелось по-татарски чуть-чуть, давайте. Есть у нас в Татарстане такой грант, грант правительства Республики Татарстан Алгарыш. Кто-то слышал о нем? Супер, я вам чуть подробнее об этом расскажу. Я подалась на этот грант на стажировку, научную стажировку, и когда я выбирала вуз, я выбрала университет Торонто.
потому что мне очень была интересна Канада. И, в принципе, там как раз был и французский, и английский язык. И я хотела учиться по глобальным процессам. Да? То есть я училась по международным отношениям. Глобальный процесс, может быть, звучит что-то похоже, но это один из аспектов международных отношений, тоже более узкий. И в то же время вот эта моя мечта дотронуться до чего-то фундаментального, она тоже при выборе вуза реализовалась. Университет Торонто один из старейших, в Канаде это вуз номер 1. На момент моего обучения и, в принципе, по сей день университет Торонто входит в топ-20 вузов мира. И благодаря стажировке я попала в здание университета Торонто, училась у тех экспертов, которые готовят глав государств по международной политике в том числе. Да? У меня был профессор Киртон, моим научным руководителем, и он специализируется по большой двадцатке, по неформальным объединениям, таким как БРИКС и так далее. И он на всех саммитах дает аналитику, мировую аналитику развития вот тех или иных международных аспектов. Вместе с ним мы как раз работали по вкладу России в глобальные процессы. И, конечно, это образование было очень крутое, до сих пор я его очень тепло вспоминаю. Чуть позже, наверное, вернусь подробнее рассказать. И еще через какое-то время, пару лет назад, я отправилась, это вот как раз обучение во Франции было по языковому, и еще раз, третий раз я отправилась по гранту в политический центр БРИКС. Внимание, здесь многие начинают улыбаться, когда я говорю, где он находится. Он находится в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. И вот если есть в зале те, кто смотрел бразильские сериалы, вот там все это вот на меня нахлынуло, все эти Копакабана и Ипанема и так далее. Но суть в том, что, учитывая, что я уже начала работать по международному направлению, и мы развивали историю взаимодействия БРИКС. БРИКС — это Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. Это неформальное объединение, не является международной организацией, но считается пятеркой стран с быстро развивающимися экономиками. А если политически смотреть, то, в принципе, это такой хороший политический союз для России в первую очередь, с точки зрения того, что это те страны, которые, если географически посмотреть, занимают большую часть суши на Земле и, соответственно, представляет тоже большой интерес для продвижения своих интересов, рынков и так далее. И мы в этот момент как раз развивали в Татарстане направление молодежное по БРИКС и подались на грант по одному проекту, и проектной группой выиграли стажировку в Бразилию, которая нам покрывала расходы и давала стипендию. И, честно вам скажу, эта стипендия покрыла нам полностью и проживание, и питание, и мы в том числе сделали исследования на базе вот этого университета. Чуть дальше, да? Сейчас это такой мой бэкграунд. Если будут вопросы, буду рада ответить на них по касаемо моего обучения. Сейчас бы я хотела бы более прикладно проговорить про, в принципе, обучение, то, как это вам может быть полезно. Что хочу сказать. Каждый из вас, вообще каждому рекомендую обязательно один раз в своей жизни куда-либо уехать учиться за рубеж. Для этого нужно понять, да, цель обучения. Вот мне интересно, у вас, если есть запрос на это, какая цель у вас обучения за рубежом? Давайте, смелее. Получение знаний. Ага. Совершенствовать язык, то есть языковая практика. Кругозор. Новая культура. Есть еще какие мысли? Ну, в принципе, да. Перенять опыт. Конечно, все правильно. Всегда надо понимать четко цель. Иногда ко мне просто приходят ребята за консультацией, спрашивают, типа, хочу за рубеж. Я спрашиваю, для чего? Такие, не знаю, все ездят, или это же модно. Нужно для себя четко внутреннюю цель понять, и пусть она даже будет эгоистичной, но она будет ясна. Почему это важно? От этого отталкиваемся дальше при выборе вузов и так далее. Первое — это абсолютно нормально, кругозор, новое образование, да, другое образование. Да. Я вот когда была в Канаде, мне необходимо было писать научную работу на английском языке, и я такая думаю, что это такое? Наша курсовая. На самом деле, когда ты пишешь на другом, во-первых, да, это другой язык. Второе — это абсолютно другой метод, вообще метод изучения, подхода, описания тех или иных процессов.
это супер круто менять свой кругозор, себя самого, да. Ты в какой-то момент начинаешь чувствовать себя, правда, очень так на дне, да, то есть как будто бы ничего не знаешь как быть, но в тот же момент вот этот элементарный рост, он очень круто отражается на всей жизни, да, именно вот на этом аспекте обучения. Есть там, давайте эгоистично, есть даже иногда задача там уехать просто за рубеж, да, переехать. Обучение иногда дает такую возможность. Кто-то говорит, поехать за рубеж, выйти замуж, познакомиться с кем-то, тут устроиться. Это нормально, да? То есть нормально понимать для чего и понимать этот путь. Есть люди, которые приходят в высшее учебное заведение, через 4-6 лет, да, 6, наверное, мало, там, медики в основном, там, через 4 года и так далее, разочаровываются. Есть у вас такие знакомые? Может быть, вы сами, да, понимаете? Есть, давайте, я не буду вас спрашивать, это ваше личное. Но вот у меня есть 100% знакомые, которые разочаровались. Это тоже нормально. А еще хуже, люди есть, которые уехали за рубеж за свой счет, разочаровались, да, не получилось. С одной стороны, кажется, что это какая-то неудача, но в любом случае есть какой-то опыт. И вот если есть какие-то там конкретные, допустим, хочу получить знания в этой сфере, хочу быть, допустим, дизайнером, но при этом еще и иметь какие-то свои личные цели, вы в любом случае хоть какие-то из этих целей добьетесь. Да? То есть тот же кругозор, язык, новый опыт, знакомство. Вот поэтому очень важно ставить цель обучения. Я для себя поставила такую цель, и я очень хочу ее сегодня с вами разделить, потому что не просто я не выступаю, да. Есть очень много коммерческих структур, которые рассказывают про обучение за рубежом, и у них ведь конечная цель у них какая? Получить выгоду, да, то есть отправить кого-то за рубеж, получить выгоду. Я делюсь просто своим опытом, и поэтому я хочу в том числе разделить с вами свою цель, почему я училась за рубежом. Мне очень хотелось уехать туда, перенять самое лучшее, вернуться сюда, в Татарстан, и применить это здесь. И для меня это была моя личная история формирования наследия, моего личного и моего социума. И то, что я вам сегодня рассказываю, это тоже у меня история наследия, и я вам тоже всем желаю поехать куда-то и обязательно сюда вернуться. Потому что за рубежом очень высокая конкуренция, и иногда свои личные цели там тоже теряются. А вот когда ты перенимаешь это что-то и привозишь сюда, это, наверное, в разы ценнее. Вот мне очень хочется, чтобы вы тоже со мной цель получить, привезти сюда, разделяли. Так, идем дальше. Специализация страна. Как отталкиваться? Да? То есть сначала у вас сформировалась своя личная цель обучения, зачем учиться за рубежом. Второе, вам нужно понимать, по какой сфере или в какой стране хотя бы. Ко мне тоже часто приходят и говорят, а помоги мне выбрать вуз. Я говорю, давай, хорошо, какие у тебя есть интересы, мысли? Они говорят, все равно, давай вот выберем любую страну, просто чтобы там было бесплатно или там было, не знаю, интересно. И тоже очень тяжело. Вот, допустим, кто-то выбирает, понятно, самое правильное выбрать вуз сначала, да, или какую-то специфику. Например, вы хотите вот опять быть дизайнером, и вы смотрите мою личную рекомендацию, посмотреть, в принципе, топ вузов в мире. Всегда надо стремиться к лучшим вузам и смотреть, какие есть топовые вузы в мире, которые дают образование по этой сфере, да. Может быть, у вас есть какие-то личные кумиры, которые где-либо учились, и это тоже может стимулировать на выбор вуза. Иногда я рекомендую отталкиваться от страны. То есть это опять-таки, если преследовать свою личную цель, к примеру, посмотреть ту или иную страну. Вот как я выбирала Канаду в первый раз, я выбирала по принципу того, что я, наверное, просто так в Канаду никогда, не то что никогда, в молодежном возрасте, наверное, так молодом после вуза не смогла бы поехать, потому что для меня это было дорого. Или очень далеко, да. И я понимала, что я, учась там, я смогу убить двух зайцев, да, посмотреть новую страну и еще и учиться. Плюс ко всему я смотрела с точки зрения там, личного интереса к менталитету и особенностям. Я понимала, что в Канаде я могу уже спокойно разговаривать по-английски или по-французски. Мне не нужно дополнительных знаний. Я бы, честно скажу, допустим, лично я бы никогда не выбрала обучение в Китае, потому что мне очень, культура Китая, мне тяжело чуть-чуть дается, да, то есть я не говорю на китайском, я, честно скажу, не хочу изучать этот язык, и мне там очень тяжело с точки зрения кухни, к примеру.
И я вот, отталкиваясь даже при выборе страны, смотрю на свои личные интересы и всем желаю также выбирать. Потому что я знаю очень много историй, когда люди поехали в ту или иную страну, а им менталитет, климат и язык никак не подошел. Да? И у них такой большой пробел был, да, в такой, не знаю, по полгода, когда они не могли нормально учиться и так далее, потому что просто не могли нормально адаптироваться. Ну и, конечно, смотреть по специализации. Ну и моя большая рекомендация всегда стремиться в страны все-таки более развитые, потому что здесь вы тоже смотрите и на уровень жизни, это и другой уровень жизни для вас, и смотреть с точки зрения уровня жизни по бюджету. Я когда ехала в Канаду учиться, я сильно боялась, что я буду очень много тратить, в принципе, просто на простые свои нужды. Еда, там, транспорт и так далее. А в то же время мне очень хотелось и по стране попутешествовать, и купить что-то, да, в качестве сувениров. Ну и, в принципе, да, как-то быть менее обремененной какими-то затратами. И я смотрела на тот момент расходы в Нью-Йорке, и я видела, что там в день, примерно, на питание, на тот момент, на наши деньги, да, там человек мог потратить минимум на один прием пищи 1000 рублей. И, конечно, даже сейчас, да, 1000 рублей, это же ведь очень дорого, да, тем более для студента, который учится в другой стране, которому надо оплачивать проживание и так далее. И у меня был приятный сюрприз, когда я приехала в Канаду, я увидела, что цены намного ниже, чем я ожидала. И я нашла те же кафешки, где можно студенчески, допустим, хорошо питаться, дешевле. Я ходила в университет пешком, то есть я отказалась от транспорта, и по 30-40 минут каждый день шла в университет пешком, и мне это приносило удовольствие, да? То, что я смотрела по сторонам и в то же время занималась в какой-то степени спортом. И мало того, что я увидела в один из дней специальную студенческую программу на поездку по Канаде на автобусе с посещением других городов. И на наши деньги она стоила 6000 рублей, и туда входил переезд, проживание, и мы смогли увидеть за 3-4 дня еще плюс 3 города в Канаде: Монреаль, Оттава и Квебек. И, конечно, это история про то, что спасибо гранту и возможности обучения я смогла бы путешествовать по стране. Но если бы я в тот момент выбрала бы не Канаду, а за эти же деньги уехала бы в Америку или, допустим, Сингапур или Швейцарию, я бы, наверное, минимум бы намного хуже бы жила с точки зрения того же питания и, наверное, бы не смогла посмотреть страну, потому что было очень дорого. То есть при выборе отталкивайтесь вот от этих ключевых показателей тоже. Идем дальше. Что дальше, да? Это вопрос про то, что вы обучились, и нужно понимать, что будет дальше. Остаетесь ли вы в стране? Если у вас есть на это запрос, вы должны понимать, что, так сказать, стартуя с обучением, вы должны сразу этот вопрос для себя ставить таким фокусом, потому что во многих странах это и есть виза, да, то есть виза обычно выдается студенческой, и при студенческой визе нельзя работать. Если вы хотите вернуться, то моя большая рекомендация при обучении уже думать, как ваши знания могут быть применимы в Татарстане. Когда я поехала по программе глобальных процессов, мне многие говорили, как ты применишь глобальные процессы в Татарстане. Но мой, наверное, случай один из уникальных. Я, в принципе, когда вернулась, я как раз и создала свою организацию, которая стала отвечать этим запросам. Да? То есть это было окно для молодежи по взаимодействию с иностранцами, с международными организациями. Я применила свои знания на практике. Ну, это, наверное, такой, да, по международке один из примеров. Может быть, их не так много. Но у меня есть случай, к примеру, сегодня, кстати, в том числе Аяс у нас подключается, Аяс Камалов, если здесь, он чуть позже расскажет. Он учился тоже за рубежом, и он применил свои знания конкретно в Татарстане, открыл свой бизнес, и он достаточно успешный, и до этого, так сказать, подобных бизнесов не было. Есть пример медиков, которые получили образование за рубежом. Вот у меня одна знакомая открыла клинику пластической хирургии после обучения во Франции и здесь. И причем здесь она очень хорошо преуспевает. А знания она получила там. То есть, но она с первых дней понимала, что она обязательно вернется, и ей нужно вот эти знания как-то здесь стабилизировать, приземлить. Вот этот вопрос вы тоже должны себе задавать. Что дальше? Но это не значит, что вы должны там себя ограничивать, все время говорить так, в рамки загонять. Конечно, иногда важно плыть по течению, но периодически фокусироваться.
Если наше образование обычно дает классическую программу обучения, то есть мы не можем менять предметы, то за рубежом часто можно выбирать разные предметы. И вот тут при выборе даже этих предметов можно отталкиваться от дальнейшего их применения. Где смотреть программы? Первое, что я хочу порекомендовать, это как раз наша татарстанская программа грантов правительства Республики Татарстан «Алгарыш». algar.tatar.ru. 1 октября заканчивается прием заявок ежегодно, и к этому моменту вам уже нужно определиться с вузом, где вы будете учиться. Программа «Алгарыш» дает возможность обучения по 10 направлениям. Это магистратура. Подаваться могут те, у кого есть уже бакалавриат. Магистратура, двойные дипломы, это программа WorldSkills. Есть программа научных стажировок, они краткосрочные. Это для тех, кто, допустим, идет в аспирантуру или развивает какое-то свое научное направление. Это программа проектная, когда вы можете командой ребят поехать и так далее. Это все висит на сайте. И, честно вам скажу, надо быть очень ленивым, чтобы не выиграть грант или не попробовать. Потому что достаточно легкая процедура. И именно по этому гранту я училась в Канаде. И когда я в Канаде разговаривала со своим профессором по поводу этого проекта, он меня спросил, как ты попала к нам, как ты доехала до Канады. Я ему рассказала про Алгарыш, и он мне сказал о том, что, ты знаешь, тебе очень сильно повезло, что у вас в Татарстане есть такая программа, потому что подобные программы в мире, почти их таких нет. Так, чтобы они покрывали такое большое количество расходов. Там есть свои нюансы о том, что вам обязательно надо вернуться по итогам и быть трудоустроенным, и о том, что в среднем 90% гранта покрывает как раз, 90% затрат покрывает грант, 10% покрываете вы сами. Но если вам нужны кое-какие хитрости, я вам готова после рассказать. И расходы, которые покрывает грант «Алгарыш», это перелеты, самообучение, если оно платное, медицинская страховка и стипендия, в зависимости от дней пребывания. Второе. Гранты посольств заграничных стран. Опять-таки, если вы отталкиваетесь от какой-то страны или языка, вы можете посетить сайт, к примеру, Франции, Британии, Турции и так далее, и они сами предлагают очень много грантов. Вам достаточно просто зайти, попасть в дедлайн или даже написать в посольство и спросить, я хочу у вас обучаться, какие у вас есть возможности. Даже иногда индивидуально посольства сами вам подбирают возможности обучения, потому что они заинтересованы в том, чтобы, во-первых, показывать, что они по этому направлению работают в стране пребывания, второе, направлять активных студентов к себе в страну. Третье. Программа Erasmus Campus France British Councils. Это крупная программа. Я знаю, сегодня к нам подключится Регина. Она как раз расскажет про свой опыт обучения в Erasmus. Это крупные образовательные проекты, которые уже на своих платформах представляют различные круглогодичные гранты и так далее. Чаще всего они покрывают обучение, самообучение, дают стипендию. Иногда там есть возможности получить перелеты и так далее. Не перелеты, а другие расходы. Программа грантов и стипендий зарубежных вузов. Вы можете иногда выбрать, и часто у очень многих вузов есть программы поддержки талантливой молодежи, которая не может сама оплатить обучение. На самом деле они очень доступны, и у России есть преимущество, потому что по ряду критериев Россия относится к странам третьего мира, к развивающимся странам. Вот я вам так в кавычках говорю, да, то есть надо меня цитировать, я просто вам хитрости рассказываю. Это что значит? При подаче на эти гранты всегда пишется мотивационное письмо, почему ты хочешь учиться там-то, там-то. И у нас с вами есть большое преимущество сказать, что мы живем в развивающейся стране. Что мы представляем, если здесь есть татары? Национальное меньшинство. На это тоже смотрят большой. В плане того, что гранты поддерживают тех, кто представляет какую-то уникальность, у кого есть уникальная история. Вот у меня есть знакомая, которые учились в зарубежных вузах, причем таких как Гарвард, Йель и так далее, они, к примеру, были из многодетных семей. Или они пострадали после экологических катастроф. И вот они в своих мотивационных письмах добавляли очень много таких хороших эмоций, рассказывая свою личную историю успеха, и они выигрывали грант именно за счет того, что смотрят не на шаблонное мышление, не на какое-то там скопированное письмо, мотивацию, а когда человек от души хочет получить образование, потому что он в жизни что-то преодолевает, или у него есть какая-то мечта.
У меня есть примеры людей, которые писали просто, описывали свою мечту в мотивационном письме. Писали о том, что, допустим, они мечтают экологически улучшить ситуацию в мире, потому что обосновывают, их берут. Хотя при этом у них может быть языковые какие-то баллы и так далее, чуть ниже среднего. Или, там, допустим, они вообще не получили до этого где-либо высшего образования, у них нет какого-либо бэкграунда, но у них очень сильная мотивация, и на это смотрит вуз зарубежный, для них это важно. Вот парочку аспектов я вам сегодня секретно сказала. Вот. Что? Какой вопрос? Не вопрос, пример, значит. Кто? Но это же тоже вопрос в чем. Во-первых, они это могут проверить. Кстати, вы знаете, это можно так трактовать. Я думаю, что они смотрят на то, насколько человек предприимчив, не с точки зрения предпринимательства, а с точки зрения, как он подстраивается, да, насколько он гибкий где-либо, как он может найти вот это зерно. То есть они ищут на самом деле конкурентных студентов, потому что им важно, чтобы в их вузах после их окончания вот их студенты, так сказать, дальше продвигали их обучение и показывали историю успеха. То есть почему Гарвард или крупные вузы настолько крутые? Потому что у них крутой нетворкинг. Вот у меня есть знакомый, который пошел по MBA учиться в Гарвард, ему 40 лет, и он сказал, я туда пошел даже не ради знаний, а ради среды людей, потому что я понимаю, что здесь учатся победители. Вот они написали даже такие письма, даже, может быть, где-то там слукавили, но они априори, это показатель конкурентности и такой элемент побед. Я надеюсь, корректно попыталась объяснить. Если нет, давайте готовы пофилософствовать. Я не защищаю ни в коем случае вузы, я вам просто делюсь какими-то такими секретами, да? Идем дальше, да? Я буду завершать. Мои контакты, я всегда открыта. Я бы предложила сейчас, если можно, как раз в Zoom дать слово ребятам. Давайте я вам скажу, кто у нас сегодня должен к нам подключиться. С нами сегодня Альсина Муртазина, президент молодежного отделения русскоязычного общества Чанаккале, студентка университета в Турции. Аяз Камалов, вот как раз мне пишет, что с нами окончил Нью-Йоркский университет в Абу-Даби, если не ошибаюсь, и сейчас является основателем креативного агентства eBoost. Также Регина Латыпова училась в США, в Испании по программе Erasmus. И Айзат Мингазов, университет изящных искусств имени Мимар Синана, Турция. Все ли с нами сегодня в онлайне? Я им не помогала, это, вот, так сказать, ребята, которыми мы дружим, общаемся. Нет, они все самостоятельно, мы просто с ними общаемся, и сегодня у них тоже есть желание поделиться своим опытом. Я вижу Альсину. Альсина, если можно, мы тебе дадим слово. Я думаю, что в формате буквально 3 минут поделиться тем, где ты учишься и как ты поступила. Если у Альсины не получается, я вижу Регину. Давайте Регину попросим тогда выступить. Регина, вы нас слышите? Регина, мы вас слышим, видим. Меня зовут Регина. Я хотела бы сегодня вам рассказать о том, как проходил мой опыт обучения за рубежом. И да, сразу скажу, что у меня нет вашего видео, поэтому я не вижу, там, если кто-то захочет задать вопрос. И если что, тогда вы передайте организаторам, я буду рада. Или в чате, там мне, может быть, напишут, и я на них отвечу. Да, меня зовут Регина, еще раз скажу. Я еще с малых, так сказать, лет всегда очень любила
языки. Мне очень легко давалось изучать английский язык еще вот, с первых классов. И поэтому я очень хотела развиваться. Всегда с детства говорила, я буду работать переводчиком, я буду учиться за рубежом, то есть какие-то такие вещи, которые я сама еще тогда, наверное, не верила, но почему-то считала, что это обязательно произойдет. И когда я училась в школе, тогда еще существовала программа Flex, может быть, кто-то про нее слышал. Это программа обучения школьников в США. Сейчас она, к сожалению, в России закрылась из-за, в основном, политических каких-то разногласий между США и Россией, но, тем не менее, это, может быть, лет 5 назад произошло, что они закрылись, но до этого активно и бурно очень ездили наши школьники. Можно было поехать с 9 по 10, 11 даже класс и получить год в США. Сейчас, я не знаю, есть ли школьники, старшеклассники в зале, но да, сейчас существуют еще аналоги этой программы. В основном они платные, но тем не менее, если вам будет интересно, потом вы можете изучить этот вопрос отдельно. И, кроме того, есть программа, уже существует, называется Year, как год на английском. Это для студентов уже младших курсов в университете, которые тоже могли бы из стран СНГ и из России поехать и поучиться год в Штатах. Вот. И я с детства была уверена, у нас в школе проходил конкурс, то есть представители этой компании приезжали к нам в школу, проводили там конкурс. Конкурс был достаточно жесткий, то есть там могло быть, то есть 1 из 100 человек проходил. Было несколько туров, которые нужно было заполнять анкеты большие, крупные, нужно было писать сочинения, тесты на английский язык обязательно были. И также они оценивали не только твое знание английского языка или там, да, оценки в школе, но, кроме того, нужно было показать свои лидерские качества. Вот, как раз таки, о чем говорили ранее, да, то есть нужно было показать себя с какой-то необычной, выгодной стороны. Тогда, это еще когда училась в школе, наверное, я не совсем это понимала, то есть это для меня было больше как, ты либо подходишь, либо не подходишь, потому что даже очень умные ребята из моей школы могли не проходить из-за каких-то очень необъяснимых причин. То есть там никто не объяснял, почему ты не проходишь, просто говорили, да или нет. Вот. Но тем не менее, я пробовала пройти этот конкурс трижды. Первый раз я была еще совсем юной, я была в 8 классе, и тогда я не понимала ни процесса, ни что будет дальше. То есть я просто из первого во второй тур там приходила и не особо понимала, что происходит на самом деле. Вот, просто показывала, наверное, знание своего английского. Но первый раз я не прошла, но во второй раз я уже начала читать что-то в интернете о том, что вот, люди проходят, как у них там проходит год, и меня это начало вдохновлять еще больше. И в 9 классе я поставила себе цель, что вот, я обязана просто пройти. И если я не пройду, там, я не знаю, думала, что больше никогда никуда не поеду, и вообще моя жизнь будет кончена. Но, тем не менее, несмотря на все мое упорство, в 9 классе у меня тоже не получилось пройти, хотя я прошла до последнего этапа и просто не получила, так сказать, заветный звонок. Тогда еще звонили по телефону и говорили, типа, вот, вы прошли или вы не прошли, не звонили, если не пройдешь. Тем не менее, в 10 классе, когда я уже была настроена просто на обучение в России, я настроилась поступать в российский вуз в Москве или же в Питере, и я начала готовиться к ЕГЭ. И ни на что я не рассчитывала, но мои друзья, которые очень сильно расстроились со мной вместе в предыдущем году, они сказали, нет, ты обязана пойти, ты обязана еще раз попробовать. И, знаете, я пошла уже так достаточно
расслабленно, я не волновалась, я отвечала на вопросы, ну, то есть, и потом в итоге я даже отчасти немного расстроилась. Я помню, что переживала, что я прошла, потому что я уже запланировала для себя совершенно другой путь, да, что я иду просто 10-11 класс, готовлюсь к экзаменам и отправляюсь поступать. Но, тем не менее, я решила, поговорила со всеми друзьями, со всеми родственниками, и они мне сказали, что нет, тебе все-таки стоит поехать, и я отправилась туда. В итоге я училась там целый год, ходила в обычную американскую школу, и я жила, знаете, не было вот этого волшебного Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско, нет, я училась в совершенно маленьком городе, можно было даже назвать это деревней скорее, и просто почувствовала себя обычным американским студентом. Жила я тогда в обычной американской семье. Вот. И это открыло на самом деле, вот, самая большая ценность, наверное, это то, что это открыло мне глаза на многие вещи. Я поняла, как живут люди в других странах. И потом, приехав обратно, я начала готовиться к олимпиаде по английскому языку, стала призером Всероссийской олимпиады по английскому. И это позволило, ну, то есть это бы не случилось, если бы у меня не было этого опыта обучения на английском целый год. Вот. И потом я поступила в МГУ, на факультете иностранных языков и регионоведения, на переводчика. И как раз-таки тогда, наверное, у меня появился опыт два моих последующих обучения за рубежом. Первое из них это было трехнедельная языковая школа в Болгарии, потому что у нас была возможность изучать болгарский язык бесплатно. И я проходила на курс по болгарскому и смогла выиграть такой небольшой грант обучаться в Болгарии. Регина, мы вас чуть-чуть это попросим завершать. Потому что люди вокруг меня были студентами, такими же, как и я, из других стран. Это были не болгарские студенты. Но, тем не менее, это был очень такой забавный и интересный опыт. И у меня до сих пор остались друзья, с которыми я общаюсь, несмотря на то, что прошло уже 7 лет. Хотя мы были вместе всего лишь 3 недели. Вот. И последний, на данный момент, опыт моего образования за рубежом, это программа Erasmus+. Вот. И училась я в Испании. И как раз-таки я получила возможность учиться в Испании благодаря тому, что я училась в МГУ. У нас это было включенное обучение. Мы поехали с некоторыми одногруппниками. И да, это был, получается, грант, но я училась не год, а было полгода. И, в общем, было тоже очень интересно, это был уже совершенно другой опыт, новый этап и моей жизни, потому что мне нужно было организовывать все самой, и свое проживание, и обучение, и перелеты. Но, тем не менее, да, это было просто была очень ценная для меня поездка. И я надеюсь, что смогла вам интересно рассказать обо всем. Спасибо. Регина, спасибо большое. Если есть возможность, вы не отключайтесь, если в зале будут вопросы. А сейчас хотели бы дать слово Айзату. Айзат, если можно, включи, пожалуйста, камеру и расскажи о своем опыте. Да, я здесь. Все слышно? Слышно. Слышно? Отлично. В общем, сначала немножко расскажу про себя. Меня зовут Айзат Петрович. И я учусь в Стамбуле, в Турции, в университете имени Мимара Синана на факультете истории искусств.
И сейчас я на 4-м курсе. И меня, в общем-то, попросили рассказать, как осуществлять поступление в Турцию. В первую очередь хочется сказать, что есть два способа, как поступить в Турцию. Первый – это по гранту, который называется Türkiye Bursları, или турецкие стипендии. И второй вариант – это поступать самостоятельно, сдав отдельный экзамен для иностранцев, который называется Yabancı числова. И по итогу вот этого экзамена уже подавать документы в турецкие вузы. Я поступил в турецкий вуз по первому варианту, то есть получив грант на обучение, и хотел подробнее рассказать об этой программе. В этой программе учится огромное количество студентов по всей Турции. Все они иностранцы со всего мира. И в основном как раз иностранцы поступают в Турцию именно по этой программе. Уже говоря о самой программе, да, что нужно для поступления в заявке, потому что все, можно сказать, по классике. Да, получается основная информация о вас, да, потом ваше портфолио и какое-то мотивационное письмо. Вы все это поддаете примерно в феврале, да, с начала февраля до конца примерно идет подача заявок. И после этого просто ждете. И это ожидание, оно длится примерно до, наверное, июня-июля, когда начинают уже проводить собеседование. Да, то есть вас приглашают в собеседование и разговаривают, задают вам разные вопросы, по итогу которых уже они решают, брать вас, в общем, на обучение, давать вам этот грант или нет. И после этого также вы ждете примерно до конца августа и конца сентября, вот этот период, когда они вам уже дают конечный ответ, поступили вы учиться или нет, какой у вас университет, и где вы там будете первый год, например, жить, да, где предоставляют вам жилье. Примерно так. Что именно спрашивает на собеседовании, я лично не знаю, потому что у меня как-то получилось так, что я поступил без собеседования, но ответ мне пришел только в конце сентября. И из всех поступивших в том году я был в самом конце, что ли, то есть все студенты, которые в мой университет поступили, они уже начали учиться на языковых курсах. А я приехал где-то на 1,5 или 2 недели позже. Примерно так. Если у вас какие-то вопросы есть, я бы на вопросы поотвечал. Айзат, я знаю, что скоро должен прерваться. Есть ли к Айзату конкретные вопросы? Если нет, Бекзур Ахмед. Я думаю, что если что... Барсраубар. Привет, меня зовут Эмир, и у меня такой вопрос. Какой уровень турецкого нужно для поступления в турецкий вуз? Минимальный. Можно подать заявку вообще с нулевым турецким. То есть турецкий вам знать вообще не обязательно. То есть первый год там дается как раз для того, чтобы изучить язык. То есть у вас будут курсы языковые, и вы в течение года, получается, каждый день, да, 5 дней в неделю будете ходить на курсы турецкого языка с 9 до 2 они примерно длятся. Каждый день примерно по 5-6 часов. Так. Поэтому вообще с абсолютно нулевым турецким можно приезжать. Спасибо. Сейчас слово мы дадим Синар Ахмед, он ушла. Сейчас дадим слово Аязу. Аяз, ты с нами? Да, я здесь. Супер, тебе слово. Все супер, спасибо всем. Меня зовут Аяз Камалов. Я учился в Нью-Йоркском университете в филиале города Абу-Даби.
Нью-Йоркский университет, сам главный офис находится, соответственно, в городе Нью-Йорк. Там я тоже учился, параллельно пока учился, учился и пожил в Чехии, в Аргентине, в Нью-Йорке, но и основное место было в Арабских Эмиратах. Наш вуз, когда я поступал в самый первый поток, поэтому условия, конечно, специфичные, тем не менее конкуренция была 130 человек на место. 12 тысяч заявок, из них отбирали 100 студентов, которые будут обучаться в данной программе. Само поступление было, конечно, очень интересным и специфичным, и оно также продолжается сейчас на уровне заочного и очного поступления. Сначала отправляются анкеты, после чего вас приглашают на второй тур, привозят в Эмираты, общаются, проводят занятия, мероприятия, и дальше после этого уже производят отбор. Я могу сказать, что именно американская система высшего образования, она вот такая вот специфичная, не могу сказать за другие системы, но если у вас есть желание поступать в американский вуз, то необходимо уже выбирать ваш вуз заранее, минимум за год до того, как вы закончите ваше обучение в школе. То есть если вы сейчас находитесь в 11 классе, то у вас осталось буквально 1,5 месяца, чтобы подать документы. Это касается некоторых американских вузов, а если же говорить про ключа, то в большинстве университетов ключа для зарубежных студентов, для иностранных студентов, конечно же, требуется чуть больше времени, потому что в свое время я хотел поступать в Гарвард, но когда я об этом задумался в начале 11 класса, было уже поздно, нужно было начинать, что начать 10 класса для иностранных студентов. Поэтому, если же вы собираетесь и хотите попробовать себя в американской системе образования, то планируйте это заранее, как минимум за год. Точно, как минимум за год, потому что потребуется достаточно большое количество времени. У них система приема вуз совершенно другая, она отличается от нашей. Не так, что ты закончил школу, подал документы и потом через пару месяцев себя приняли, и там достаточно долгий процесс. Что мне это дало непосредственно? Я изменил свое отношение к поставленным проблемам, вообще передо мной, любые проблемы, которые передо мной сейчас встают, я на них смотрю гораздо более критической точки зрения. У меня был опыт преподавания здесь, в Казанском федеральном университете, я сейчас, наверное, даю в Томском государственном университете, и вижу, что наша система образования коренно отличается, так как не подразумевает под собой развитие критического мышления. Зарубежная же вузы, по крайней мере, американская система, она очень сильно способствует развитию критического мышления, когда вы учитесь сомневаться и ставить под сомнение любые аргументы, будь то профессор, ваш коллега, студент, или же любой другой собеседник, с которым вы будете встречаться в той или иной мере. Поэтому все 4 года нас учили учиться и учили отставить свое собственное мнение. Это мне очень сильно помогло после того, как я закончил вуз и уехал в Эмираты работать. Я поработал чуть более 1,5 лет в найме, после чего набрался опыта и вернулся в Татарстан. Сейчас я нахожусь в Казани. К сожалению, не смог вам присоединиться очно в силу обстоятельств семейных. Ну, и могу сказать, что опыт, полученный за рубежом, в том числе обучения, то есть расширенные границы восприятия с точки зрения различных представителей разных стран, помогает мне сейчас находить контакты с людьми не только здесь, в России, да, но и за рубежом, так как я являюсь руководителем маркетингового агентства, у меня свой бизнес. Я сейчас занимаюсь не только бизнесом для России и внутри России, не только в Казахстане, но нашим клиентом являются представители Кореи, представители Филиппинов, Германии, США, Канады, Арабских Эмиратов. Мы помогаем представителям Татарстана, Арабских Эмиратов представлять наши интересы. Мы занимаемся для них помощью поддержки социальных сетей. Поэтому совет вам думать с точки зрения критического мышления. Думайте о том, чего вы хотите добиться в следующих 5-10 лет. Ставьте себе цели, как ты правильно сказала. Цели могут быть совершенно любые, они могут быть эгоистичными, могут быть какие-то туристические, но они должны быть очень конкретные. Они должны быть конкретные и сформированные. Если у вас есть эта цель, то вы будете двигаться с точки зрения
выполнение тех нужных действий, которые необходимы для достижения этой цели. И, соответственно, если обучение за границей обусловлено вашей целью, то вы этого добьетесь, вы сможете добиться того, что вы хотите. Поэтому держайте все в ваших руках. Всех у вас может это получиться. Я учился бесплатно, хотя у меня родители простые учителя, имели под собой таких миллионов на образование американское, хотя обучение стоило, там, если в эквивалент переводить, то сейчас это стоит как одна трехкомнатная квартира в Казани, 1 год. То есть 4 года, 4 трехкомнатных квартиры в Казани стоит обучение в Эмиратах, в Нью-Йоркском университете. Но я попал в программу финансовой поддержки совместного университета и правительства Арабских Эмиратов. Как мне, так скажем, повезло. До сих пор университет продолжает предоставлять данную программу, поэтому не задумайтесь, в том числе, может быть, вам будет это интересно. Наберите в интернете Нью-Йоркский университет Абу-Даби, перейдите на главный сайт nyuad.nyu.edu. Еще раз повторю, nyuad.nyu.edu. Посмотрите все необходимые критерии, все требования и учите английский для того, чтобы сдать либо экзамен IELTS, либо TOEFL. Они сейчас не требуют. Когда я поступал, они не требовали, но сейчас они дать для иностранцев. Поэтому вперед, держайте, у нас все получится. Спасибо. Спасибо большое, Ильяс. Альсина, тебе слово. Ты у нас из Турции подключаешься? Да, всем привет, меня слышите? Сегодня, видимо, там очень холодно, да? У нас уже прохладно, уже 9 градусов получилось. Я обучаюсь, меня слышно, да? Да, слышно. Я обучаюсь по той же программе, что и Айзат. Называется она ЕЦБ, Юридический Бурсары. На самом деле тут можно попасть не 2 путями, а этих путей всего 3. То есть это первое, это программа ЕЦБ, по которой я учусь. Второе – это платное вступление, то есть сдаете экзамен ВИОС. Также некоторые университеты в Турции ничего этого не требуют, просто можно поступить по ГПА, то есть по среднему вашему баллу. Ни ЕГЭ, ни какие-то другие экзамены не нужны. Единственное, нужен сертификат о знании турецкого языка на уровне D1. Либо же вы платно обучаетесь языку уже непосредственно в Турции. Я учусь в этой программе в городе Чанаккале. Нам также эта стипендия предоставляет, покрывает полностью перелет. То есть вы приезжаете в первый год, вам оплачивают перелет, и уже через 4 года, то есть через 5 лет уже, когда вы обратно возвращаетесь в Россию или в свои страны, вам тоже этот билет оплачивается. Также оплачивается проживание в общежитиях. Общежитие полностью комфортабельное, наверное, не как в России, хотя я не была в России в общежитиях, не жила там. Также покрывает питание, страховку и стипендии, ежемесячные стипендии. И сейчас уже условия стали намного лучше, стипендия поднялась. И плюс еще можно, если у вас ГПА больше 3, либо 3, либо 0, то можно получать дополнительные стипендии за хорошую успеваемость. Сейчас в программе ЕТБ у нее есть 3 направления. Первое – это общие профессии, то есть по которой я обучаюсь. Второе – это религиозное обучение, там стипендия чуть меньше, по-моему. И третье – это новое направление, называется исламский банковский, что-то такое. То есть связано с исламским финансированием. Вот. Если спросить у меня, что дала или что дает мне учеба за рубежом, в границе, в первую очередь это возможность узнать о себе, возможность познакомиться с другими культурами, изучать язык непосредственно с уже носителями этого языка, путешествовать, найти друзей на всю жизнь. И, наверное, самое главное – возможность расширить свой кругозор. Обучаясь, находясь в Турции, я имела возможность принять участие в 5-м и 7-м международном студенческом симпозиумах и написать 2 статьи. Как говорила Дильбар уже,
написание статей и дипломных работ на другом языке — это адский труд, я вам скажу. Это совершенно по-другому, это не так, как учили нас в России. Это очень сложно. Но если у вас есть желание, цель, и у вас есть возможность, то, конечно же, я вам советую подавать, обучаться, учиться. Вот. И также в Чемарке мы, русскоязычные студенты из России и из стран СНГ, организовали молодежное русскоязычное общество, где я являюсь президентом, у нас есть своя группа, где мы, русскоязычные студенты, встречаемся, общаемся и поддерживаем друг друга. Вот, как-то так. Спасибо большое, Афина. Есть ли вопросы к нашим ребятам из Zoom? Если нет, спасибо всем, кто подключился, поделился опытом. Спасибо. Рахман Бекзур. Есть ли ко мне какие-нибудь вопросы? Да, давайте. Всем привет, меня зовут Дамир, еще раз. Я четко знаю, какая у меня цель обучения за рубежом, но не знаю как и где, какой вообще вуз, какую страну выбрать. Дело в том, что я обучаюсь на учителя математики и физики, билингвальной образовательной среде, это татарский и русский, но изначально, когда я поступал туда, я думал русский и английский. И что я хочу? Я хочу обучать математику на английском языке. Для этого мне нужно обучаться за рубежом. Вот. И какие у меня, вот для меня лично есть перспективы в этом? И вообще возможности. Всего. Вы житель Татарстана, правильно? Вот у Алгарыш есть прямо категория для преподавателей конкретно. То есть есть категория получения гранта для преподавателей, которые хотят обучиться чему-то там, потом вернуться здесь и преподавать то, что там, чему там обучились. Вы посмотрите там критерии, раз. Во-вторых, вам нужно, в принципе, посмотреть, есть специальные программы, тоже есть. Это, наверное, специализированные больше. Не как высшее образование, не как магистратура, а для там, преподавания на иностранном языке. Здесь, ну, наверное, американские программы, они нам чуть сложнее сейчас, ввиду там, политических аспектов и ковидных, но у британцев должна быть такая программа. И надо посмотреть, если именно английский язык, то, так сказать, англоговорящие страны. Ну, то есть от этого оттолкнуться. Вряд ли в Китае будут учить преподавать на английском языке, да, там тот или иной предмет. Вот это первое, что вам можно порекомендовать. Сейчас прямо навскидку быстро вуз не назову, страну тоже. То есть можем разменяться контактами и, ну, там, по посмотрю. Да. Да, давайте. Что делать, если твоего направления обучения, вот я сейчас заканчиваю вуз, нету в программе Алгарыш? Выбирать другой грант. То есть конкретно не Алгарыш? Нет, я вам просто как жителям Татарстана говорю, что у нас есть в Татарстане, только для жителей Татарстана, уникальная возможность. Да? Ни один другой регион в стране такой программы не обладает. Поэтому я, конечно, рекомендую в первую очередь смотреть на Алгарыш. А так вы можете еще раз, как вот я говорила, отталкиваться, допустим, есть международные программы, как Erasmus, там Flex британская и так далее. Есть у посольств, есть конкретно у вузов, да, то есть вот ребята из Турции, они по турецкой программе, да, учатся, а я с Камалов учился конкретно по программе конкретного вуза. То есть вы можете вот так подойти. Разгорев, да, вопрос. Спасибо. У меня даже не вопрос, а вот дополнение. Я согласна с Дельбой, что надо по высшей планке выбирать, в общем-то, стараться ориентироваться на топовые вузы, но есть разные обстоятельства, и поэтому я думаю, что есть еще возможность вот даже этому молодому человеку рассмотреть. У нас здесь аккредитовано Генконсульство Венгрии. Они ежегодно 200 мест выделяют по России. И для стажировок, и для обучения. Информация в МИДе, в посольстве Венгрии, вы можете в Генконсульстве проконсультироваться.
Я думаю, что Венгрия не самая плохая страна. Там условия либо венгерский язык знать, он очень сложный, конечно, либо английский. И, возможно, это как-то поможет вам. Просто дополнительная информация. Да, кстати, Венгрия очень даже достойное образование, и уровень жизни при этом достойный, и не так дорого, как, допустим, в та же Франция, Британия и так далее. Есть она замечательная, очень красивая, и народ прекрасный. Спасибо. Еще и венгерский гуляш есть. Есть ли вопросы? Если нет, я бы хотела завершить таким своим советом от себя. Есть такой аспект, как кросс-культурный шок. Слышали о нем? Если нет, то наверняка вы все многие его переживали. Спасибо, что киваете. Давайте я проговорю его. О чем это? Во-первых, у нас есть такое понимание, что вот там где-то далеко 100% лучше, чем здесь. Вот и там лучше, там вкуснее еда, там люди другие. Конечно, все другое. Но это не про то, что и здесь классно. Что такое кросс-культурный шок вообще в принципе? Это в первую очередь состояние, когда вы меняете, первое, среду, второе, свой статус. Это о чем? Это вот когда вы переезжаете в другую страну, когда из школы вы переходите в университет, когда вы заканчиваете университет, идете на работу, когда вы ходите замуж, женитесь, разводитесь, расстаетесь, сменяете место жительства, переходите на другую работу, да? То есть идет какая-то смена. О чем это? У кросс-культурного шока есть разные стадии. Первая стадия такая, она эйфория, может быть. И вот, может быть, вы меня сейчас помните. Когда приходите в университет после школы, и кажется, что здесь все взрослые, все такие классные, я взрослый. Приезжая за рубеж, кажется, классная страна, здесь такие люди по-другому улыбаются, открытые, еда другая, да. После этой стадии начинается стадия такого спада. То есть, если это волна, то вот это пик эйфории. И вот у нас начинает падать. И начинается это когда вы лучше узнаете среду или ситуацию, в которой вы находитесь. То есть ты не так уж, что ты, вуз, вспомним вуз, может быть, была такая ситуация, да? Ты не такие уж и приветливые ребята, ты требуют тут посильнее, да? А они так-то классно опаздывают там, да, а вот тут оценку неплохую поставили. Или приходя на новую работу, сложности появляются. Или даже если это отношения, да, то человек по-другому знаешь, конфликт какой-то вылезает, да. А за рубежом это история про то, что гречку нельзя купить, мама не обнимет, да язык не понимают, меня не понимают, мою шутку не понимают, да. То есть, начиная адаптироваться, начинается вот этот шок. И после эйфории можно прийти вот в это шоковое состояние. Иногда у людей сразу шоковое состояние, то есть первой стадии эйфории нет. И он приходит в шоковое состояние, когда все не нравится, все плохо и некомфортно. Это, даже депрессии бывают. И когда я узнала об этом обо всем, мне в том числе сказали, какие есть инструменты выхода из кросс-культурного шока. И первое — это вообще знать, что это естественно, переживать кросс-культурный шок, когда есть эйфория и когда есть сам шок. И испытывать этот шок, это естественно. Второе — это найти единомышленника, который тебя из этого состояния вытащит. Кому может быть так же плохо, как тебе. Вот я когда приехала в Канаду, я помню, что я летела больше 20 часов, я везла с собой пуховик, зимнюю обувь. Канада такая же холодная, как Россия. Я не знала страну, меня поселили на 4-й этаж без лифта, и феминистские наклонности, ни одному мужчине не дали возможность мне помочь дотащить мой чемодан. Там, да? И я помню, что после 20-часового перелета я притаскиваю этот чемодан кое-как, холодно, не знаю, где батареи включить, их, оказывается, надо включать за рубежом, не как у нас, да? И утром, на следующий день, ко мне приехала куратор моей стажировки, и она мне говорит: Дильбар, я тебе сейчас в Канаде покажу все. Вот здесь покушать, здесь погулять, здесь то-то, все. И я понимала, что она мой проводник, да, то есть, и это выход из кросс-культурного шока, да, то есть найти проводника, либо найти единомышленника, которому также может быть не очень хорошо, как тебе. То есть ты с ним разделяешь. И когда ты разделяешь даже какой-то шок, тебе становится легче. И это о чем? У нас тоже в стране, в нашем городе есть иностранные студенты. Им очень тяжело. И вот если кто-то из нас хотя бы раз подойдет, поможет и расскажет, да, где-то проведет, вы просто будете героями того, что вы вытащите его в какой-то момент из кросс-культурного шока.
Третий выход из кросс-культурного шока – это найти увлечения, которые тебя отвлекут. Ну, допустим, вот у меня на первом курсе в университете был шок от того, что сначала мне казалось, что все классно, а потом пошло разочарование. И что меня стабилизировало, я нашла работу или я нашла классное хобби. И оно меня моментально стало отвлекать и делать какой-то другой, не такой, как все. Да? То есть у меня фокус внимания сместился. Сейчас очень много молодежных активностей, да, организаций. Вот почему в том числе рекомендую туда идти, потому что они тебя отвлекают от того шока, который может быть там на работе, на учебе, в отношениях. Вот. Это четвертый кейс. Ну и пятый кейс – это выход из кросс-культурного шока, что стать кому-то другому, кому еще хуже, тем самым проводником. То есть когда вы делаете для кого-то хорошее, вам тоже становится хорошо. И вот если вспомним опять кросс-культурный шок, когда очень классно может быть, очень плохо, вот поверьте, после кросс-культурного шока, когда вы в шоковом состоянии, всегда есть подъем. И опять может быть пойти эта волна, когда опять в какой-то момент будет эйфория, опять чуть-чуть шок. И это естественно вот такое волнообразное состояние. Просто понимая, становится легче. Просто какие-то моменты надо пережить. Но не забывайте, что дома всегда хорошо, и не надо думать, что там где-то лучше, чем здесь. Это вы, так сказать, вы уезжая куда-то, всегда вывозите с собой себя. Вот. Желаю раскрывать свой потенциал, много путешествовать, учиться в разных странах и возвращаться в Татарстан. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Эдуард. Я думаю, что нашим слушателям было очень интересно и полезно. И даже те способы, которые ты предложила из выхода из культурного шока, я думаю, что можно применить не только к выходу из того, когда там переезжаешь в другие страны и так далее. Я думаю, что многие узнали для себя много нового. Теперь, что у нас по следующей программе? В 16:30 здесь будет проходить мастер-класс от Николая Кочеткова, специалиста HeadHunter. Он расскажет о том, как написать резюме, как написать успешное резюме и что делать, если опыта нет, но нужно написать резюме. Эта встреча будет происходить здесь. В аудитории на втором этаже будет проходить мастер-класс от Айдара Фаритовича Ахмалова по особенностям выбора профессии в 21 веке. Сейчас нам нужно узнать количество людей, которые идут туда и сюда. Кто остается на Николая Кочеткова? Кто идет к Айдару Фаритовичу? Отлично. Теперь те, кто поднял руки, идут вот за Ляйсянь и Эльмирой обедать. Остальные расходятся. Барабызгада рахмет. Кім маши, кім қолар насың, шолы шарға барайым. Кім машамы, шолы кидер. Ой, кім насың? 16:30 барыбызда аудиториясы. Мынсы бірсі мында, екіншісі екінші қотта аудиторияларда. Таба алмасаңыз, аста ресепшнда қызлар бар, алардан сұрай аласыз.
выберет то резюме, в котором обязанности описаны более подробно, нежели здесь. Рекрутер будет звонить только если очень большой недостаток откликов, если вакансию очень быстро нужно закрыть, а откликнулись 2-3 человека, к примеру. Такое редко бывает, но мало ли. Тогда он может позвонить и уточнить то, чем вы занимаетесь. А вот здесь уже избыток информации. Вот представьте, вам нужно указать 3-4 места работы предыдущих. И если очень большой объем описывать, то это резюме у вас будет не страницу, не 2, не 3, а там и 4-5 страниц может занимать, учитывая, что вы в конце еще дополнительные блоки должны указать. Поэтому найдите вот эту вот грань, напишите максимально лаконично и при этом максимально полно то, чем вы занимались на предыдущих местах работы. В обязанностях здесь примеры. Вы можете написать написание тематических статей, событийных статей, пресс-релизов для сайта, участие в разработке стратегии проведения рекламных мероприятий, организация танцевальных выступлений коллективов в центре и так далее. То есть здесь в обязанностях может быть сколько угодное количество тезисов, которые вы исполняли на предыдущем месте работы. Если же у вас нет опыта, что делать в этом случае? Это для студентов хорошо подходит. Указывайте галочку «Нет опыта». Указывайте все проекты, курсовые, дипломные работы, которые вы выполняли на протяжении обучения в университете. Волонтерская деятельность, кстати, очень хорошо сюда заходит. Если вы в университете регулярно волонтерили, то указывайте те волонтерские позиции, которые вы занимали и как долго вы там работали. Организаторская деятельность тоже, наверное, к университету больше относится, когда вы, например, студактив университета, и можете рассказать о том, что вы делали, к примеру, не знаю, мероприятия в честь студента года университета. Тоже можно сюда указать. Стажировки, практики и так далее. В Америке вы наверняка замечали, что практика стажировок очень сильно распространена. И что в Америке, что в Европе, в некоторых странах, многие студенты не теряют время зря, и после университета во время летних каникул, к примеру, всегда идут на стажировки, потому что они прекрасно понимают, что у них очень большая конкуренция, и после университета нужно как-то показать себя и попасть в то место работы, которое им необходимо. Поэтому они выбирают максимально релевантные для их будущего стажировки и все лето стажируются, 2-3 месяца. У нас это в меньшей степени, студенты очень любят отдохнуть летом, уехать куда-нибудь, может быть, вожатым потусить в лагере, но более эффективно, если вы пойдете на стажировку оплачиваемую, либо неоплачиваемую. Чаще всего сейчас оплачиваемые стажировки, да, они не супер по высокому ценнику идут, но, тем не менее, там можно довольно большой опыт приобрести. У нас, например, сейчас работает 2 стажера, так, и мы регулярно тоже ищем себе стажеров. В достижениях. Что нужно писать тут? HR любят цифры, как и собственники любят цифры. Все любят цифры, кто ищет людей к себе. И будет хорошо, если в обязанностях вы укажете как можно больше цифр в том, что вы делали. Например, работал над увеличением продаж – плохо. Если вы менеджер над увеличением продаж, это ваша обязанность. Участие в проекте создания новой технологии, но ничего не делать по созданию новой технологии. И будет хорошо, если вы напишите, например, если вы действительно разработали и внедрили новую технологию в производство. А лучше всего, если еще добавите сюда, за какой период вы это сделали. Сокращал затраты на оборудование. Ну, тоже довольно общо. И хорошо, если написать, сократил затраты на содержание оборудования на 40%. Уже показана ваша ценность, насколько вы можете сократить это содержание. А если еще добавите время, за которое вы сократили эти затраты, сократили затраты на содержание оборудования на 40% за предыдущий год, к примеру, или за квартал, то это будет еще лучше. Тоже как примеры. Увеличение объемов продаж на 33%. Здесь много про продажи, потому что начинающие специалисты, например, очень любят идти в продажи и в небольшие стартапы, и в большие компании. Там довольно низкий порог входа, но при этом можно очень хорошо и быстро вырасти. Заключены договора с 22 новыми ключевыми клиентами, тоже плюс за какой период времени можно написать. И тоже, как пример, 80% выигранных тендеров, внедрение новых систем мониторинга, запуск системы бронирования и так далее. Обо мне.
Если вы заполняли резюме на HeadHunter, то видели вот такую вот графу обо мне. Многие ее пропускают, забивают, думают, ну зачем мне писать обо мне, на собеседовании расскажу. Многие ленятся ее заполнять, но на самом-то деле, если вы особенно претендуете на вакансию в какой-то крупной компании, да даже в небольшом стартапе на самом деле это подходит, лучше всего, если вы расскажете немножко о себе. Сюда можно включить и личное что-то, можно включить профессиональное. Человек вот здесь написал просто: я люблю свою кошку рисование, играю на укулеле. Хорошо, но хотелось бы чуть побольше о тебе узнать. Можно личные качества сюда, например, включить. Здесь есть пример немножко суховатый, но в принципе подходящий. Большую часть времени уделяю своему профессиональному развитию, стремлюсь учиться и получать новые знания. Своими преимуществами считаю уверенность в себе, полную вовлеченность в работу и проактивность. Сюда еще можно добавлять, если вы спортом занимаетесь, напишите. Если вы бегаете марафоны, вообще супер круто. Почти во всех больших компаниях сейчас есть беговые сообщества, беговые команды. У нас в компании тоже есть беговое сообщество, мы бегаем регулярно. В московском офисе они марафоны, полумарафоны бегают, там еще больше команд. Если вы чем-то занимаетесь вне своей работы, вы, например, разрабатываете небольшой стартап, или вы сейчас претендуете на должность продукта, либо проекта, например, но параллельно с этим вы увлекаетесь написанием кода и свободное от работы время вы любите на C# писать что-нибудь, например, либо еще на каком-то языке. Это тоже здорово. Про обучение и про личностный рост очень хорошо сюда все вписывается, потому что многие HR и руководители любят людей, которые чем-то занимаются вне своей работы, развиваются всесторонне, особенно если это касается какой-то диджитальной сферы. Если вы идете в брендинговое агентство, к примеру, работать, хотите вам работать, то там очень любят разносторонних людей, которые знают много из всех сфер. Сопроводительное письмо. Тоже многие ленятся писать, вот правда ленятся это писать. Некоторые рекрутеры делают так, они отмечают галочку «сопроводительное письмо», и это резюме к ним не придет без сопроводительного письма. Если вы откликались на вакансии на HeadHunter, к примеру, наверняка такие вакансии встречали, что вы отправляете резюме, вам говорят: заполни сопроводительное письмо, а после этого мы отправим. Некоторые пишут очень коротко: прошу рассмотреть мою кандидатуру на вакансию стажера в направлениях students и так далее, и с уважением такой-то, такой-то. Плохой вариант. Здесь же лучше, если вы в сопроводительном письме напишите, почему именно вас нужно рассмотреть на эту вакансию, почему вы откликнулись на эту вакансию, чем вас привлекла она и почему вы хотите работать именно в этой компании. Без лишних хвалебных от в сопроводительном письме, только по факту. Почему вы хотите туда пойти, почему именно вас нужно взять. Некоторые пишут, мы смеялись, видели пару резюме, и даже в мемах потом видели, что некоторые люди пишут: прошу вас рассмотреть мою кандидатуру, потому что мне нужны деньги, а вам нужен работник. Вы хотите работника побыстрее, а я хочу деньги побыстрее, поэтому посмотрите мою кандидатуру. Смешно, да, но не сработает. HR на это не обратит внимания. Тоже плохой пример сопроводительного письма, когда очень много всего на английском языке, это реально сопроводительное письмо. На английском языке есть в виде стиха, есть какая-то непонятное какое-то форматирование, тоже плохой вариант. Поэтому здесь тоже нужно максимально лаконично, но при этом показать, почему именно вас нужно взять. Вы можете, когда ищете работу, посмотреть, что происходит с той вакансией, на которую вы претендуете. Например, вы очень сильно хотите устроиться продуктом в какую-нибудь IT-компанию крупную, которая зашла в Казань, вы очень ее хотите, и вы можете вот по этому QR-коду, например, перейти по ссылке, и там будет инструкция по тому, как узнать, сколько кандидатов претендуют на ту вакансию, на которую вы подались, какие зарплатные ожидания ваших конкурентов, какие навыки чаще всего указывают люди, отвлекаясь на интересные вам вакансии, какой уровень образования, из каких они регионов и какой у них возраст. Поэтому, если вы очень сильно хотите в эту компанию, вы можете перейти по ссылке и, соответственно, посмотреть все это. Эту услугу платная. Да, но это не такая большая плата за то, чтобы работать в компании вашей мечты. А теперь поговорим про собеседование. С резюме все
предельно просто. Составили, лаконично, показали весь этот опыт работы, который у вас был на протяжении прошлых лет, рассказали о себе, прикрепили сопроводительные резюме, фотография, про которую я здесь не сказал, у вас хорошая на белом фоне, либо на нейтральном каком-то фоне, вы как на паспорт, условно. Вот фотография как на паспорт — хороший вариант. Плохой вариант, если вы там с другом в обнимку, есть такие. И вот кто из них? Вот Алеша справа или Вася слева претендует на ту вакансию, которую HR разместил? Непонятно. Шляпы, очки солнечные. Очки только можно, если у вас это по здоровью. Если у вас плохое зрение, и вы постоянно в очках ходите. Если солнцезащитные очки, плохо. Плохо, когда вы в каком-то разрозненном фоне, на пестром фоне. Поэтому просто как на паспорт, на фоне белой стены можно сфотографироваться или попросить там, друзей сфотографировать, если нет такой фотографии. Поэтому обращайте внимание на фотографию тоже. Про соцсети еще хотел бы сказать, но про них я скажу позднее. Там отдельный разговор. Подготовка к собеседованию. Здесь уже, как по мне, сложнее, чем писать резюме. Если во время составления резюме все предельно просто, по шаблону вы идете, все заполняете, выключаете синдром самозванца и показываете то, чем вы действительно занимались, показываете свою важность, указываете временные промежутки, в которых вы работали в той или иной компании, то при подготовке к собеседованию нужно уже немножко поломать себя. В каком плане? Вам нужно перед первым собеседованием, если вы только что ушли из компании, в которой долго проработали, либо только начинаете искать работу, провести серьезную работу над собой. В каком плане? Вам нужно сесть в один из прекрасных вечеров либо дней с листком бумаги, отключить все гаджеты свои, попросить своих близких и друзей не отвлекать вас в течение часа и ответить на простые и одновременно сложные вопросы. Что вы делаете лучше других? Какими способностями обладаете? Я потом объясню, зачем эти ответы на вопросы. Какие у вас цели, профессиональные и личные? Длительный перерыв. Чем вы занимались, когда у вас был длительный перерыв в работе? У меня, например, в резюме есть годовой перерыв. Вот я закончил в одном месте работы, потом год я нигде не работал, якобы, по резюме. И потом снова я начал претендовать на какую-то вакансию. Вот мне нужно было обосновать, чем я занимался этот год. Не просто как Обломов лежал на диване, кричал Макар, а чем действительно занимался. 10 профессиональных желаний ваших вы тоже можете описать, включая немножко, я там 10 своих профессиональных желаний. Здесь просто вы указываете, кем вы хотите быть, в каких сферах вы хотите развиваться, хотите ли вы смежные сферы задействовать. Если у вас какие-то карьерные амбиции, вы хотите быть только рядовым менеджером, либо вы хотите руководителем стать в ближайшем будущем, в ближайшие несколько лет. Вы это, соответственно, тоже должны описать. Сюда же и финансовые цели по профессии, по вашей тоже можно включить. Что сейчас вы претендуете на 50 тысяч рублей, к примеру, но через год вы хотите повысить уровень своей зарплаты на 10-20%, к примеру. И вы готовы брать на себя какие-то дополнительные обязанности, обязательства, чтобы достичь этого финансового уровня. Поэтому про это тоже нужно будет подумать. О чем вы мечтаете? Здесь личное в большинстве своем очень хорошо подходит, кем вы себя видите, где вы хотите быть через какой-то промежуток времени. Сейчас все меньше задают вопрос, который я очень сильно ненавижу, кем ты видишь себя через 5 лет. Но вопрос этот периодически задают, и это даже для личной проработки, для того, чтобы понять, к чему я хочу стремиться и кем я хочу быть, тоже полезно. Даже если, поэтому, если вам не зададут вопрос, кем вы хотите быть через 5 лет, но вы уже ответите для себя, о чем вы мечтаете и кем вы себя видите, уже будет хорошо и будет немножко легче на собеседовании. Что еще нужно будет написать? Список ваших навыков, которыми вы обладаете, профессиональных и личных. Сколько стоят ваши навыки? Вот здесь интересно. Сколько стоят ваши навыки? Например, давайте возьмем профессию, одну из самых популярных сейчас, СММ-менеджером. Вот раньше все фотографами хотели быть, а сейчас СММщиками все хотят быть. Как понять, какую цену себе назначить? Например, у вас есть опыт работы в СММ 1 год. Вы заходите на HeadHunter, абсолютно
в этом случае бесплатно, вводите SMM-менеджер. Если вы хотите только в Казани работать, выбираете Казань, если вы не рассматриваете удаленную работу, выбираете опыт работы до года и смотрите минимальную заработную плату, которую соискатели хотят, максимальную и среднюю. И вот можете ориентироваться на среднюю и на вопрос, который вам задаст рекрутер, сколько вы хотите зарабатывать на этой должности, вы уже можете примерно оценить себя не так, что а сколько я хочу. Вот побольше хочу, 100 хочу. А это может быть на самом деле завышенное ожидание, вам 100 никто не доплатит. Либо вы наоборот можете себя немножко принизить финансово и сказать, ну 20 хочу, больше не хочу. Наверное, больше СММщик не зарабатывает. Поэтому при этом поиске, когда вы смотрите, сколько хотят соискатели на рынке, вы можете примерно понять, что предлагать. Виды деятельности, которыми вы хотите заниматься и занимаетесь. Что вам легко дается? Например, если вы программистом хотите стать, вы можете здесь написать, что вам легко дается определенный язык, вот JavaScript, вы как семечки щелкаете, и все прекрасно на нем пишете, никаких затыков не бывает, можно написать. Анализ рынка труда, по сути, это вот сколько стоят навыки, и анализ рынка труда похожие два пункта. Вы тоже, соответственно, смотрите, что происходит на рынке, но уже не только по соискателям, но и по работодателям, что работодатели предлагают. С какими людьми вы работаете? Здесь тоже довольно важный момент. Вы для себя должны зафиксировать, какая команда для вас идеальная, с какой командой вы хорошо будете работать, с какой нет. Возможно, вам покажется, да, я очень коммуникабельный, я со всеми сработаюсь. Это может быть сугубо женский или мужской коллектив, мне не важно, какого возраста там люди. На самом деле, сначала вам может так казаться, действительно, но там, спустя полгода, год вы поймете, что нет, не хочу я с такими людьми работать. Возможно, у них цели, установки какие-то другие, отличные от вас, и вам будет просто некомфортно там работать, вы будете выгорать, уставать, очень много стресса получать, поэтому нужно определиться, с какими людьми вы хотите работать, и на собеседовании, в том числе и рекрутеры спрашивают, какие люди работают в этой компании. Какой уровень ответственности вы готовы на себя брать? Вот если вернуться к финансовым потребностям вашим, здесь как раз вы можете для себя понять, что я хочу быть только менеджером и больше никем, стандартным менеджером, не брать на себя никакие дополнительные обязательства, не брать дополнительную ответственность, я не хочу никак карьерно расти. Есть такие люди. Здесь вы можете для себя понять, что вы готовы на себя дополнительно что-то брать, вы можете взять проект и курировать его как проект, к примеру, и вести этот проект до конца. То есть вы можете здесь определить для себя, какой уровень ответственности вы можете на себя взять. Навыки устаревают. Этот пункт просто нужно запомнить, что если вы довольно долго не учились, если вы из диджитальной особенно сферы, к примеру, то вы всегда каждый день должны учиться, проходить какие-то курсы, читать какие-то книги, смотреть какие-то видео, слушать подкасты, все что угодно, что может вам в голову поселить какие-то новые мысли, новые идеи, и дабы быть в тренде того, что происходит на рынке. Поэтому, если вы, особенно из диджитальной сферы, из программирования, и год ничему не учились, то вопросик к вам будет. Цель собеседования тоже довольно простая. Показать себя как профессионала и выяснить, подходит ли вам работа. 50% успеха подготовка к собеседованию. Мы с вами подготовились на предыдущих слайдах. Но это еще не вся подготовка. Вам нужно знать о компании все, что необходимо. То есть некоторые, ищут работу, видят, что их пригласили на собеседование, но они уже не помнят ничего про эту компанию, они просто откликнулись, увидели вакансию, которая им нравится, увидели, что зарплата там неплохая, откликнулись. Но ничего не зная, приходят на собеседование. Очень плохой пример, потому что рекрутер тоже может спросить, что вы знаете о компании, чем мы занимаемся, кто у нас руководитель, быть может, если это крупная какая-то компания, хотя редко такой вопрос задают. Но вам нужно знать о компании, в которую вы идете, когда приходите на собеседование. Если вы не можете найти информацию про эту компанию, зайдите на страничку этой компании на HeadHunter и почитайте, что они пишут.
то переходите по ссылкам на их основной сайт, в соцсети, посмотрите, чем занимается компания. Сама презентация – это все то, чем мы занимались на предыдущих слайдах. И ответы на вопросы. Это вот 3 блока, из которых чаще всего состоит собеседование. Если пойти дальше, по структуре. Сама презентация, вы обсудили вакансию и договорились о следующих шагах. Сейчас поэтому пройдемся. Какие вопросы могут быть на собеседовании? Довольно часто. Какую задачу вам нужно было решить на предыдущем месте работы? Сложную какую-то задачу, стрессовую. Какими средствами вы располагали? При этом какой путь решения выбрали? Какие препятствия пришлось преодолеть? И оцените полученный результат. Вот эти вопросы могут задать. Как на это отвечать? Я привожу свой пример из своей личной практики. 2018 год, чемпионат мира по футболу на Казани-арене. Я был заместителем руководителя функции, отвечал за внешний периметр и за фан-зону. Все то, что до КПП и до момента, как вы поднимаетесь по лестнице на Казани-арене. Все вы были наверняка на Казани-арене, знаете, как там вокруг. Вот. Я отвечал за эту зону, за зрительские сервисы. И у нас была ситуация довольно стрессовая для многих, когда, представьте, КПП, люди проходят через рамки металлоискателей, и прошла девушка, и все запищало, все КПП запищало, и засветилось так, как будто бы она несет какое-то химическое оружие, очень серьезное, потому что рамки на спортивных объектах, они очень тонко настроены и чувствуют все это, даже мельчайшие какие-то моменты. Они, можно сказать, и нюхают, и слушают, и смотрят на вас, когда вы проходите через них. И нам нужно было экстренно что-то предпринять. Ну, все мигает, все пищит, все в панике. У нас было определенное количество волонтеров на этом КПП и моих супервайзеров. Мы совместно, быстро собрались, придумали план действий. Он был максимально простой. Поставить волонтеров стеной, чтобы люди не проходили к этому КПП, и мы перенаправляли их на соседние КПП, через которые они тоже могли пройти. Но при этом волонтеры не должны были говорить: тут паника, идите туда. Мы им заготавливали специальные скрипты перед этим, чтобы проходите туда, там вы можете пройти быстрее. Немножко врали, чуть-чуть. Там можете пройти быстрее, либо там очередь меньше. Но там действительно было на тот момент очередь меньше. И мы, соответственно, перекрыли весь путь, людей уже нет. Выяснили со службой безопасности, что та девушка, которая проходила, она просто проходила курс химиотерапии, и у нее настолько много химии в организме, она болела раком, лечилась, соответственно, от рака, прошла курс химиотерапии, рамка на нее среагировала, и такие люди, которые проходят химиотерапию, они зачастую носят либо справки с собой, что они проходят курс химиотерапии, либо они занесены в определенную базу. У девушки была справка, и мы со службой безопасности проверили ее по базе, да, действительно, она болела раком, проходила курс химиотерапии. Все обошлось, никакой бомбы не было, террористов никаких не было, мы освободили КПП, и буквально это заняло минут 10-15 все это разбирательство. И, соответственно, если пройти по этим пунктам, какую задачу вам нужно было решить? Нам нужно было оперативно, за короткий промежуток времени перекрыть КПП и сделать так, чтобы там не было людей. Какими средствами мы располагали? Только человеческие ресурсы у нас были. У нас было 20 волонтеров, был я, который туда прибежал, и был мой супервайзер, который отвечал за эту зону непосредственно. Какой путь решения мы выбрали? Мы перенаправили людей так, чтобы они пошли в соседний КПП. Какие препятствия пришлось преодолеть? Здесь только стресс и временной фактор. Было мало времени, много стресса, особенно у волонтеров. Оцените полученный результат. Благодаря оперативной работе, слаженной работе, мы за 10-15 минут решили проблему. Вот то же самое и у вас должно быть с предыдущими местами работы, с последними, например. Вас рекрутер может спросить, какую задачу сложную вы решали, и вы можете рассказать вот на таком же примере, чем вы занимались. Это можно абсолютно по всем вакансиям пройтись. Например, вы программист, вам сказали выкатить какой-то продукт через неделю. Вы понимали, что это вообще никак невозможно сделать, но вы придумали какое-то решение элегантное, которое помогло выкатить бету-версию этого продукта там, через неделю. У всех по-любому были какие-то сложные моменты, поэтому можно по этим шагам при подготовке, соответственно, тоже пройтись, вспомнить, чем вы занимались в предыдущем месте работы, и вспомнить какой-то сложный момент. Ваши слабые стороны.
вы должны знать себя, знать свои особенности и заменить сильные стороны, заменить слабое сильным. Сейчас я про это скажу. Например, здесь есть один пример, я еще пример от моего друга скажу. Вот здесь пример. Я часто забываю про обещания. Нет, по-другому скажу. Иногда рекрутер может спросить, а какие у вас слабые стороны? Про сильные мы и поговорили, а скажите про свои слабые стороны, в чем вы плохие. Вот, например, девушка здесь говорит, я забываю про обещания, которые даю коллегам. Поэтому второй год всегда ношу с собой ежедневник, а мой календарь забит делами и встречами на месяц вперед. Я записываю обещания в ту же секунду, когда их даю. То есть она здесь показывает, что я человек структурный, организованный, все, что мне скажут, я записываю, сразу все забиваю в календарь, поэтому если мы назначили встречу, знаете, что через минуту она у меня уже в календаре, и вам приглашение тоже улетело на почту, поэтому мы не потеряемся. Как мой друг говорил, он лентяй тот еще. И он, когда ходил на собеседование, он говорил следующее. Я очень ленивый, это мой главный минус. Я, говорит, не смогу вам называть 2-3 минуса, но вот лень самый главный минус. Но я считаю, что лень — это больше положительная моя черта, потому что каждый раз, когда мне дают какое-то задание, я его делаю сразу и сразу хорошо, потому что мне очень лень его потом переделывать. Зачем мне потом переделывать, делать спустя рукава, если я напрягусь немножко, сделаю все хорошо, и от меня отстанут, я дальше пойду по своим задачам. У него есть минус, он ленивый, он перевернул это в плюс, потому что он делает все быстро и хорошо сразу, почти без правок, без всего. Зачастую это срабатывало, и человек так кивала одобрительно, говорил, я вас понимаю, сам такое. Почему вы хотите работать именно у нас? Это вот в контексте про знания о компании, особенно про большие компании. Если про стартапы, которые только-только начинают свое существование, они не часто задают такой вопрос, но могут задать. Поэтому вам нужно знать вакансию, как можно больше узнать о компании, связать со своим успешным профессиональным опытом. И, вот как я уже говорил, лезть может быть с перегибом, поэтому хвалите немного поменьше ту компанию, в которую вы хотите идти. Про знать вакансию. Здесь тоже довольно интересный момент. Когда вы откликаетесь на вакансию, обязательно почитайте все то, что пишет компания. Потому что, что пишет рекрутер в описании вакансии. Потому что они могут включать небольшие ловушки, на которые ловят соискатели во время собеседования. Это не так часто встречается, но встречается, когда они указывают какое-то предложение, сейчас мне даже сложно привести как пример, и спрашивают вас, задают какой-то вопрос, исходя из того, что они написали в вакансии. Поэтому, когда вы туда идете в компанию уже на собеседование, обязательно перечитайте эту вакансию, на которую вы откликаетесь, именно то, что писал рекрутер. Кем вы видите себя через 5 лет? Самый нелюбимый мой вопрос, но, опять же, есть еще компании, которые его задают, хотя все меньше и меньше. Здесь карьерные амбиции, планы эти должны быть адекватными, и нужно говорить правду и только правду. Здесь ложь не будет хорошей. Почему вы ушли с предыдущего места работы? Вопрос сложный, и здесь нужно быть довольно аккуратным в высказываниях и дипломатичным. Здесь вы можете сказать следующее. Например, приведу пример. Вы ушли с предыдущего места работы, потому что не поладили с руководителем, вы с ним поссорились очень сильно, поругались, написали заявление по собственному желанию и ушли из этой компании. Не нужно ни в коем случае про такое говорить. Не нужно говорить, что вы разругались с руководителем, он вам не нравится, он козел и другие ругательные слова, поэтому вы оттуда ушли. Нужно по-другому немножко сказать. Но не сошлись в интересах мы. Наши пути не сходятся. У меня интересы другие появились. Либо по зарплате вы не сошлись. Либо вы хотите расти дальше, но понимаете, что в компании вам сложно расти, и вы не можете никак достичь своих профессиональных целей в этой компании через 2-3 года. Поэтому это можно немножко завуалировать. Обязательно без обвинений. Не обвиняйте своего предыдущего работодателя, потому что, как рассуждают некоторые рекрутеры, если он сейчас говорит о предыдущем месте работы плохо, то не факт, что он обо мне будет, о моей компании говорить хорошо, когда он от нас уйдет, по нашей вине, либо по его вине.
Поэтому здесь правда нужна, и только правда, но важны формулировки. Все можно сформулировать так, что вы не обидите ни предыдущего работодателя, и при этом довольно лаконично уйдете от этого вопроса. Здесь как политики нужно отвечать. Вроде бы ответили, но непонятно. Поэтому тоже подумайте перед тем, как идти на собеседование, как отвечать на такой вопрос. Как говорить о зарплате на собеседовании? Здесь зачастую о зарплате говорят под конец. Кто начинает говорить на эту тему? Если вы понимаете, что рекрутер, либо человек, собеседующий вас, никак не хочет говорить о зарплате, но разговор подходит к концу, вы понимаете, что все, наверное, мы уже не будем говорить о заработной плате, вам самим стоит задать этот вопрос. Это ничего в этом нет, собеседование это не значит, что только вас спрашивают, это значит, что и вы спрашиваете. Оговорите обязательно все тонкости на берегу, оговорите размер фиксированного дохода, как часто пересматривается, корректируется зарплата. Про инфляцию не забудьте, по итогам работы зарплата вам выдается, либо какая-то комбинированная. Размер премии, бонусную политику нужно говорить, частоту выплаты премии и за что выплачивается. Почему важно все это проговорить? Во-первых, это ваши деньги, которые вы получаете за работу, за вашу работу. Не нужно думать, что вы, опять же, включать самозванца и думать, что ну я же, наверное, немного там буду работать. Вы соглашаетесь на определенную заработную плату. Вы должны по всем пунктам пройтись. Вы должны для себя понимать, что вы будете получать в конце месяца, квартала, года, полугодия. Вы должны строить свою личную жизнь, свои планы, и эти планы напрямую зависят от тех денег, которые вы получаете. Поэтому все это обговаривайте сразу, как пример того, во что это может вылиться. Знакомый мне пошел в одну компанию, ему обещали 40 тысяч рублей. И он думал, что к концу месяца ему выплатят 40 тысяч рублей, но ему сказали, что испытательный срок у него будет 3 месяца, но не сказали, видимо, рекрутер упустил, либо еще что-то, что 40 тысяч рублей будет только после окончания испытательного срока. Во время испытательного срока на 10 тысяч рублей меньше, 30 тысяч он будет получать. Поэтому у них сразу возник конфликт спустя месяц, когда он получил зарплату в размере 30 тысяч рублей, у них возник конфликт. Почему 30, а не 40? Вы же говорили, что 40. Рекрутер ему сказал, нет, 30, потому что ты на испытательном сроке. У них с договором какая-то была проблема, и, видимо, не было прописано до конца. И вот чтобы не было этого, чтобы вы не сидели в непонимании, что мне делать сейчас, вот мне не доплатили, в кавычках, 10 тысяч рублей, оговорите все это сразу. На время испытательного срока у меня будет такая же зарплата, как вы заявили, 50 тысяч рублей, или на время испытательного срока у вас меньше. Про премии то же самое. Когда вы начнете выплачивать премию, какие условия по выплате премии? Например, почти во всех компаниях новичкам на время испытательного срока не выплачивают премии или начинают выплачивать спустя 3-4 месяца работы в компании, либо вообще только через год начинают. То же самое по каким-то льготам и по каким-то льготам, которые компания вам дает. Например, ДМС. Сейчас во многих компаниях, крупных, по крайней мере, сотрудникам дают ДМС, некоторым дают после испытательного срока, некоторым в HeadHunter, к примеру, ДМС дают после испытательного срока, и спустя год к основному ДМС идет еще стоматология. Поэтому это тоже можно говорить сразу, чтобы понять, чего вам ждать на том месте работы, на которое вы претендуете. И вот, собственно, домашнее задание, которое вам нужно будет сделать. Сделайте резюме на HeadHunter, если его еще нет. Сделайте фотографию для резюме, помним, да, что как на паспорт. Можно даже отдельно сходить, сфотографироваться и показать. Некоторые спросят, а можно без фотографии? Можно, но нежелательно, потому что рекрутеры и, в принципе, соискатели очень любят посмотреть на тех людей, которых они собеседуют. Заведите и пополните список своих достижений. Опять же, это не только даже с профессиональной точки зрения интересно и полезно, но для себя лично понять, чем я могу заниматься, какие у меня достижения. Покажите достижения в резюме. Тренируйте самопрезентацию на диктофон, тренируйте самопрезентацию на друзьях или на родственниках. Заведите и пополните список компаний, в которых вы хотите работать. Вот это довольно простой момент. Вы можете зайти опять же на HeadHunter,
В тех компаниях, в которых вы хотите работать, там есть на страничке с описанием компании есть звездочка, либо кнопка «Хочу здесь работать», вы на нее нажимаете, соответственно, вам будут падать все вакансии, которые они публикуют, например, если вы следите за этой компанией. Проверьте свои аккаунты в социальных сетях. Здесь тоже момент тонкий. На время поиска работы, если у вас есть что-то компрометирующее в социальных сетях, закройте их, либо удалите это компрометирующее. Не очень хорошо, если вы думаете, что рекрутеры не смотрят соцсети, смотрят соцсети. Не очень зайдет, если вы претендуете на какую-то серьезную должность, рекрутер заходит в вашу соцсеть, в Инстаграм, например, и видит в сторис, в постах, как вы постоянно тусите, пьете днем вино с друзьями, катаетесь на машине и нарушаете правила и так далее. Неважно. Они должны быть как будто бы немножко приличными. Там есть личная информация, но ничего, опять же, компрометирующего. Моя одна знакомая пыталась найти работу, никак у нее не получалось найти работу, и мы это связали с тем, что она каждый день выкладывает сторис с вином. Она очень любит вино, она пьет его чуть ли не круглые сутки, и постоянно сторис, соответственно, с вином, как она его любит, чуть ли не обнимается с бутылкой, и это не очень хорошо. Поэтому обращайте внимание на то, что вы публикуете в социальных сетях, и особенно про предыдущее место работы. Если вы только что уволились из какой-то компании и уже начали искать другую работу, а у вас пост в Инсте либо в ВК о том, как вы с боем оттуда ушли, как вы поругались с начальником, с руководителем, лучше убрать этот пост, он не украсит вашу личность, когда вы ищете работу. Вот, поэтому с соцсетями тоже аккуратно, либо закрывайте, либо удаляйте все компрометирующее вас в Инстаграме, в архив можно все скидывать, потом, если что, опубликуете через какое-нибудь время, если вам это вдруг важно и нужно. Вот, и последнее, что здесь я хочу сказать, у нас есть мобильное приложение, в котором можно искать работу, можно выставить все по фильтрам, как в соцсетях, листать. У нас очень умная машина, которая релевантна вашим резюме и вашим откликам показывает те вакансии, на которые можно претендовать. Поэтому, пока ищете работу, скачайте мобильное приложение. Очень удобно, пока вы едете куда-нибудь искать вакансии мечты у нас в приложении. Вот, на этом у меня все. Можете задавать вопросы, с удовольствием отвечу. Если вопросов нет, вы можете найти меня в соцсетях, либо написать мне на почту, с удовольствием отвечу. Не обещаю быстро, но пообещаю ответить. Вот. Поэтому можно писать тут, можно задать вопрос сейчас. Если есть, поднимайте руку, давайте пообщаемся. Если, например, рекомендация говорит одни условия при опубликовании соискателя, по факту, когда ты устраиваешься, или даже на собеседование одно будет сказать, а по факту уже потом другие какие-то всплывают подводные камни. Как быть, когда вы... То есть, условно, они попросили, точнее, в вакансии написали зарплату 40 тысяч, а приходите туда, и они говорят 30 тысяч. Я понял. Но здесь довольно все просто. Нужно сделать определенные выводы о компании, что если даже они уже сейчас на этапе поиска сотрудников накидывают много всего лишнего, чего нет в описании вакансии, то наверняка это будет и в дальнейшем в работе. Зачастую работодатели пишут, что вот есть основной блок обязанностей ваших, но мы можем вам еще накидывать что-то и описывают это, либо просто предупреждают, что есть расширение функционала. Если этого всего нет, то ничего с этим особо не сделаешь. Просто нужно сделать определенный вывод об этой компании, если вы действительно понимаете, что она не очень, например, крупная и зарекомендовала себя. Это небольшая компания. Нет, я имею в виду, правильно выразиться, сам HeadHunter, он фильтрует этих работодателей, которые... Я понял. Смотрите, на HeadHunter, когда работодатель туда заходит. Во-первых, не все могут туда попасть. То есть, если вопрос про мошенников, например, мошенников там не должно быть.
Потому что каждый работодатель проверяется очень тщательно. У нас есть юридический отдел и отдел безопасности, очень серьезно, действительно. И все те компании, которые приходят на HeadHunter, они не запрашиваются большой перечень документов, регистрации ИП, лица и прочего. Они проверяются. Если они в вакансии что-то описали не то, вакансии тоже моделируются. Вакансии тоже моделируются, и там ничего не должно быть запрещающего, связанного с нарушением Трудового кодекса и прочего. Бывает, да, что что-то промелькнуло, но это незначительное такое. Работодатель может не досказать чего-то про ту вакансию, которую он опубликовал, и сказать это на собеседовании, от этого не застрахованы мы. Но мы, по крайней мере, стараемся моделировать все, стараемся, делаем это, модерируем все и проверяем компании обязательно очень тщательно. Надеюсь, ответил. Так, есть ли еще вопросы? Хорошо, если вопросов нет, не стесняйтесь, стучитесь мне в соцсети. Если стесняетесь на всех задать вопрос, я еще минут 10, думаю, буду здесь. Тоже подходите, задавайте, расскажу. Да, давайте. Вот вы сказали, что у вас знакомые, там, друзья, помогаете. А вообще услуга есть такая, например, что человек, который ищет работу, он обращается к, например, вам, вы ему составляете резюме вместе с ним, помогаете, и вдвоем вы как бы с помощью вас, он как бы устраивается на работу. Это как-то есть такая услуга? Да, эта услуга есть, она тоже относительно небольших денег стоит, пару сотен, по-моему, она стоит. Есть карьерный консультант на сайте, если вы зайдете в раздел соискателей, то там будет информация об этом, там будет информация по профориентации, там будет возможность взять консультацию у профессионального рекрутера, который досконально проверит все резюме и скажет вам, правильно, неправильно составлено, что нужно поправить, опросит вас, спросит, чем вы хотите заниматься, какие у вас амбиции, профессиональный опыт и так далее, поможет составить резюме максимально правильно, так, чтобы оно действительно привлекло свое внимание. Поэтому да, эта функция есть, эта услуга есть, можно ею воспользоваться. Да. А какой процент от этих услуг реализован до конца? Человек идет, какой собеседование, и не сразу. То есть, если, например, он не понимает, работу, не возвращается, что ли? Нет, здесь мы помогаем с составлением резюме, а дойдет он до этапа трудоустройства или нет, там много факторов, которые от резюме тоже не зависят. Потому что можно сколько угодно круто составить резюме, но вы можете не понравиться рекрутеру, например. К сожалению, пока не ушли мы от времен, когда включается сексизм, лукизм, эйджизм и прочее. Этих факторов много, и мы не можем повлиять на работу рекрутера, который вас нанимает. Мы можем сделать максимально привлекательное резюме, вот как поведет себя рекрутер, подружитесь ли вы с ним. Может быть, вы придете, зажметесь, ничего не сможете сказать. Или у него плохое настроение, в том числе, да. Очень много факторов, на которые невозможно повлиять, по крайней мере. Все, да? Да. Вот какая-то зарплата получается. Как относиться к тому, что, допустим, работодатель не хочет обсуждать заработную плату на первом собеседовании, ну и в принципе эту тему не поднимается. Как к этому относиться? Как вы относитесь к этому? Он не хочет поднимать тему зарплаты. Да. Не хочет он не говорить. уточнил эту тему, собеседование прошло, он не уточнил, какая зарплата, допустим, ожидается, и вообще не говорит про это. Здесь нужно настоять на своем и прямо спросить, какая будет зарплата. Но нужно быть жестким тоже на собеседовании. Поймите, что собеседование — это диалог двух людей, вас, как соискателя, и работодателя. Если они отклоняются от этого вопроса, то тоже можно сделать, опять же, определенные выводы. Вы должны уйти с собеседования с четким пониманием, какая будет заработная плата. Если возможно такое, что рекрутер скажет, что сейчас мы проведем первую часть собеседования, условно техническую, во время которой мы посмотрим, что вы из себя представляете, мы расскажем, что мы из себя представляем. А на втором этапе собеседования уже с руководством вы обсудите
заработную плату. Возможно такое, но тут они должны тогда сразу предупредить, что на данном этапе собеседования мы зарплату не обсуждаем, потому что только идет с рекрутером, к примеру, а с руководителем, с вашим непосредственным, который будет вашим руководителем, собственно, на втором собеседовании вы это обсудите. Если он так поставит, то это нормально. Если будет уклоняться вправо-влево и вообще никак не называть заработную плату, то включаем жесткую леди и говорим, что назови мне зарплату. Скажи, сколько я буду получать потом. Потому что, как я уже говорил в начале, что в крупных компаниях есть несколько этапов собеседований, когда просто рекрутер вам звонит и коротко про что-то спрашивает, и вы его спрашиваете. И второй этап собеседования, к примеру, уже с руководителем непосредственно, который тоже и про зарплату говорит. Потому что в компаниях есть определенный бюджет на вашу вакансию. Например, они готовы... Почему некоторые компании скрывают, например, вакансию, точнее зарплату, по многим причинам. У них может быть бюджет 100 тысяч рублей на вашу вакансию. Он вас прособеседует, начальник, поймет, сколько вы хотите, вы назовете, например, 80 тысяч. Он понимает, что вы хороший специалист, до 100 пока не дотягиваете, но он готов вас взять и вот этими 20 тысячами потом вас мотивировать. Вы можете сказать, что да, я готов вам заплатить 80 тысяч рублей, и, возможно, еще премирование, либо повышение заработной платы через какой-то промежуток времени до 100 тысяч рублей. Такое еще возможно. А IT-компании, например, зачастую не указывают заработную плату. Здесь тоже связано с тем, что скиллы очень разнообразны у соискателей, плюс бюджеты постоянно у них скачут, да и мода такая почему-то в IT. В Иннополисе мы общались с IT-компаниями на эту тему, они все считают это модным, не указывать заработную плату. Хотя мы, как HeadHunter, против того, чтобы заработную плату работодатели не указывали, потому что это их показатели тоже очень сильно падают, когда выдача идет вакансий. Все, да? Подходите. Как я уже сказал, готов ответить на вопросы еще здесь буду. Как раз в таймер мы уложились, целый час мы здесь с вами общались. Спасибо вам большое, что были здесь сегодня с нами. Онлайн привет, если еще здесь, как я уже сказал, соцсети, почта открытые, пишите, не звоните, всегда рад ответить. Все, спасибо. Сейчас я приглашаю сюда Ольгу Крылову. Она как раз таки нам расскажет о том, как проходить собеседование. Очень хороший тандем тогда у нас получается. Мы со стороны HeadHunter общими мазками. А с другой стороны. Да, то с другой стороны вам расскажут. Здравствуйте, уважаемые друзья. Давайте, я так понимаю, что вы целый день учитесь, да? Здравствуйте, уважаемые слушатели, кто нас смотрит в прямом эфире. Я предлагаю вам сейчас выйти из комфортной зоны, поднять свое тело и пересесть куда-нибудь на, например, вот эту часть пересядет на эту сторону, а это на эту сторону. И так мы немножко встряхнемся, правда же? Давайте. Вот, отлично, отлично. Видите, как надо иногда даже в таком варианте выходить из комфортной зоны. Убирайте свои рюкзаки, убирайте свои телефоны, внимайте и слушайте, если вам нужна будет эта презентация. А я думаю, что она вам будет нужна. Я думаю, организаторы, я не против, а если организаторы не против, то подходите или у меня ее спросите, или я вам ее отдам. Я вижу, что даже знакомые лица какие-то, да, собственных талантов, может быть, кто-то уже меня слушал, да, я поэтому на вас ориентируюсь. Здравствуйте, коллеги, если кто-то нас смотрит из университета талантов, передаю лично большой привет. Ну что, на самом деле очень логичное продолжение. Вот мы сделали резюме, и что дальше делать? Да? Вдруг нам звонит потенциальный работодатель и хочет пригласить нас на собеседование. Он прям жаждет, увидел у вас какой-то эксклюзив, прям совершенно замечательный. Вам там комфортно? Нормально? Комфортно? Вот. И вдруг коленочки затряслись, потому что вы видите, что компания, она достаточно интересная, да, опыта собеседования проходить нет, что делать, да? Вот, что делать? Вот давайте-ка я у вас сначала спрошу, скажите, у кого есть этот опыт прохождения собеседований на территории компании? Раз.
4, 5, 6, 7. Ага. Остальные, которые руки не подняли в аудитории, а вы как? Еще не проходили? Да. А кто планирует проходить собеседование дальше по жизни? Раз. А те, кто не подняли, вы планируете эти собеседования проводить? Да. А почему нет? Да? Карьерные возможности дают. То есть люди делятся, в моем понимании, на две категории. Одни, которые проводят собеседование сами и собеседуют других, да? Вот. А есть люди, которые ходят на собеседование. Вот. Наверное, вот эта информация будет пригодна, наверное, для тех, кто будет в дальнейшем проводить и организовывать свой бизнес, потому что сейчас все чаще и чаще молодежь уходит именно в карьере в свой бизнес. Вот я, например, хожу не в качестве рекламы на один шикарнейший марафон по спортивной нагрузке, и девушка ей 20 с небольшим лет, она уже 6 лет ведет свой бизнес очень успешно. Да? Вот она точно уже проводит собеседование сама и уверена, что ни разу в жизни собеседование не проходила. Ну, давайте тогда посмотрим, как же ему успешно пройти. Почему? Следующий слайд, пожалуйста. А как у вас это работает? Самой нажимать, да? Давайте, чтобы есть подсказочка. Почему я вам об этом сегодня рассказываю? Ну, во-первых, я много раз проходила собеседование сама. От маленьких региональных компаний до крупных международных компаний. Собеседования были и в один этап, и в несколько этапов, и за неделю принимали решение о найме, и за несколько месяцев принимали решение о найме, поэтому у меня опыт уже такой солидный. Вот. Потом я много раз проводила собеседование сама. И не только потому, что я была нанимающим менеджером, тем самым, когда вы минуете рекрутера, вы попадаете в руки нанимающего менеджера. Тот самый, который называет зарплату, говорит условия труда, стервозничает, да, смотрит на вас очень пристально вообще, подойдете вы в команду или нет. Если рекрутер вам скажет, что да, вы классный, то нанимающий менеджер так посмотрит, нет, не нравится, там очень много субъективного. Но я не только была нанимающим менеджером, я еще работала в кадровом агентстве и продолжаю эту работу, поэтому я провожу собеседования практически каждый день в онлайне и очно. Поэтому могу сказать, что является успешным, наверное, а что неуспешным. Но все равно это будет мое субъективное мнение. Потому что каждое собеседование, оно, знаете, это как вот картина, да, то есть, как калейдоскоп. Оно может вот так пойти, а может вот так пойти. Поэтому я сейчас руковожу частным кадровым агентством, и наш проект называется «Центр управления карьерой». Я как раз являюсь действующим рекрутером и действующим карьерным консультантом. Поэтому вот вопросы задавали, да, может ли такой человек помочь вам создать резюме, помочь найти достойную работу, помочь подготовиться к собеседованию, да, двигаться на рынке труда. Это, наверное, как раз вот есть такая моя команда и все люди, которые сейчас достаточно профессионально работают в рамках карьерного консультирования. А может быть, кто-то из вас будет двигаться в этом направлении в рамках помогающей профессии, потому что запрос на эту профессию достаточно растет. Как на запрос на рекрутеров хороших, так и на запрос карьерных консультантов. Вот. И я еще пишу статьи в доцентре. Если вы хотите продолжить вообще получить чуть побольше информации, смело набирайте Ольгу Белова доцентра, и вы увидите различные статьи, там уже достаточно много материалов, которые расширят ваше понимание, как двигаться на рынке труда. Это абсолютно такой благотворительный проект для того, чтобы просто рассказать о своей практике. Следующий слайд, пожалуйста. Эти вопросы я уже увидела у предыдущего спикера и считаю их действительно очень важными вопросами. Поэтому если мы вдруг хотим сами, да, куда-то постучаться, не через HeadHunter или нас куда-то пригласили, в первую очередь надо ответить на эти два важных вопроса. Это почему я хочу работать или проходить стажировку в этой компании. И почему на работу должны взять именно меня. Вот если вы внутри для себя ответите на эти вопросы, или вообще накануне кому-нибудь прям позвоните и расскажете ответы на эти вопросы, да, то вам намного легче будет проходить любое собеседование. То есть почему вопрос причины, почему я хочу в эту компанию и почему на работу должны взять именно меня. Я очень люблю этот вопрос задавать сама на собеседование. Я всегда спрашиваю, а почему вы думаете, что именно вы справитесь с этой позицией в нашей компании лучше других? И вот это, наверное, самый главный секрет прохождения на собеседование. Когда люди приходят, они думают, что его сравнивают
сравнивают с ним в прошлом, да, или его сравнивают с ним же, но в неуверенном состоянии. И как-то надо так себя повести, так проявить себя уверенно, чтобы меня взяли. На самом деле, уважаемые кандидаты и соискатели, знаете, с кем вас сравнивают? Совершенно верно. Как вас зовут? Данил? Да, вот Данил прав. С другими кандидатами вас сравнивают. То есть сейчас идет очень жесткая конкуренция. И если вы сами для себя в эту игру не сыграете, да, то вы уже проиграли. На самом деле, еще можно на собеседование не ходить. Потому что я вам, как действующий рекрутер, могу сказать, что сейчас на самом деле рынок кандидатов. С одной стороны это плюс, с другой стороны это минус. Что такое рынок кандидатов? Как вы это понимаете? Больше предложений кандидатов, чем спроса. Еще раз. Больше предложений от кандидатов, чем спроса. Совершенно верно. Кандидаты стали разборчивые, они имеют на руках хороший кандидат, несколько предложений от компании. Поэтому сейчас очень удобное время подготовиться, подать себя на конкурентной среде. Несколько лет назад, когда вот еще до пандемии, это был рынок работодателя. Кандидатов полно, я могу выбрать кого угодно. Сейчас ситуация немного меняется, мы это хорошо очень видим. Поэтому особенно в конкурентной среде трудно новичкам. Да? Вот, ответьте на эти вопросы, и мы идем дальше. Да? Что нужно сделать? Как подготовиться? Это еще мы делаем до того, как мы пришли к реальным людям, к реальным работодателям, к реальным рекрутерам, которые будут вас беседовать. Неважно. Да? Нам нужно изучить отрасль, в которую мы идем. Обязательно. То есть как потом нужно изучить основных конкурентов этой компании. Потому что, возможно, иногда так бывает, что на самом деле конкурент это интереснее даже вашего работодателя. Нужно узнать уровень заработных плат по отрасли или в этой специализации, потому что может прийти девушка, например, на позицию администратора, и я ей спрашиваю, а что вы умеете делать? Я только закончила вуз, хорошо печатаю на компьютере, а сколько вы хотите денег? Ой, я хочу не менее 80 тысяч рублей. Что я на это не скажу? Да? Явно, что девушка не посмотрела уровень заработной платы администратора. Конечно, может быть, это какой-то там, не знаю, выдающийся какая-то, да, но я точно вам скажу сказать, что таких денег у простого администратора-секретаря точно нет на рынке труда. Дальше нужно посмотреть вообще, что происходит на рынке, как это сделать, да? Кто вообще руководит компанией. Благо дело, на сайте компании сейчас есть все, даже имена рекрутеров и имена руководителей. Можно набрать любого генерального директора и узнать вообще, что о нем пишут, что пишут об этой компании. Да? Есть оценка людей, которые работали в этих компаниях. Все можно почитать сейчас на самом деле в интернете, собрать большую аналитическую справку. И это очень важно, идти не с иллюзиями, да, что вот меня сейчас возьмут, эта компания там крутая, вот, а идти прям с пониманием, куда вы идете. Во-первых, это пригодится вам на самом собеседовании, поможет вам создать вопросы. Мы сейчас до этого еще дойдем. И посмотреть можно даже корпоративную культуру компании. Вы знаете, я очень люблю, как я изучаю рынок, я не только смотрю там на исследования рынка труда, они доступны. Все консалтинговые компании, в том числе и кадровые агентства крупные, они делают обзоры рынка труда и заработных плат. Смело набираем в поисковой строке обзор рынка труда и заработных плат, например, Антал, компания Антал, в которой я раньше работала, и подписывайтесь, и вам бесплатно пришлют целое направление, и вы будете понимать, да, что вообще происходит на рынке труда кандидатов. Но не только. На самом деле я очень люблю подписываться на соцсети различных компаний. Вот сейчас у меня фишка, я прям подсела на стек. Это тоже не в качестве рекламы, но, мне нравится, как они ведут соцсети, они выкладывают ролики, какая у них корпоративная культура, какие там молодые ребята, что происходит, знаете. И я сейчас думаю, вот если бы я была бы мало, уже я бы, наверное, пошла в стек работать. И все потому, что я просто, мне нравится, да, вот оно. Бренд работодателя как идет, и можно даже, например, позвонить кому-то там из друзей, узнать знакомых вообще, что происходит внутри компании вообще. Да? Или можно посмотреть, зайти в качестве работодателя, посмотреть на HeadHunter, что происходит, откуда сейчас больше всего кандидатов. Вот мы сейчас работаем с одной финской компанией и подбираем торговых представителей в эту компанию в городе Новосибирске, в городе Москва, Санкт-Петербурге и в Казани. И в Новосибирске мы увидели, что сейчас буквально за 2-3 дня на HeadHunter вышло очень много ребят из DHL. Значит, DHL что-то не в порядке, да? Значит, DHL, люди бегут из DHL, и что-то происходит. Там, знаете, да, крупная курьерская компания. И вот можно выводов этих сделать очень много. Главное правильно смотреть и главное понимать, да, куда вы смотрите.
И, безусловно, нужно очень внимательно изучить требования к вакансии самого работодателя. То есть не просто там, что там дают, какие плюшки, да, там что там, машину, ДМС там или что, какая зарплата, а прям буквально функционал посмотреть. Как правило, вакансия может быть написана очень легко, ну там очень привлекательно. Я бы еще, ну, например, если нам нужен какой-то sales-инженер, например, продающий инженер, да, я беру и не просто вакансию читаю, я набираю в интернете обязанности sales-инженера вообще, что он делает. Да, и смотрю на разные чат-порталы, и на самом деле это сильно помогает и расширяет свое представление, что от тебя еще потребуют в этой должности. Да? А сейчас же у нас работодатели хитрые, они же набирают одного человека на одну позицию и хотят, чтобы он выполнял несколько функций. Это вам поможет как раз вот отделить, да, мух от котлет в этом плане. Ну давайте, вот с этим понятно? Обзор рынка заработных плат, различные статьи, порталы, ходите на HR-ские конференции. Подпишитесь на несколько групп прям внутренних HR-ов. В Фейсбуке их очень много, профессиональных, хороших. У нас в Казани проходит раз в квартал очная конференция HR, где рассказывают о тенденциях рынка труда. Вы спокойно можете зарегистрироваться, прийти на открытые бесплатно, проходят в эти парки. То есть и тогда вы будете понимать. Кстати, там же можно познакомиться с большим количеством различных менеджеров по подбору, да, законтрактиться, потому что ивент наше все. Вот. Если честно, не в обиду будет сказано предыдущему коллеге, HR сейчас очень любит HeadHunt. И очень многие кандидаты жалуются, потому что нет откликов на их резюме. А я вам скажу секрет, потому что каждый отклик стоит денег. И деньги это очень приличные. И каждая компания будет экономить. Поэтому вот то, что вы сейчас сидите на мероприятии, если вы еще друг с другом не познакомились, познакомьтесь, возьмите друг у друга телефоны. Ивент сейчас делает очень много, потому что самые лучшие вакансии находятся именно по теплому контакту. Понятно, да? Условия. Ну, это другая тема. Следующий момент. Переключаем слайд. Переключаем слайд. Переключаем слайд. Спасибо большое. Вот, как подготовиться? Смотрите, я тут целый список написала. Вот вы говорили о резюме ли только, да, предыдущем? Ну, давайте тогда проверим ваше понимание. Как вы думаете, вот на какие вопросы должно ответить резюме? Их всего два. На какие два главных вопроса должно ответить ваше резюме? Ой, лес рук прям вообще. Может быть, кто-то в чате нам отвечает у нас. Ага. Так. Еще раз. Ага. По какой специальности мы можем с вами сотрудничать? А вот первый вопрос вы задали. Что ты можешь? Правильно, что ты вообще можешь делать? Да? Это вот, скорее всего, второй вопрос. А первый вопрос? Кто ты такой? Совершенно верно. Кто ты такой и что ты можешь делать? Вы запоминайте, это знаете, как вот по телефону. Звонит вам вечером незнакомый голос. И что-то начинает говорить. Первый вопрос у нас какой? Ты кто? Да? Он дальше представляется, дальше начинает говорить. Второй вопрос какой? Что надо? И вот здесь также резюме должно отвечать на два вопроса. Но это всего полдела. Да? А если в резюме не о чем писать? Вот не о чем. Вот вы работали там 3 месяца где-то на стажировке, да? Какое будет большое резюме, правда? На полстраницы нацелено, да? Какой вывод может сделать человек из этого резюме? Придумывать, конечно, нельзя. Пишем исключительно правду, да? Тогда мы что можем написать? Эссе, подождите, эссе. Что такое эссе? Кто знает? Такая школьная программа писали? А? Или что такое эссе? Как бывшая школьная учительница, да? Да, свобода, совершенно верно. Вы говорите, как вас зовут? Ленария. Замечательные имена сегодня. Это рассказ о себе в свободной форме, который рассказывает причинно-следственные связи. Здравствуйте, меня зовут Белова Ольга, мне 49 лет. Знаете, когда-то я закончила школу, потом поступила в университет и поступила сразу на романо-германское отделение. Почему? Расскажу. И вот в таком духе. В школе я была старостой, да, а потом в университете я была еще комсоргом, да, и вот это же в резюме не напишешь. За кого ты там отвечала, да? Кто-то по общежитию главной была. А вот в эссе об этом все можно написать. И я вам скажу, если вы пришлете работодателю или в HeadHunter прицепите в качестве портфолио резюме и эссе, как вы думаете, рекрутер что больше прочитает, резюме или эссе? Эссе. А если оно еще написано красивым языком, литературно, без ошибок, да, вообще клево.
Учитесь писать эссе о себе. Хотите, присылайте мне, у вас маленькая аудитория, я никак не... Но если вдруг вы захотите, мне будет любопытно его почитать. Сопроводительное письмо еще надо придумать. Вот сопроводительное письмо, оно небольшое, оно пишется к резюме, оно пишется каждый раз к определенной вакансии, чтобы подчеркнуть, что именно на эту вакансию вы подходите. Его нельзя написать раз и вот все. Есть определенный шаблон, он также лежит в интернете, на различных HR-порталах, на различных сервисах, которые сейчас есть. У HeadHunter тоже есть такой сервис, например. Вот. Дальше нужно собирать рекомендательные письма. Вот я, знаете, к сожалению, поздно об этом поняла, но если вы где-то, например, работали у кого-то, или проходили стажировку, или кому-то помогали, попросите рекомендательное письмо в любом формате. Если оно будет на эфирном бланке, вообще отлично. Это будет, вы начнете собирать свое портфолио. И так как резюме у вас маленькое, сопроводительное письмо, рекомендательные письма могут сыграть очень хорошую роль. Помните, да, как в старой древней Англии, я очень люблю старые английские детективы, там без рекомендательного письма ни одну корочку не возьмут на работу. Помните, да? Вот и с вами такое может случиться, что вас без рекомендательного письма не возьмут на работу, а кто-то вас порекомендовал, и уже красота. Да, мы это практикуем, кстати, в Всемирный фонд фундации молодежи после каждого проекта. Вот, совершенно верно. Вот все, кто сейчас принимал участие в организации этого проекта, да, вы спокойно, вот видите, вот у нас целый день работает человек, да, целый день работает человек. Обязательно возьмите рекомендательные письма, да, от организаторов этого форума. Портфолио, это очень, готовить его нужно не один день. Вот я сейчас участвую в одном конкурсе, и мне нужно было собрать свое портфолио, представляете, да, за практику. Я его писала неделю, я вытаскивала все фотографии, там что-то сочиняла, там мне получилось 50 страниц. Там подробное нужно портфолио. Портфолио, на самом деле, форма портфолио, может быть, вот здесь вот ваша фантазия может разыграться, и, пожалуйста, да, вот рассказывайте и говорите, вот участвовала в форуме, раз ручку приложила, да, что делала, да. И это тоже очень интереснейшая форма, особенно если вы, например, шьете или занимаетесь дизайном, если вы SMM-менеджер, не ленитесь собирать портфолио, потому что оно сыграет очень большую роль. Резюме, оно не раскрывает ваше качество, да, портфолио может раскрыть. Сейчас очень, кстати, популярно, и я натыкаюсь, когда ко мне приходит резюме молодого человека, сразу идет ссылка на сайт. То есть создается сайт одностраничный, кто я, что могу делать, в каких участвовал, вообще шикарнейшее такое индивидуальное резюме, которое лежит на, сейчас может, не знаю, мой племянник на 10 лет может сделать себе такое резюме, ей-богу, да, возможностей много. Ну и, безусловно, нужно еще подготовить устную самопрезентацию. Вы можете, конечно, прийти с бумажками, надушиться, одеть костюмчик, красиво сесть, побриться, да, но если вы не можете рассказать о себе, то что будет? Лучше бы рот не открывал, говорит рекрутер, да? Такой красивый, да? Лучше бы рот не открывал. Поэтому очень важно подготовить устную самопрезентацию. Наверное, это самая большая часть подготовки к собеседованию. Как вы думаете, у рекрутеров, работодателей, какой самый любимый вопрос на собеседовании? Кто по знаку зодиака? В моей истории рекрутинговой практики был только один запрос, когда работодатель в заявке отдельно прислал: нам нужны только львы. Я такая: Олеся Владимировна, это что? Это же не по закону. Нам нужны только львы. Она это обосновала, знаете. Нет, конечно же, никто по знаку зодиака. Спасибо за такую минутку смешинку, но на самом деле самый любимый вопрос. А есть еще варианты? Самый любимый вопрос от работодателя какой? Семейное положение. Семейное положение? Ой, это... Если вас спрашивают о семейном положении, или рожали ли вы, да, замужем ли вы, собираетесь ли вы там в декрет, бегите от таких работодателей. Правда. Прям для меня это... На самом деле, самое... Расскажите мне о себе. Самый любимый вопрос, который даже вопросом и не является. Ну, расскажите о себе, что вы там, да? И вот тут вот начинается, да, вот я родился в роддоме номер 3, да, нет, конечно же, да, поэтому вот, что же говорить в устной самопрезентации? Давайте разбираться, да, следующий слайд давайте. Вот еще такой важный момент в устной презентации, мы вернемся, да? Вот, очень важный такой момент, то есть сколько было случаев, когда человек проваливал свою карьеру и не попадал там в крупные компании, когда просто
накануне очень переживал и не спал. Представляете, в каком состоянии пришел, да? Или вот очень вам рекомендую прямо отдельно, когда вы идете на собеседование, и вы знаете, что, в принципе, ваше резюме видели, вы отвлекались и так далее, нужно все равно распечатать с собой резюме. Распечатать сопроводительное письмо, если есть портфолио, вы тоже распечатать лучше. Почему это думать? Как вы думаете? Во-первых, перестраховка, во-вторых, мало ли, зависнет компьютер, да, или что-то рекрутер захочет что-то там подчеркать. Почему? Да, совершенно, что он готовил, что вы готовили, что... А почему 2-3, как вы думаете? Я испачкалась. Да, может испачкаться, да? Чихнешь на нее. Ой, блин. Совершенно верно. На собеседовании, на первом собеседовании может прийти сразу 2 человека. И тогда, да, один будет смотреть другой, то есть вы таким образом создаете, располагаете сразу к себе. Пусть будет несколько экземпляров. Знаете, было такое, что я попала в очень крупную компанию только потому, что я случайно встретила человека на улице Баумана, у него была вакансия, и там через неделю я уже была на стажировке в Москве. Вот если бы у меня было резюме, я прям вынула его прям с кармана и подала Татьяне Борисовне. Вот все. Это бы случилось бы еще раньше. Поэтому мы не знаем, где встретим вот эту ситуацию, но быть готовым к этому надо. Причем лучше всего, чтобы это не было вот так, да, как один молодой человек. Ну я же распечатала, стоит эту бумажку, на стол. Надо понять, что папочка красиво там, да, и так далее. Очень важно изучить собственное резюме. Почему я этот клик поставила, как вы думаете? Совершенно верно. Чтобы понимать даты изучите, да, как название вуза правильно звучит, название факультета правильно звучит, название вашей специализации будущей и так далее. Потому что иногда могут вас спросить, а вы так, не без того волнуешься, да, начинаешь листать, где это, да, где, что это, сейчас, подождите секунду, да, нет, надо действительно изучить, чтобы понимать хронологию, да. Нужно построить маршрут, о чем это я. Ну, например, если вы едете на очное собеседование, а офис находится на другом конце города, а у вас нет машины, и вы там едете на транспорте, если вы еще не казанский. Вот я об этом, да? То есть приехать заранее, но заранее понимать, где что находится, да? Вот. Рассчитать время, потому что поиск офиса, дорога. Я об этом прям специально вам пишу, потому что у меня очень много случаев было, когда работодатель отказывал моим кандидатам только потому, что кандидаты опаздывали на первое собеседование. Хотя у нас в нашем современном мире принято 15 минут запасом, да? Но если вас беседует уже генеральный директор или топ-менеджер компании, он не будет вас ждать. Не будет вас ждать. И поверьте, отказов по этой причине в моей практике было очень много. Я ничего не могла сделать, как рекрутер, доказывая его компетенции. Опоздал, все, не вопрос. Мое время стоит денег. Поэтому подготовьте одежду накануне. Вот есть такой лайфхак. В общем, не надо что-то одно готовить. Вы все погладьте и повесите. А утром встанете и поймете, что вам одеть. Вот. По поводу, как одеваться на собеседовании. Если вы идете в какую-то IT-компанию, где в принципе есть вот casual, можно вот встаньте, пожалуйста, да? Вот идите сюда, вот я вам сейчас ничего, что я вас там на YouTube, что ли, первый раз там показываю. Вот, как вы думаете, нормально вот он оделся в IT-компанию, да? Ну, да, я бы там немножко освежила, да, чуть-чуть подгладила джинсы, почистила ботинки, да, ну, вот плечо, а так, в принципе, это вообще, устал человек в конце, спасибо большое. Вот. А если мы все-таки попадаем в какую-то банковскую сферу или там в продаже, да, если даже мы идем хотя бы в пятницу, да, в пятницу, как правило, принято casual день, мы все равно идем в костюме. В костюме на что обращать внимание? У женщин обращать внимание на ухоженные руки, у мужчин обращать внимание на ботинки. Это правда. На ботинки, на очищенную обувь, на хорошо уложенные волосы. Вот. У нас, мы работали с компанией «Литуаль», и, значит, там было требование, что мы набирали молодых людей, молодой человек должен был прийти на собеседование обязательно в костюме. Нам приходит вот такой вот молодой человек, и у тебя костюм есть? Нет. Ну, я организую. Я говорю, ну ладно, давай. Значит, присылает нам фотографию к резюме, которое мы собираем для «Литуаля». Он просто что сделал? Он пришел в магазин, купил себе костюм, не купил, надел костюм, сфоткался с биркой и прислал. Вот, креативный, хоть бирку бы спрятал, мы потом ее стерли в фотошопе и отослали. В принципе, нормально. То есть, такие вещи, они тоже очень важны для разных компаний. Порепетировать самую презентацию, мы об этом уже говорили.
Но обязательно продышаться, то есть вот дыхание наше все, то есть если вы прям сильно волнуетесь, то прям лучше прийти пораньше, прежде чем зайти в кабинет, выдохнуть, да, или попить водички. Ну, дальше, двигаемся дальше. Как это может быть? Вот прям вот я вам рассказываю, да, что происходит на стороне работодателя. То есть собеседование может длиться на самом деле от 15 минут до 2 часов. Вот кто проходил собеседование? Сколько у вас длилось собеседование? 5 минут, 30 минут. Ну, это хороший такой формат. Час, тоже неплохой формат. Вот знаете, первый вопрос, когда мой кандидат уходит, как от рекрутера мой кандидат уходит на собеседование к работодателю, все прошло, я потом звоню и спрашиваю, сколько длилось собеседование? Ой, говорит, минут 10. Я такая, так, не понравился. Вот, понятно, да? О, 1,5 часа. Так, что-то чересчур он его мучил, что-то не то. Да? Поэтому очень важен такой показатель. Иногда вот эти там 1,5-2 часа вас могут сразу показать нескольким человеком внутри компании. Ну, например, рекрутер посмотрел, да? Руководитель отдела по персоналу посмотрел. Тут же нанимающего менеджера вызвали. Говорит, смотри, нашли тебе классного чувака, давай побеседуй, пока ты в командировку не уехал. И ты вроде шел всего лишь познакомиться с компанией, а тебя тут же побеседовали и спрашивают, когда вы можете выйти к нам на работу. Такое тоже бывает. Надо быть готовым. Поэтому интервью это может быть 1 и 3. И вот здесь вот очень важно, конечно, если вы идете первый раз в компанию, там сидят 2-3 человека, это тяжело. Это прям вот надо тренироваться, устанавливать контакт с каждым, да, и к каждому обращаться, но как правило, когда я своим клиентам говорю, не надо собирать комиссию для проведения собеседования. А то бывает так, человек пришел, вот они сидят за столом, вот так вот раз, два, три, и человек здесь сидит, и ему задают вопрос, я говорю, вы что устраиваете? Да? Безусловно, я могу иногда повлиять на своих работодателей и сказать, что давайте тет-а-тет, да, и будет комфортно, понятно, но бывает и так, что устраивают целую комиссию, вы приходите и на вас смотрят, как смотрели. Это, конечно, но вы должны психологически быть к этому готовы. Да? Как я уже говорила, бывает 1 или несколько этапов, и у меня кандидаты там, в одну компанию несколько месяцев проходили собеседование, они уже за это время получили несколько офферов от других компаний, совсем недавно у нас был кейс, прям вот осенний, он уже поработал в другой компании, вот, но когда ему все равно прислали предложение о работе, он, конечно же, потому что компания круче, и он, конечно же, уволился, опять перешел. Даже такое бывает. Представляете? Поэтому не поняли еще на рынке, что хороших кандидатов надо брать быстро и принимать решения быстро. К сожалению, такое место еще имеет место быть. Что делать, если вы прошли собеседование, но вам не дают ответа? Как вы думаете? День проходит, 2, и он не звонит. Знаете, как это после свидания, да? А он не звонит. Что делать? Сидит, накручивает себя. Я не подошел, я не понравился, или она меня бросила. Что делать? Не навязываться. Естественно, там на следующий день, но все равно какое-то соучастие должно быть. Как будто бы, если ты отпускаешь повестку, то человек может не заинтересован. Отпускаешь повестку, может быть, не заинтересован. На самом деле, на первом собеседовании нужно прям договариваться. Это один из вопросов, который вы должны будете гадать. Когда я смогу получить обратную связь? Если вам говорят скоро, мы применяем технику уточнения скоро. Это примерно через сколько? Через неделю, через 2 дня. Правильно я вас понимаю, что вот сегодня у нас 13-е, где-то к 15 числу я могу получить от вас обратную связь. То есть если вам человек не отвечает на вопрос, прям, да, то есть это тот вопрос, который вы можете напрямую задать своему работодателю даже на первой встрече и зафиксировать дату самостоятельно. И когда вам не звонят после 15 числа, у вас появляется моральное право написать, позвонить и сказать, так, мы с вами договаривались, где мой ответ. И я вам по секрету скажу, если кандидат такой настойчивый и так по-деловому себя ведет, у него шансы, как вы думаете, возрастают, совершенно верно, да. А если мы набираем человека в продаже, например, вот, мы понимаем прекрасно. Поэтому чуть фишку, да, о чем это? Но это ведь принцип именно из продаж, правильно? Это ведь принцип именно конечно же, я вам больше скажу, что проходить собеседование – это продажа чистой воды, потому что ты продаешь себя. Если даже вы к этому не привыкли, слово «продажа» вам не нравится,
В общем, выкините свои подозрения на эту тему, потому что это большая социальная игра. Самое главное — пройти девочку-рекрутера или там, женщину-рекрутера или кого-то там еще, сыграть в эту игру, успешно попасть в компанию, начать делать свою карьеру. У меня есть цель, я к ней иду, и я буду играть в эту игру. Понятно? И когда мы подготовимся к собеседованию, да, даже самые стеснительные люди, они все равно идут и делают самопрезентации, делают прически. Да, Даня, вопрос? Прям очень хочется вас в компанию 3 раза пробовать, если Можно. Можно. Вот на HeadHunter откликнулись, нет откликов. Идите на сайт, откликайтесь напрямую. На сайте не откликнулись, если офисы компании есть, трудно, что ли, сесть в автобус и привезти резюме? А? Можно. Можно, были такое. Потому что вот я как рекрутер точно могу сказать, каждые 3-4 месяца у человека ситуация жизненная меняется. Точно так же меняется ситуация в компании. Каждые полгода меняются сотрудники. Вот мы начали работать с одним коммерческим директором. Через полгода этот коммерческий директор ушел в другую компанию. Что думаете? Там люди сидят, что ли, на месте? Пробуйте. Настойчивость иногда она оправдывает. Другое дело, что если у вас реально не хватает компетенции, например, вы хотите пойти на электроконструктора, а у вас образование филологическое. Ну куда? Идите учитесь, вам скажут, а потом приходите, вот тогда можно. Да? Ситуации бывают всегда разные. Ну и вот то, что я вам говорила, сейчас очень любят использовать различные тесты, тесты онлайн, ассессмент-центры, вам могут дать решение кейса, это очень популярно. Кейс слово понятно? Вам дадут какое-то задание, да, презентацию, чем быстрее лучше вы его решите, и чем быстрее вы пришлете в компанию, тем больше вы конкурентоспособны. Вот в этом плане. Ну что, двигаемся дальше, поэтому есть вопросы? Но у вас еще будет возможность вопросы позадавать, так что двигаемся дальше, да? Окей. Так, главный вопрос, что говорить, как себя вести. Поехали. Что говорить? Значит, давайте разберем первый классический вариант резюме, первый классический вариант собеседования, где владельцем этого собеседования является интервьюер, тот, кто вас, берет у вас интервью, условно, да? Иногда собеседование так называется, пройти интервью в компании. Как правило, оно должно идти от 40 до 60 минут, потому что я считаю, что профессиональный HR не может сделать правильный компетенции кандидата, если он его беседует меньше 30 минут. Опытный HR-менеджер. Что уже говорить о начинающих HR-менеджерах. Поэтому 40-45 минут достаточно для того, чтобы человек расслабился, начал говорить о себе хоть немножечко правды, установил с вами контакт, перестал бояться, и тогда мы видим его действительно настоящим. Да? Оно состоит, вот, например, из таких этапов, классический вариант. То есть сначала идет представление, рассказ о себе. Как правило, идет вопрос: расскажите немножко о себе. И вас слушают внимательно 5-7 минут. Бывает такое. Дальше ответы на вопросы работодателя. То есть работодатель задает массу вопросов. Я вам покажу, о чем примерно могут спрашивать. А это как? Открывает резюме, прям по резюме начинает гонять. А здесь вы где были? А почему вы на этот факультет поступили? А почему стажировку такую выбрали? Ага, сколько вы работали? А что вы там делали? Да? И вы прям идет такой прям типа допроса, на который вы прям начинаете отвечать. Дальше очень важный момент, вы видите вопросы работодателя. Да? Иногда этот пункт сам работодатель пропускает и говорит: ну хорошо, вы правда все поняли, и вы свободны, до свидания. Вот тут в этот момент вы должны достать блокнотик и говорить: подождите, это еще не все, у меня есть к вам вопросы. Прям достаете блокнотик, и с блокнотика начинаете читать эти вопросы или с телефона. Понятно, да, история? То есть обязательно есть этот этап. И вот вопросы хотя бы, когда я получу обратную связь? Вопрос? Поэтому что кому можно задать, я вам сейчас вот все распишу, тут тоже на слайде у нас есть. Поэтому вот этот вот могут запросто пропустить или забыть, или вам даже не дать такую возможность. И сказать: все, у меня время закончилось, у меня следующий кандидат, давайте в следующий раз. Когда я смогу задать вам эти вопросы, я смогу прислать их по электронной почте, вы их прочитаете, можно вашу электронную почту или ваш личный номер WhatsApp, чтобы я могла задать вам эти вопросы. Понятно, да? Естественно, что вопросы по ходу дела придумывать очень сложно. Вы должны придумать когда? Заранее.
Например, насколько стабильна ваша компания, насколько стабильны ваши люди, кто является вашими клиентами, мне это очень важно. Какие у меня есть перспективы на вашей работе. Если рекрутеры или работодатели отказываются отвечать вам на эти вопросы на первом собеседовании, да, делайте просто для себя выводы. То есть, если сейчас скрывает какую-то информацию, что же будет потом. Да? Поэтому и зависит от вашей активности, насколько раскроется работодатель на первом собеседовании. То есть, смотрите, с одной стороны, и этот классический вариант ведет, владельцем процесса является кто? Работодатель, но вы вставляете свои 5 копеек. Понятна эта история? И вот закрепление договоренности. Правильно я понимаю, что 15 числа вы мне уже будете готовы дать первичную обратную связь. Мне это рановато. 17-го устроит вас? Понятно, да? Это нормально совершенно. Вот. За этой структурой собеседования следит интервьюер. И на самом деле их обучают рекрутеров проводить собеседование именно так. Но бывает и другой вариант собеседования, когда идет непредсказуемый у нас сценарий, и что мы делаем? Оно начинается, как обычно, представление, рассказ о себе, ответы на вопросы работодателя, да, и здесь самая за структурой собеседования следит кандидат. На самом деле все эти этапы есть, но этот непредсказуемый вариант может пойти абсолютно очень эмоционально в другую сторону. То есть, если в первом случае вы даете направление интервьюеру кандидату, то здесь руководите собеседованием вы. И здесь очень важно вопрос работодателю прям позадавать, да? Закрепить договоренности. Вот этот непредсказуемый вариант может быть вообще провокационный, потому что вывести вас из себя специально, например, да? Поэтому непредсказуемый вариант может вообще закончиться через 2,5 часа, может быть через 10 минут. Да? Если 10 минут прошло и вы закончил собеседование, скажите, а можно я еще о себе расскажу, покажу вам свое портфолио? То есть понимаете, такая ошибка рекрутера, когда он 15 минут поговорил и сделал уже выводы про вас. Это неправильный вывод, правда. Останавливайтесь, двигайтесь дальше. Понятно, да, история? Если вы видите, что вам не дают сказать, если все пошло не по плану, если тогда берите направление в свои руки и настаивайте, чтобы вас выслушали, вашу подготовку, вашу самопрезентацию, чтобы оставили документы. Это понятно, почему непредсказуемо и непредсказуемо? Так, двигаемся дальше. Я вам здесь написала несколько таких, да, как можно рассказать о себе. Вообще, по идее, как мне сказали, должен быть мастер-класс, и по идее было бы неплохо сделать практику. Я не знаю, найдутся ли у нас смельчаки такие, которые прям возьмут и расскажут сейчас о себе с моими подсказками. Как вы думаете, сколько должен длиться рассказ о себе? Максимум 3 минуты, да. Написано, видите, я вам все рассказала. Например, можно рассказ о себе. Я хочу работать в вашей компании, потому что, получив эту должность, я смогу. Давайте хотя бы. Получив эту должность, я смогу. Любой придумайте, что вы сможете. Давид. Реализовать проект. Да, вести эффективные коммуникации с сотрудниками, я это умею, да? Или, например, применить на практике знания, которые я получила в университете, например, да? У меня есть опыт стажировки, да, в вашей отрасли, я делаю вот это и это. Я считаю себя очень дисциплинированным человеком и работоспособным. Я думаю, что в вашей компании нужны такие люди, как я. Понятно, да? Вот запишите себе вам ДЗ, да, такое. Прямо здесь продолжить каждое предложение. Очень трудно бывает продолжить моя цель. У вас есть цель, спрашивают иногда. А какая у вас цель на будущее? Что вы собираетесь делать через 2-3 года? Где вы будете? Сработать, что с ним вы будете делать? Посмотрите. Зачем вам деньги? Чтобы потом не работать. Видите, да, здесь нужно соблюсти такую социальную, скажем так, с одной стороны, нужно дать социально желаемый ответ работодателю, который он хочет слышать, потому что, знаете, любимая характеристика работодателей мне нужен кандидат с горящими глазами. Я говорю, подождите, это как? Какие компетенции? Нет, чтобы глаза горели. А как вы понимаете, что глаза горят? Поэтому я вам говорю,
унылых людей, которые не улыбаются, у которых не горят глаза, вот, Дамир, да, вообще горят глаза, такая вот, у которых не горят глаза, нет улыбки, которые сидят хмуро и не рассказывают, что он хочет добиться через 2 года, таких людей не примут. Даже если у вас нет цели, если вы идете на собеседование, вы должны ее придумать. Вы должны придумать. Я через 2 года стану классным специалистом, заработаю бабок, обучу кучу людей в вашей компании, причиню пользу вашей компании, да, и выйдете на рынок №1 в этой отрасли. Пусть даже вы еще пока ничего не понимаете, но главное то, что у вас глаза горят, вы хорошо об этом говорите. Понимаете, вас с кем сравнивают, когда вы проходите собеседование еще раз? С другими кандидатами. И иногда, к сожалению, место получают люди, да, менее компетентные, но умеющие себя продавать. И вот это вот очень грустно нам, экспертам, смотреть, когда действительно хорошие должности занимают люди, которые, а почему бы вам, умным, замечательным, интересным, да, с 2 высшими образованиями, да, этого не получить? Поэтому очень, очень важно. Как вам эти вопросы? Прям вот списывайте, берите презентацию, списывайте, продолжайте прям каждую фразу, да, про себя. Если вы найдете какой-то другой лучший вариант, да, пожалуйста. Да? Вот. Я бы еще потом, когда мне такой вопрос задавали, расскажите нам о себе, пожалуйста. Ну, представьте, вот там, я последний раз меняла работу, мне было 45 лет. То есть меня пригласили в международную компанию, и мне задали тот же вопрос. Мне что, всю жизнь рассказывать? Не знаю, сколько. Я в 14 лет начала работать. Естественно, что мне хочется, и я всегда уточняю, какой, вот у вас лежит передо мной мое резюме, какой период моей биографии вам более интересен, да? Что конкретно вы бы хотели услышать. И тогда я очень люблю перехватывать инициативу, вот, и сразу работодатель начинает, мне было бы интересно, чтобы вы раскрыли вот такой опыт. Замечательно. Я беру и раскрываю такой опыт. Кто руководит собеседованием уже? Понятно, да, история? Но в любом случае, даже если вам такой вопрос будет, как-то стрёмно задавать, да, у вас должно быть готово рассказ правда. Знаете, среди ночи вас должны разбудить, вы такие, здравствуйте, меня зовут Ольга, я хочу работать в вашей компании, потому что у вас должен быть этот спич заготовлен. Прям вот реально, вот, не смейтесь, но это факт. Потому что, хорошо, что я вас рассмешила, и вы хоть как-то весело становитесь. Давайте следующий слайд посмотрим. Вот. Значит, вопросы, вот почитайте, пожалуйста, вот эти вопросы, я не буду их зачитывать, и скажите мне, вот почему я их назвала 1-го уровня, как вы думаете, о чем все эти вопросы? Видно все? Все эти поближе, если вы. Ваши планы на ближайшие 3-5-10 лет. Сейчас уже так, конечно, не говорят, сейчас на ближайшие полгода спрашивают, я хотя бы на ближайшие 3 месяца. Но долгосрочная перспектива не отменяется. О чем эти вопросы, как вы думаете? Почему они 1-го уровня? Это вас может. Да, они такие, начальные, да, это что вокруг как бы вас ходят, да, вот. То есть вот эти вопросы, я их задаю моим кандидатам, я их коллекционирую. На самом деле очень многие компании говорят, укажите, в чем вы превосходите других людей, какие ваши сильные стороны. Но этот вопрос рано вуалирует вот прям по-разному, да. Вот как вы сейчас на него ответите? Вроде бы вопрос простой. Расскажите о ваших сильных сторонах. Вот кто-нибудь готов ответить прямо сейчас на этот вопрос? Вот. Интервью. Великина, расскажите о вашей самой сильной стороне. Я люблю общаться с людьми. Ответственно. Ответственно. Вот видите, другие рассказывают. Ответственно. Я люблю общаться с людьми, да? Вот, про нее, да? Да, записывали. На самом деле это очень хорошая вещь. Вот если вы постучитесь ко мне в Инстаграм, я вам пришлю такой чек-лист. Там совершенно мы с одним психологом составили ряд таких вопросиков. Как собрать обратную связь о себе. Такой хитрый способ, чтобы самому не писать эссе. Вы сделаете такой Google-опрос среди своего окружения, вам пришлют кучу замечательных слов, и вот вам, пожалуйста, рассказ о себе. Хороший способ. Да, если вы мне постучите, да, я вам потом сразу в ответ пришлю этот чек-лист, и вы сможете взять его в работу и собирать обратную связь о себе. Видите, да? Одно слово сказала, сколько... Вот на самом деле могут спросить также о вашей слабой стороне. Да? А как вы с этим боретесь? Все говорят, я ленюсь. А что вы делаете с этим? Да? То есть вот вроде они банальные,
но все равно их будут задавать. Да? То есть и нужно как-то оригинально на них ответить, чтобы выглядеть на фоне других кандидатов, которых вы не видите, да? Интересно. Так, вопросы второго уровня. Так, давайте посмотрим. Вопросы второго уровня. Посмотрим. Итак, в чем вопросы? Ага, о чем? Про затруднения видите, да? Как вы себя представляете в этой позиции, да? Да. А тут действительно уже как о профессионале, да? Вот какой вопрос вам показался самым непонятным? Прочитайте. Что не крутится. Вот. Какой вопрос вам показался самым непонятным или самым интересным? Как вы себе представляете работу в предполагаемой должности, например, да? Вот как вы себе представляете день в этой должности? С чего вы начнете? Очень любят говорить. Вот как вы ответите на него, если вы предварительно не подготовились? И у вас есть только какое-то общее представление о работе администратора или модератора соцсетей. Если вы что-то почитали про это, то вы сможете на него ответить. А если не почитали, не познакомились даже внимательно с вакансией, что вы будете придумывать сходу, это сразу видно. Сразу видно. Глаза ушли, человек не готовился. А какие умения нужны на эту позицию, как вы думаете? Если рекрутер начинает вам подсказывать, вот вы любите общаться с людьми, да, вы сказали, да? А вот как вы думаете, модератору нужна вот такая вот... Если она дальше будет молчать и улыбаться, я какой сделаю вывод? Вроде любит общаться, но со мной что-то не общается. Я себе галочку поставлю в чек-лист, да? Напротив минус, да? Вот поэтому обращаю ваше внимание, как важна подготовка к собеседованию. Это даже 70% вашего успеха, на самом деле. Да? И еще вопросы есть третьего уровня. Угу. Это про что? Ага. Я знаю, один есть клиент у нас такой, он вообще не спрашивает, расскажите о себе, про свой опыт. Он присылает задание накануне собеседования прочитать эту книжку, назначает собеседование через 2 дня, например, или на следующий день. И человек приходит, и он с ним 2 часа обсуждает эту книгу. Как вы думаете, что хочет человек понять про кандидата? А? Позицию человека еще. Мотивацию. Мотивацию вообще. Читал он эту книгу, нет, или пролистал, да, или прослушал какую-нибудь аудиоверсию короткую, да? Аналитику, да, смотря какая книга, может это историческая, например, про Древний Египет, вообще не история, да? На самом деле мышление, как человек мыслит. Можно ли с ним о чем-то поговорить, если мы не говорим, например, об управленческой функции, да? Но это таких, к сожалению, к счастью, работодателей таких немного, но вот все-таки вопрос про хобби, про свободное время, про то, что вы делаете кроме обучения, куда вы ходите, вот здесь вот нужно прям вот рассказать, потому что если вы не расскажете, вы уйдете, тут же рекрутер залезет куда? В Инстаграм, и все про вас разузнает. Поверьте, и он сделает, может быть, иногда неправильные выводы, а вы могли бы его, например, настроить на что-то. Или, например, человек в резюме, например, вообще не написал, что любит ухаживать за лошадьми, и каждое воскресенье ездит в деревню Чкалина, Марийской республики, совершенно в добровольных началах, потому что очень это любит, ухаживает за... Как это характеризует человека? И я об этом узнала только задав, например, вопрос, да, и он сам об этом не... Он потому что считает, что это, это мое хобби, оно никого не касается, это мое интимное. Совершенно верно, да. Да, потому что мы нанимали человека, помогающей профессии, она так скромно об этом говорила, да. Или, например, выясняется, что там вот на таких вопросах третьего уровня, если я о чем говорю, если вам их не задавали, сами расскажите о себе такие вещи. Что она была там кандидатом в рыбоплаванию, там, да, в подростковом возрасте, да. О чем это говорит, если у нее такое достижение? Цель, дисциплина, да. Если у вас есть спортивные достижения, вообще какие достижения, научитесь
о них рассказывать. Это как раз вот здесь вот вопросы. И мне очень нравится еще такой вопрос. Чему вы научились, что вы делали в последний раз, как в первый раз? Немножко некорректно здесь, надо поправить. Что вы делали в последний раз, как в первый раз? Можете мне ответить на этот вопрос? Вспоминайте, что вы делали в последний раз, как в первый раз? Чему вы научились новому, по-другому, да? А? Английский. А первый какой был? Татарский, английский, ага. На самом деле, я очень активный человек, но за очень много времени я не ходил на такие мероприятия, и сейчас, сегодня, последний раз вот сходил на такое мероприятие, и как первый раз. Во-первых, все же можно в онлайн получить, правильно? Но насколько ценно мероприятие именно офлайн? Я тоже люблю ходить вот на такие мероприятия, с удовольствием приняла приглашение. Вот, например, там, кто-нибудь скажет, вот я вязать пробовал учиться, например, да, и там, не знаю, первый раз там на коня, на лошадь сел, там, вот, не страшно было, честно говоря, например, то есть такие вот вопросы, но вы можете прям об этом прям рассказать, да, то есть о чем вы мечтаете, например. Представляете, говорили функционально, вдруг раз рекрутер вас спрашивали, о чем вы мечтаете? Прям вопросы, они могут прям, знаете, вот прям перескакивать, надо уметь переключаться. У вас есть мечта? Да, есть мечта. Ничего не делать, лежать на пляже, отдать конвенции, заработать денег. А потом, расслабился и рассказал о своей мечте, да? И было здорово смотреть на этого человека, а что на самом деле он хочет, да? Понятно, какие выводы я потом сделала, да? Почему хочет? Вот такие вот вещи. Ну вот, это вот разные вопросы, давайте, просто хочу добраться до кейса, чтобы немножко с вами попрактиковаться. Этот слайд отдельно посмотрите. Здесь, вообще, на что смотрят и о чем могут спросить, всякие различные темы, о чем могут вас, в принципе, дальше спросить на собеседовании. Достаточно много. Ну, например, там, у вас, если вы, допустим, написали в резюме чувство юмора, а вот в собеседовании его никак не проявили, то лучше не пишите. Может быть, это чувство юмора оценить могут ваши только друзья. Понятно? Вот. В HeadHunter есть еще такая вот там плашечка. Выберите навыки, да, напишите себе, пишите ответственный, аккуратный, целеустремленный. Я вот это вообще даже не читаю как рекрутер. Вот если бы у нас было побольше времени, я бы открыла вам резюме прямо на HeadHunter в онлайне и показала, как читают резюме рекрутеры вообще. И вы бы увидели, как их на самом деле надо писать. То есть я как резюме-мейкер, запомните одну такую простую вещь. Все работают с поисковыми системами, да, Google, да? Если правильно задать поисковый запрос, то ты находишь нужную информацию. Вот в вашем резюме должны быть закодированы слова поискового запроса, по которым ищут резюме рекрутеры. Вот так надо думать про свое резюме. Понятно, да? Это последняя лекция. Мне кажется, просто если у вас есть время, если мы посмотрим реально какое-то резюме, будет очень интересно. Я не знаю, может быть, я готова как продолжить диалог там в онлайне, вебинары какие-то вести. Вот мы в университете талантов мы прям разбирали. То есть как вы думаете, сколько времени нужно рекрутеру, чтобы оценить ваше резюме? Минута? Да вы что? Я никогда и вакансию не закрою, если минуту буду тратить на ваше резюме. 15-20 секунд. Представляете, да? 15-20 секунд. Я смотрю и понимаю. Если вы не попадаете, поэтому, а уж если уж говорить о собеседовании, поэтому резюме повышает ваши шансы попасть на собеседование, но пройти первый этап собеседования повышает шансы именно подготовка и понимание. Поэтому не игнорируйте мою информацию. В рамках этого часа, конечно, мы все с вами не можем охватить, да, но я как карьерный консультант много работаю со взрослыми людьми, поверьте, взрослых людей, генеральных директоров компаний, главных бухгалтеров крупных холдингов, которые меняют работу. Кстати, на 12 лет, например, работала в одной компании. Да? Или пришло сокращение, или пришло время ей менять работу, или она переехала из другого города, и у нее возникает потребность пройти собеседование. Таким людям еще сложнее готовиться к собеседованию даже, чем вам. Вы хоть сейчас наладите, вы молодые, вы много общаетесь, да? Глаза горят, да. А людям, которые уже что-то почувствовали, и вот самое главное, вот эта психологическая тема, что ты пришел как будто бы просить другого человека, да,
взять тебя на работу, и вот эта позиция снизу. И вот эта позиция, она не выигрышная абсолютно. Я для всех говорю с абсолютной ответственностью. Нужно сразу строить диалог с работодателем. Потому что никому не нужны вот, люди, которые там, о которых можно ноги потом вытереть. Если вы научитесь выстраивать диалог, да, например, расскажите, вот смотрите, как это сразу, расскажите мне о себе. А что вас конкретно заинтересовало в моем опыте? Вот это. Я рассказываю, я ответила на ваш вопрос. Вот такой простая ремарка. Я достаточно рассказала, вас все устраивает сейчас в моем рассказе, мы можем двигаться дальше. Да? Уже говорить, что я настроена на диалог, да? Что вот это такой очень важный момент, поэтому готовиться очень важно, и важно психологически быть готовым к диалогу. Пусть люди будут старше, пусть они в чем-то чего-то не понимают, например, вашу специализацию. Пусть она там провела сотню собеседований, но если вы вот этот коммуникативный момент поймете, о чем я говорю, да, вы всегда будете выигрышны на фоне других кандидатов. Так, что у нас там еще есть? Давайте посмотрим. Вот, о чем можно спросить руководителя. То есть, как правило, руководитель, он идет после HR. Давайте посмотрим, да, что у меня не листается. Какие цели будут стоять на ближайшее время передо мной, как сотрудника компании? То есть, видите, мы спрашиваем работодателя, нанимающего менеджера и будущего руководителя, как будто бы мы у него работаем уже в команде. Такая вот хитрость. Вот давайте представим, меня уже взяли. Что я буду делать в ближайшие 3 месяца? Это поможет будущему руководителю примерить вас к себе в команду, потому что, знаете, почему долго принимаются решения о приеме новых людей? Именно руководителями. Знаете почему? Вот когда новый человек в компании принимает, руководитель оттягивает этот момент принятия решения. А HR говорит, надо вакансию закрыть, вот, конец года, нам нужно вакансию закрыть. А руководитель, нет, я еще хочу посмотреть. Как думаете, почему он оттягивает этот момент принятия решения? Иллюзия такая, что ты еще где-то лучше гуляет, да, человек? А на самом деле все банально просто. Вот человек выйдет новенький, с ним надо будет что делать? Объяснять, учить, конец года, план горит, а он сейчас будет ходить за мной как хвост. Мне нам надо. У всех у всех есть такая вот история. Поэтому помогите ему, пусть он представит уже вашим членам, да, то есть, посмотрите, то есть он же прям сработает, с ним будут вообще хлопоты. Он вообще толковый, и он будет за мной, каждый мелочь у меня спрашивает, вообще обучаемый, вот совсем другая оценка критериев руководителя. Поэтому прямо его можно спросить, сколько в среднем длится рабочий день, вообще переработки в компании приняты, не приняты. Да, хороший вопрос. А что произошло с моим предшественником? Куда он делся? Вообще про это забываем спросить, да? Или с какими должностями придется столкнуться? У меня как по времени еще есть? Есть еще? Вот, о чем можно спросить HR-менеджера? То есть, на уровне HR, да? Какая сумма заработной платы